союзные республики, у них не было в начале интереса вообще там создавать свои какие-то страны, потому что когда Советский Союз вот это, сделал такой сценарий, поставил развала, да, там, когда подписали вот это о развале там Советского Союза, там Ельцин, Кравчук, там Шушкевич. Да, там получилось так, что как бы просто все переобуваются в демократов, да, потому что вот с коммунистами, с социалистами никто не хотел в этом мире, там железный занавес, короче, никаких отношений, ничего. Чтобы вот это все, скажем так, устроить, да, там, чтобы со всем миром как-то взаимодействовать уже, когда там дальше не смогли двигаться в таком формате государственном. Попытались вот так вот всему миру, сделал облапошить, скажем так, весь мир. И вот Татарстан, о котором говорят, он раньше, чем мы, чем чеченцы, они первыми объявили независимость. И Татарстан сделал это, скажем так, по сценарию. Потому что у нас тоже там в нашей республике вот этот Верховный Совет Чечено-Ингушетии в лице Завгаева, Докко Гапурович такой говнюк был. Да. За откровенность. Да. Он тоже, как и татарский, там Шамиев, по-моему, Шамиев, да, был на тот момент, точно так же курс на независимость там объявили, а когда по щелчку пальца вот так раз палец о палец стукнули, все должны были вернуться в стойло. То есть это такой показательный, скажем так, Чечня и Татарстан, их статус был самым, недемократичным, скажем так, образом приобщен там к Русской империи, к российской вот этой. Поэтому тут нужно было показать особенно такой сценарий, да, что они вот попытались сами, отделились, им никто ничего не сказал, а потом сами добровольно, взяли и вошли в состав России. И Татарстан так и поступил, потому что татарский народ, его сначала сюда подвинули, потом туда подвинули, и он вообще просидел, глазами проморгал, и никакой реакции не было там. То есть никакую реакцию не проявил. А вот в нашем случае с нами тоже сначала провозгласил, даже Верховный Совет сам провозгласил эту независимость, да, изначально. А потом нас в стойло попытался вернуть. Но вот наш народ не захотел туда, в стойло, возвращаться. И сказал нет. Потом появился человек, как Джохар Дудаев, который вообще вдохновил весь народ. И взяли Алло. Ибраим, а давай хашватон. Да, по плану, по сценарию не пошло. Так, меня что, не слышно? Сейчас, да, слышно. Я имею в виду, с демократической, в кавычках, России слетели маски, когда все пошло не по плану. То есть там демократии не пахло. Просто такое переобувание перед всем миром. И другие союзные республики, ни Казахстан, ни Грузия, ни Азербайджан, ни Армения, там тоже свои говнюки сидели, которые по щелчку пальца должны были вернуться в стойло, и все. Просто и сами народы, они желали вернуть вообще Советский Союз, никто не хотел отделяться от русских. А потом уже, когда мы вот сопротивлялись, и вся российская вот эта, армада была на нас направлена, и другие за вот этот вот период потихоньку почувствовали вкус свободы и начали потихоньку преобразовывать свои страны. Первая вот Грузия, там, потом Азербайджан, Украина вообще до 2014-го проспала, только в 2014 проснулись, когда уже явно там Крым начали у них. Ну, а Джохар предупреждал, Ибрагим.
Еще давно. Да, Да, Джохар да, да. тоже хорошо понимал их планы там, их имперские вот эти вот планы, то, что они пытались просто аккуратно весь мир надуть, Да. показаться там демократами. Ребята, я хотел вас спросить. Вот Закаев до сих пор находится за границей. А его... Почему он не может переехать в Чечню? Его сразу, наверное, закроют, да? Рано ему еще За- на пенсию. Закаев никакой пользы в данный момент чеченской политической судьбе никакую пользу, кроме вреда, не приносит. А Он передача... приносил на какой-то момент, он приносил какую-то пользу, да, когда и вот этот Эмират Кавказ русские там пробросили, да, там от моря до моря вот эту тему. Вот тогда он какую-то там пользу, казалось бы, там пытался принести, но его польза была в том, то есть его вся активность заключалась в том, что он просто других мусульманских взглядов был, в отличие от вот этих создателей Эмирата Кавказ, у которых свои там мусульман, ну, как бы течения, да, там, в исламе, а у него свое. И тот же самый Эмират, он сейчас повторяет, собрав вокруг себя вот этих вот религиозных всяких чуваков, и там вокруг вот этого, объединившись вокруг так называемого исламского порядка, низам 2002, там, в 2002 году вот эти арабы там и часть чеченцев в лесу, в кустах, грубо говоря, да, там приняли какое-то там новую конституцию, и вот вокруг этой темы они там объединяются. Вот нам это не интересно, потому что нас интересует именно наше государство, наша конституция, да, вот, которая нам прописывает права, обязанности, которую в 92 году чеченский народ принимал. Нас интересует привлечение к ответственности за все преступления Российскую Федерацию. Если в этом мире есть права, какие-то права людей, да, если их будет этот мир соблюдать, принудить всех их соблюдать, мы вот требуем, чтобы за все преступления массового характера, чтобы привлекли к ответственности наших вот этих обидчиков. Как и Украина, мы тоже будем это требовать, нам это нужно. А какие-то исламисты, шариатчики, нам эта тема не интересна. Это вон можете там, кто это хочет, могут туда, в Палестину, в Пакистан, туда, в пустыню куда-то. Молодец, Ибрагим, правильно говорит. Во всем мире люди стараются пойти вперед, а они, наоборот, тянут людей назад. Да. У вас много чеченцев, да? Вот, как Кадыров сам по себе? Как народ его любит, уважает, как сказать? Или терпеть не может? А как Сталина чеченцы уважают? Понятно, все понял. Ну, Точно. Потому что мне вот в Москве, когда гулял возле дома, и чеченец парень ко мне подошел, познакомились. Действительно долго-долго стали гулять, и каждый вечер выходил гулять с ним во дворе. Ну, там типа маленький парк был. Я когда у него спрашивал, он, знаете, он только рот открыл, я сразу сказал, что я понял. Короче, очень недоволен был. Вот тогда мне стало понятно. Ребята. Да, мы слушаем. Так резко так тишина стала, что я думал, что эта связь пропала. Мы тебя слушаем. Вот, а по поводу нас, России, почему вы наверняка видите, да, все, и читаете в интернете, в телевидении, как они нас ненавидят.
Потому что, Акрам, тема, вопрос можно тебе? конечно, Как ты относишься, допустим, к президенту Азербайджана Алиеву? президент Азербайджана, он Вернее, клану. к клану отвратительно, а к нему просто обалденно. Он человек, Клану... Смотри, одну секунду. Клану отвратительно, а главарю клана отлично, короче. Это не Нет. совпадает, что-то не получается. Что-то. а к нему хорошо отношусь, к нему. Не, я и говорю, ты к клану относишься хорошо, а главаря этому клану относишься плохо. Как Знаете, это он, так? я скажу сейчас, он решает почти во всем международном отношении, во всем, везде. Он показал себе в мире, что он есть настоящий президент. А вот то, что которые сидят в этом меджлисе, ублюдка, твари, вот они в Азербайджане растерзают просто. Ну, ты, наверное, имеешь в виду по поводу Карабаха, да? Что он сказал, он сделал. А не только Карабаха. Он Но- во всем мире его уже в Азербайджане во всем мире признает. Знает, кто Друг мой, ты... Ну, хорошо, я согласен. Я соглашаюсь с тобой, что во всем мире. Вопрос в чем? Почему? Ты задавался хоть вопросом, почему все молчат, когда у вас недавно посадили 7 корреспондентов, или там канал телевизионный был, или какой-то, по 15 лет. Когда 15 лет дают за измену Родины. Телевизионщикам дали по 15 лет. Алиев не знает, наверное. Это, знаешь, я живу в арабских странах нескольких. У нас здесь разговоры такие идут, когда какая-то несправедливость, люди говорят, бля, вот шейх не знает про это. Как только он узнает, прикончит этих людей, которые несправедливо поступают. Вот Алиев, ты сейчас точно так же говоришь. Алиев сейчас очень смешано, вот мировой в конфликте. Он сейчас уже, он как свое все сделает, он потом уже начнет расчищать миллимаджи. И здесь вот это- Дай бог. люди, Кстати, которые по-тихому один плюс есть у него, что он хотя бы вы с армянами решили вот этот конфликт, да, отделились от русских, не дали русским манипулировать вами, ну, решили хоть один конфликт, одну нормальную вещь он хоть сделал. Ну, надавили, однозначно тоже надавили, чтобы все это со всех сторон вот, сделали. Дальше как будет? Но дальше будут Ну, отлично. я не вижу. Армяне Дай бог, будут с нами. дай бог. Будут как всегда Да. жили, так и будем всегда жить. Открыта будет граница. Через них пойдет трубопроводы. Там будут армяне бог. сам радоваться. Дай бог, дай бог. У меня только одно желание, что не дай бог еще раз будут какие-то соединения с Россией. Этого не должно быть никогда больше. Потому что хватило вот это 100 лет почти высасывали с Азербайджана последнюю кровь, блядь. А в конце вместо спасибо на воротник положили. И еще обвиняют все время нас, что до сих пор обвиняют. Я в Москве постоянно разговаривал, там есть люди, которые шишки такие большие. Они всегда говорили, что в Чечне Азербайджан поддерживал, и после этого они якобы нас ненавидят. Все оружие шли из Азербайджана, все боевики из Азербайджана пошли, помогал только Азербайджан. И поэтому долгое время у нас солдаты погибали в Чечне. Из-за вас. Якобы за нас. Нет, а вот наоборот это. И у меня есть информация, что это наоборот. Люди, которые были в Чечне, вернее, убегали из Чечни, в Азербайджане арестовывали и передавали обратно в Чечню. Да В нет, Россию, вы в что? Чечню. Я сам Были в те времена уже был Ну, молодой. Я первую Карабахскую Я войну тебе, прошел. я тебе не говорю 100% все, кто пробовал убежать через Азербайджан в Турцию, ловили и передавали.
А это чушь, кто это вам говорит? Я наоборот, все оружие, Просто передавали. все оружие шли из Азербайджана. Я тебе говорю. Я говорю, это вам кто-то, это вам говорит, наверное, русская агентура, ФСБшника, чтобы отношения портить. Не, Нас может, ненавидят. да, хорошо. На том, что Хорошо. все боевики, которые... Я же тебе про не про азербайджанский народ говорю. Есть к нам, они к нам приходили, они приезжали, чеченцы. Через нас, в Баку, знаешь, сколько чеченцев жили? Они уезжали, в Турцию уезжали, там скрывались, которые в России их как бы разыскивали. И до сих пор живут в Турции много чеченцев. Азербайджанцы помогали Они чеченцам. не могут сделать. Но, право, там единицы были, которые переданы Россию, понимаешь? Да, я про этих и говорю, которые были очень важные, Да. передавали. А основное население, в основном семьями, ну, таких особых, как бы скажем, запросов на них не было. Те уезжали, да, пропускали. Я не говорю, что всех передавали. Прям. Я говорю, Нет, есть люди, за которыми следили и не давали их убежать никуда. То есть были единицы, но эти люди были. Причем эти люди, по-моему, до сих пор сидят. Если они живы, до сих пор сидят. Я именно таких людей имею в виду. Ну, я не отрицаю, что помогали. Я не отрицаю, что азербайджанцы помогали. Никто не может отрицать это. Да, помощь была однозначно. Первый Карабахский войне. С нами воевали чеченцы. Тоже воевали с нами чеченцы. Это был 92-93 год. Да, было такое. Да, я говорю, с нами воевали чеченцы. А в Чечне воевали от нас, и оружие, деньги, все шли через гору в Чечне, поэтому нас ненавидят. А я кайфую, когда нас в России ненавидят, понимаете? Приятно становится, да? А? Приятно на душе становится, да? Да. Раньше они нас, а теперь мы их должны. А теперь на нас налетели со всех сторон из России, все депутаты, все вот эти ублюдки, они якобы, теперь мы Украине финансируем, все, знаешь, все, что надо, все, они как бы спрашивают у азербайджанцев, сразу, они их сразу отправляют. Каждый раз, смотрите, сколько фур прямо туда отправляют, и каждый месяц, сколько детей привезли оттуда в Баку. Сейчас у нас больше 1000 детей, как бы, реабилитация привезли. Да, государственный фонд. И каждый месяц переводит по 30, по 100, по 30, по 50 человек. Mal in deinem Bett schlafen. Er ist ja bald wieder weg. Na, okay. Gut, nur das Он, eine Mal. свобода или Ich смерть, Чеченец написал, прочти. И вот там все Musst du jetzt написано. endlich schlafen? Erst nach meiner Geschichte. Nach was? Meiner Geschichte. Meine Mama erzählt mir immer eine gute Nachtgeschichte. Na klar. Vielleicht bekomme ich Ach, das super, doch nicht super. hin. Und darum hat die kleine Eule die Libelle vor der bösen Prinzessin gerettet. Und dann ist sie gleich nach Hause gegangen, damit all ihre Freunde dann У кого-то schlafen микрофон können. открыт и Okay? телевизор работает. Да, мне кажется, да. Er ist ja so was, süß, wenn er schläft. Eine tolle Geschichte. Erzählst du mir noch eine? Рекон или как ее? Рекон. А по поводу еще Нагорного Карабаха. Вы знаете, вы думаете, что это армяне начали с нами воевать? А им это нахрен не должен был. Армяне так жили везде в Азербайджане. Во всех городах, и причем больше в Азербайджане жили, чем, по-моему, в Армении. Это все сделал. Очень мирно жили, я слышал. Это они сделали. И они не давали Карабах обратно забрать. Почему-то сейчас в Армении сами уже просят с Азербайджаном как бы открыть границы. И самые простые люди, вот опрос делают люди, да, журналисты, я все слежу за ним, все, за всем. Все конфликты бывшей советских республиках, все конфликты создала Россия, понимаешь? Да, а потом над ними управлять потом. Вот именно, да. А теперь посмотрим, вот война закончится, посмотрим, как в Армении будут жить, как они будут радоваться. Если вы будете мирно жить
с армянами, у них просто, знаешь, инфаркт будет, и все. Вы понимаете, если мне сейчас сказали бы, да, или Россия, или в Армении выбираете, с кем хотите жить вместе? Конечно, я выберу в Армении. Армении. Не надо раздавать, надо жить дружно. Я Ой, говорю, я выберу с Арменией. С Арменией я буду лучше жить, чем с Россией. В России больше никогда у нас не будут ничего. Конечно, конечно. Где Россия, там разруха и кровь. Вот есть российская пословица, есть такая русская пословица. Где нас нет, сейчас, подождите. Где нас, там всегда... Везде хорошо, где нас нету, да? Да, вот, знаете почему? Вот смотрите, сами говорят, везде хорошо, где нас нету. Вот где они, там всегда превращается в срач. Война, конфликт. Правильно они говорят, где нас нет, там всегда хорошо. Вот они приходят, везде портят все. Акрам, я сейчас живу в Кувейте. У нас продаются бакинские помидоры, или азербайджанские, как они называются, фрукты. Появились армянские абрикосы. Черешня, по-моему, вишня. Оказывается, я вот недавно узнал, оказывается, Россия закрыла рынок для Армении, чтобы они фрукты не возили туда, еще что-то там. Да, молочные продукты. И у нас сейчас появились фрукты армянские, азербайджанские, всякие там продукты. Кто-то начал заниматься, короче. А Россия постоянно так, как бы, знаешь, провоцировала народ, поднимая, вот именно они использовали экономическое оружие. Как только что-то... Сам Путин всегда орет по телевизору, что когда Евросоюз, Америка санкции объявлял Россию, да, начало конфликта на Украине, даже в 2013 году, когда только-только начался вот этот Майдан, как начал объявлять санкции на Россию, Путин сразу всегда говорил, а зачем говорить, мы вмещаем политику с экономией? Они же, экономия должна быть всегда работать, политика отдельно работает. А как только начался с Азербайджаном вот в 2020 году война, моментально Россия прикрыл вход турецких товаров, турецких фруктовых товаров в общем полностью товаров. Потом прикрыл азербайджанское, чтобы якобы мы должны включить заднюю скорость. Чтобы мы сразу сказали, батя, ты прав, давай будем делать так, как ты хочешь. Но этого у него не получилось. А теперь он прикрыл кислород армянским товаром. Армянский товар поедет через Турцию, вот туда, в Арабских Эмиратов, арабских стран. Там будут намного дороже, лучше продавать, чем в России. Туда в основном кто может отправить, допустим, фрукты, овощи, да, продукты? Евросоюз, но у них все как искусственно. А вот который из Кавказа идет туда, не только из Азербайджана, я имею в виду с общего Кавказа, но это совсем другие. Да. Намного настоящие, чем из Евросоюза получает. У него и вкус другой, понимаешь? То, что здесь они выращивают, это не то все равно. С Кавказа, который идет фрукт, это самый лучший фрукт. Это, знаете, как бренды, вот это, знаешь, Феррари, Мазерати, Бугатти, вот как одно название уже думаешь, да, это хорошее. Вот из Кавказа, в России даже то же самое, знаешь, привозили на рынок, я ходил купить, покупать, фрукты, овощи. Как только говорил, что из Азербайджана, из Кавказа, откуда из Армении, разницы нет. Вот сразу думаешь, что это просто, наверное, лучше всего на свете. Я когда купил азербайджанскую картошку, дома сам начал жарить его, я извиняюсь за выражение, но жил с девчонкой. Она когда ела жареную картошку, она мне сказала, что сюда мясо не нужно, она лучше, чем мясо даже. Обычную картошку.
Я говорю, вот, что такое Кавказ. Да, у нас и мясо кавказское, знаешь, другое, чем здесь европейское. Я в Москве, у меня чисто свой, как сказать, но у меня был мясник, я у него все кур, мясо, все привозили халал, а не магазин у них был. Все привозили с Чечни, с Ингушетии, но там я хоть сколько бы не ел мяса, все равно, если у них нету хорошего мяса, которое я хотел бы купить, я не буду покупать нигде. Буду ждать, когда они привезут новое. Все, колбаски там, значит, все, они там производили. Я не знаю, на самом деле в Чечне привозят колбасы? Наверное, я не знаю. Я уже давно дома не был. Конечно, привозят, если так разобраться, торговля-то она идет. Нет, не привозят, а производят. Сам Чечня производит колбасы? То есть они делают... Да, производят. Крупно не А, производят, так мини-цехи, наверное, есть какие-то, но не Ну, крупно. вот они, наверное, свои. Да, по-моему, они у них свои были, по-моему. Но... Да, у нас большинство там домашнее, по-моему, идет колбаса. Промышленный такой нету, да, большой, что, потому что там заводов нету, мы же знаем прекрасно, больших. Ну, прежде чем завод открыть, это сначала надо найти покупателей. Но я думаю, что если Чечня... У вас же... Брат, были бы заводы, покупатели нашлись бы. В том-то и дело, что нет. Да. Нет, Правильно. ну, одноводство у вас хорошее, наверное, да? У вас скоты держат много, наверное, да? Я имею в виду баранок, коров, там... Да, есть, это есть. Вот почему, я не знаю, вот в России сейчас, вот то, что в России сами делают, уже колбасы, сосиска, это все дерьмо. А если вы сделали бы свою халял, открыли бы там где-нибудь в Москве, там, знаешь, в Питере, в любом городе, даже лучше, чем на севере открыть, чем в Москве. Там побольше денег, и там туда трудно доставить. Но если вы сделали бы, я думаю, что вы не проиграли бы. Да там не только колбасные, но разные заводы можно было сделать, чтобы народ работал, жил. В том-то и дело, вот проблема. Не делают эти никакие заводы. Не делают, да? Зато я слышал, что когда из российских чиновников, кто-то, министров туда, когда переезжает, из людей даже, по-моему, деньги собирает, чтобы их кормить, да, из простых людей. Я извиняюсь, но деньги не находят, наверное, чтобы построить Нет, завод. я слышал, Но что из простых людей собирают деньги. На мечети находят деньги. Акрам, вот, я хотел это и сказать. Долго будешь жить. На мечети находят, блин, деньги. Я эти все знаю, я же в Москве, я интересовался со всеми республиками, которые внутри России живут. Я всегда интересовался со всеми. Общался, чтобы как там, где, чего, как к ним относится правительство России. Но только я, знаешь, вот не понимаю, когда в 2020 году была пандемия, я слушал, чеченец, молодой парень работал, у меня под моим домом был большой супермаркет, как называется этот, Перекресток называется, может, слышали. Там работал охранник, он так хорошо, мы к хорошему отношению был со мной. Он говорил мне, что когда пандемия начался, и в Дагестане, не у вас, в Дагестане, там же голова у них русская, да, по-моему? Кто он был? Седой, вот это как... седой мужик был, высокий. Крызлов, по-моему, был. Нет? Глава Дагестана. Ребят. Алло. Не знаю, я не знаю. Вот суть в чем. Когда, говорит, пандемия пошла, на горах, на самом вершине горах, пастухи оттуда вообще, в принципе, не спускаются. Вот туда везли, в Дагестан привез этот Крызлов. Маска, чтобы должны все ходить в маску. И вот этим пастухам подняли маску,
И там они первые всех заразились с этим ковидом. Коронавирус. Ну, ковид я называю. Ковидом заразились они первые всех даже. Первые, чем города. Я сразу понял, что в Москве же была заражена. Да, да, они маски привозили зараженные. Вот поэтому заразились они. Я говорю, как может быть, пастух с гор не спускается, там постоянно вверху. А он в город, в принципе, не приезжает. Они заразились впервые, чем городских людей. Это все искусственно созданная была эта пандемия, понимаешь? Это все сделал Путин. Да, может быть, я не отрицаю. Меня в Москве некоторые люди... Я это и здесь говорю, в Москве даже только одному человеку сказал. Мне сказали, что тебя застрелили. Потому что эта пандемия почему пошла? Эта пандемия якобы, как лаборатория в Китае была взрыв, но это был с путинских рук. Когда начал, после 2013 года, когда начал санкции объявлять, со всех сторон душит России, и все кричали вместе с Путиным, все депутаты и народ, кричал, что нам все равно ваши санкции, мы будем свою все равно делать. Якобы не отстанем от Украины. А после этого, в 2020 году, когда пандемия начался, и Путин сразу же только постоянно кричал, что нам все равно ваши санкции, нам что-то извините за выражение, не поедет. Вот. А потом сразу Путин начал заговорить по-другому. Либо начал обращать с этого в Евросоюз, обращаться туда, в Америку. У нас общий враг, это пандемия. Давайте мы соединимся, снимите санкции. Это просто, понимаешь, это блядское поведение. Я посмотрел, мне стыдно было за него, блядь. Тогда был ясно, что это все он сделал. Гамарджоба. Тоже он Машуа. Не материтесь. Машуа, брат, Машуа, Гамарджоба, брат. Здравствуйте, салам алейкум, за Гамарджоба. Тут человек задает неправильные вопросы, во-первых. У нас в Чечне вопрос неправильный. Потому что сегодня нету у нас Чечни. А есть российская территория и российский регион, который называется Чеченская Республика. Правильный вопрос будет... Автономная республика, Чеченская автономная республика. Правильный вопрос будет звучать так. А у вас в России производится колбаса на территории, где живут чеченцы? Вот это будет правильный вопрос. А когда вы спрашиваете у людей, у вас в Чечне, вы вводите людей в заблуждение. Понимаете, о чем? Но, иншаллах, скоро будет отдельно. Да, иншаллах, Аллах поможет нам. Конечно, Аллах поможет. А в первую очередь мы сами должны действовать. А Аллах будет нас просто поддерживать. Нам, к сожалению, как вам в свое время, Аллах не помог. Вам помог Аллах тем, что разорил Советский Союз, и на ваши головы азербайджанские, которые даже во сне не мечтали, упала эта свобода, независимость от русских. А вот нам он никак не помогает. Наоборот, он нас обратно в эту русскую заталкивает обратно. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Да. Бисмилlah. Аллах Акбар. Вы знаете, вот эта Украина, это застрял в горло в России. Она не пролезет ни туда, ни сюда. Она уничтожит Россию. Именно от Украины это все начнется. Да, не да. начнется. Вы когда говорите, все начнет, погодите, вы когда говорите, все начнется, вы говорите размазано. Что он начнет? Объясните. Вы знаете, Скоро. вы думаете, это Вот война? я скажу, одну секунду, ребята, я скажу, что украинская армия, да, скоро будет маршировать на Красном площади. Не На Красной будет. площади будут Опять маршировать и вводите- будут кричать. Не Слава будет. Украине, русские будут Не кричать. будет. Вводите людей в заблуждение. Не будет Украина на Красной площади маршировать, потому что Украине это Еще не как нужно. будет, брат. Подожди, это время увидишь. Увидишь, брат. Ребят, я хочу вам сказать, весь мир готовится к войне, большой войне.
Сейчас идет проверка оружия. Это как учение. Не будет Украина делать этого. Дай Не Бог, только чтобы Украина, Украина свои вы- территории забрала, она остановится на своей территории. Дальше русские будут дальше разбираться у себя внутренней политикой. Нет, Вот русский назад не правильно. вернется. Русский назад не вернется в свои территории. Потому что их назад вернется, их вот это, те, кто сидит в Госдуме, в Кремле, потом их все кланы, они все должны быть уничтожены. Сами русские их будут уничтожать. Да, конечно. Они уничтожат Путина, вот как вы сейчас намекаете, и поставить себе другого Путина, как всю историю русскую были. Выбирали, погоди, дайте я договорю, выбирали себе тирана, вместе с ним ходили, грабили, убивали людей, а потом этого тирана убирали к черту матери, все, вешали на него, типа, это он такой был, а мы-то все такие хорошенькие, но мы тоже пострадали. Потом опять выбирают себе нового тирана, и продолжается этот замкнутый круг, уже до 21 века дошли. Вот таким вот политикой своей. А у меня другое мнение. Вот Это не мнение, это констатация фактов. Я исхожу из русской истории. А вот дайте я скажу, потом вы можете меня как бы сказать, я прав или нет. И А вы вводите людей в заблуждение своими субъективными. Я думаю так, когда вот же Россия будут посмотреть, проигрывает, эта война, если они вернутся назад, они будут внутри России, начнется такой конфликт. Потому что как Аляска продали в те времена, так и Россия, они будут продавать сами же, вот кто сидят в власти. Они сами же съебутся куда-нибудь подальше оттуда. А Россия будет развалить. Хорошо, они сами развалят. Какие предпосылки, что сегодня внутри России что-то да произойдет? Есть какие-нибудь предпосылки, политические имеется в виду? Я уже вот слежу, да, постоянно. Я же вижу, народ начинает уже открыто, прямо, значит, вот... Да вы что говорите? Путина послать. Посылают они все уже. А где можно увидеть вот такие народные возмушения? В интернете можно это услышать? В азербайджанских новостях, даже вот просто на русском. Нет, это федеральные новостные каналы. Или в ТикТоке даже, сами посмотрите, как люди уже, раньше такого не было, уже люди... Это единичный случай, наверное. Там у них Азербайджан... Это единичный случай. Единичный. У них в Азербайджане там своя реальность, они в своем мире живут. Нет, понимаете, этот в России так может врать. Российские телевидения, они все работают под властей. Все, что говорят, они то и скажут. Чтобы Россия развалилась, нужны какие-то политические волнения, предпосылки, какие-то экономические затруднения. Вот на этом надо строить свою точку зрения. А ты думаешь, что Россия не развалится, брат? Нет, не развалится. Чего? Народ а чего она должна развалиться? Вот смотри, а вот если отойдет Кавказ от России... Не отойдет. Не отойдет. Вот потому что я докажу сейчас свои слова, подтвержу свои слова. Да я знаю, брат, что ты правду говоришь. Я знаю, брат. 10 лет чеченцы воевали с этой Русью. Я знаю. Брат, мой отец был. Вот смотри, одну секунду, родной. Мой отец, батя мой. Брат, одну секунду, что с тобой, брат? А сегодня чеченцы... Секунду, на минутку, дай мне сказать, пожалуйста. Потому что окружаешь нас. Дай мне сказать, пожалуйста. Что ты меня не перебиваешь? Одну секунду, подожди, я тебя не слушаю, послушай сюда. Я тебе еще раз говорю, мой отец, батя мой, был в Чечне. Когда Зуят Гамсахурдия приехал в Грозный, Дудаеву, да, отец мой его охранял, президента нашего Гамсахурдия. Я почему это говорю? Да я знаю, что там в Чечне проходило. Отец мне все это рассказывал. Но самое главное, понимаешь, в чем дело? Только Чечня воевала, Северный Кавказ воевала, Северный Кавказ, только Чечня. Если бы воевали бы ингуши, дагестанцы, кабардинцы, вот тогда бы можно было. Вот так они не будут воевать, они и тогда не помогали. Они знаете почему? Потому что лизуни, брат, вот и все. Не, погоди. А сегодня еще хуже обстановка. Почему Азербайджан сегодня? Почему сегодня Азербайджан, Армения, Грузия? Чеченцы, вот скажи мне, почему Грузия, Армения, Азербайджан не свободные государства сегодня? А вот Россия, вот скажи мне, пожалуйста.
Потому Почему что у вас там Армения... пророссийское правительство сидит, которое смотрит на Москву. Послушай, Вот почему. российское правительство сидит или не сидит, до этого же не было. Это пророссийское. власть, смотри, политики приходят и уходят, брат. Но страна и государство остается. Отошел Азербайджан, отошел Армения, отошел Грузия. Это же Кавказ, брат, правильно? Что? Да, Вот да. и всё. Если мы отошли, брат, армяне... Я вам грузины, скажу, почему... Почему они не могут Я отойти? тебе скажу, почему Азербайджан отошел. Потому что Азербайджан помогла Турция. Не было Хорошо, бы Турции, не было бы Турции, Азербайджан сегодня Армению был бы скажи, под хорошо, давлением Армению России. скажи. Ереван скажи. Армения? А что Армения? Да? Армения то в одну сторону кидается, то в другую сторону кидается. Не, брат, Так и живет. как хочешь называй, но Армения сегодня независимая, свободная страна, брат. Да, согласен, конечно. Кто же вам сказал, что Азербайджан Турции помогал отойти? В 90-х годах нам никто не подошли ближе. И почему мы в войне тогда проиграли? Россия именно поддерживала Армению, поэтому мы Нет, проиграли. А почему вам нас Турция даже ну, тогда вы нам вертолет неблагодарны. не давал. Послушайте меня, вертолет даже не Какие-то давал. неблагодарные. Не надо говорить, что Азербайджан сам отошел своим силами. Мы отдали 20 января 90-го года 200 человек у нас застрелили по центру Баку российские войска. Вы знаете, наверное? Акрам, слушай, вам Турция помогала с оружием, понимаешь? Турция помогала нам сейчас. Не, там дело не в оружии. Погодите. Дело не в оружии. Смотрите, чтобы какая-то территория получила... А за 10 лет чеченскому народу никто не помогал. Чечня кричал. Дайте я договорю. Никто не помог чеченцам. Да. Понимаете? Вот это было обидно. Вы что, Дети умирали. 350 тысяч людей умерли, из них только Да, 50 тысяч чеченцев. давайте Дети конкретно были. говори, о конкретике вот говори. это обидно, да. Меня слышно или не слышно в этом эфире? Слышно. Я сейчас вас всех выключу. Чтобы какая-то территория получила какое-то не политическое признание, не с оружием надо помогать ей, а политическим признанием надо помогать. Надо помогать, выступая в Организации Объединенных Наций, подавать голос, в конце концов выдвигать требования относительно России, прекрати убивать чеченцев, говорить голос. Вот поддержка нам нужна была, а не оружие. Хорошо, брат. Помнишь, когда не было я ее. шел? Вот этого, помните, было когда у ее. вас война была в Чечне, приехал вот этот Россия, блядь, Ясир Арафат, премьер-министр Израиля, Палестин, он целовался с этим алкашом, и он говорит, это ваша внутренняя проблема. Да. Когда война, Я там сейчас мусульмане, Смотри, я не умирали. обвиняю, я не обвиняю народы, я не грузин, не азербайджан. Я сейчас говорю, что вот такая верхушка в этих государствах, правительство, у них вот такая политическая была надобность, чтобы вот Россия была довольна ими. Они вот действовали в своих национальных интересах. И я против этого ничего не имею. Потому что каждое государство должно действовать в своих национальных интересах. Брат, А вот на тогда- тот момент интересы у всех были свои. И в этих своих интересах чеченцы остались в одиночку. Вот так получилось. И, к сожалению, мы всегда остаемся в одиночку с этим монстром. Как сегодня Украине, хотя Украине сегодня помогают. Вы знаете, в 90-х годах все страны, которые ушли от России, они сами локти кусали себя. Я помню, в 90-х годах у нас возле пекарни очередь достигал до 300 Никто не кусал, брат. Не, у нас, Грузия не кусал. Вот Грузия лично не кусал, брат. Я не знаю. У нас после войны, мы как раз после войны это было, война только закончится. Все деньги ушли на войне. У нас никаких, только в 94 году Алиев заключил контракт с Евросоюзом, трубопровод пошел в нефть. Только к концу 94 года. А до этого у нас денег не был такой, в принципе, конуса даже нашего не было перед миром. Мы не ООН не могли пойти выступать там, вообще никто был, только нас начали только признавать. Когда я сказал, что вам Турция помогает, это означает, что Турция политическим давлением на Россию помогала, поддерживала вас в этом. Поэтому русские к вам вот так не лезут, как полезли грузинам в свое время. Помните, в 2008 полезли же грузинам, потому что у грузин не было такой поддержки в лице Турции.
Если была вот Америка как-то помогла им, да, и то спасибо. Но все-таки отжали территорию у грузин. Назвали ее Абхазией сегодня. Не, И ну, в Грузии- вот о какой поддержке я имею в виду. Если вы сегодня утверждаете, что Турция вам не помогает, вы просто неблагодарны. Турция вам помогает во всем сегодня. Я не говорю, не помогает. Я говорю, тогда, в Первой Карабахской войне не было помощи. Не было. Не Она было, на- да, тогда не было. Турция только... Тогда даже мы просили вертолет, они нам дали... Вертолет даже не дали. Не знаю, из-за чего, боялись России или чего. Это сейчас, когда уже денег в Азербайджане стал нормально, газ, нефть пошли, вот после 2005 года как бы начал уже близко относиться к друг другу с Турцией. А до этого мы одни были. Только к нам относиться хорошо, если вы хотите узнать. Израиль. Потому Поэтому что- почему этот вопрос я тему поднял, и потому что сюда часто заходят люди, которые вот такие вопросы задают. А у вас в Чечне, а вот этот Кадыров, чеченская власть, вот такие жонглируют вот этим российской пропагандой, терминологией. У нас сегодня, у меня на родине нет сегодня чеченской власти, поймите это. Сегодня наша территория в очередной раз находится под оккупацией русской власти. Там русский наместник сидит, происхождением чеченец. И если этот русский Ваня не скажет ему, иди влево, он влево не пойдет. То есть нету там никакого чеченского сейчас нету. Да, есть территории, где живут чеченцы, но нет у нас своей государственности, нет у нас своей политики, нет у нас поэтому и фабрики, заводов, потому что русский Ваня не хочет у нас строить эти фабрики, заводов. Ему невыгодно, чтобы чеченцы хорошо жили. Он не строит у нас университеты, школы, потому что ему не хочет, чтобы чеченцы были образованные. А что он делает? Он нам строит там мечети, на каждом квадратном метре построили мечети аж 1600. А вы знаете, какая маленькая территория у чеченцев сегодня? Да, 17 тысяч, самое большее. Да. И на этой территории на каждый квадратный метр строят мечеть. А почему они это делают? Потому что Ване сегодня выгодно, чтобы каждый чеченец был мусульманином. Потому что мусульманская религия тебя воспитывает подчинение к власти. Власть сказала, он должен подчиниться. Через веру в Бога в нас растят вот таких халуев сегодня для русских. Мечеть – это место для пропаганды русской. Совершенно верно. То есть первое рабство – это через религию, второе рабство – это через Россию. То есть чеченцы в Чечне в данный момент находятся под двойным рабством. Под двойным идеологиям. Нас, с одной стороны, с Богом нагинают, да, буквой «зю» ставят через Бога. А сбоку еще русские со своей властью, своими войсками. Чуть что, если кто-то в Чечне скажет, не дай Бог, что-то против власти, он в ту же секунду исчезает. Или ему придется по телевизору извиняться перед властями, перед Ахмад Кадыровым этим. И на весь мир говорят, вот у чеченцев вот такие обычаи. Вот они вот такие дикие, что вот заставляют людей. Это же чеченцы такие, а мы-то все хорошие. Вот к чему все это привело. А в России что-нибудь вот такого плохого, даже я имею в виду в Москве, что-нибудь плохое случилось, да, что-нибудь, какой-нибудь маленький криминал. Его так надували, что это чеченцы, это дагестанцы, но они больше всех ненавидят дагестанцев, чем вас. Они их просто, знаешь, была бы их воля, они всех отравили бы, всех дагестанцев. Поэтому я утверждаю, что сегодня нет никаких, к сожалению, я это говорю, к сожалению, я не радуюсь, что это так. Но после того, как нас очередной раз нагнули, скажем, оккупировали, нам надо восстановиться, дайте нам хотя бы 2-3 поколения вырасти. Даже это не удастся сегодня, потому что сегодняшнее поколение, которое растет в этом исламском радикальном идеологии. Нет никакого национального мышления у нашего молодых поколений. Они сегодня больше русские, чем сами русские. Понимаете, вот парадокс такой сегодня происходит на этих территориях. Поэтому развалу России нет никаких предпосылок, потому что национальные регионы, они больше русские, чем сами русские.
Если сам Ваня не развалит свою страну, как он развалил Советский Союз, оно не развалится. Но я это как раз говорил, что они сами развалят Россию, сами Ваню. Да, как они развалили Советский Союз. И на союзных республиках, как манна, небесная манна, упала эта независимость. Советский Союз развалила нищета и голод. А это не была нищета. Специально не давали людям. Они хотели развалить именно Горбачев. Я спрашивал бывшим КГБшникам, да, в Москве, когда жил, взрослые люди. Они говорят, склады все были полным продуктом, но не давали магазин продавать, чтобы людей поднять. Вот это как раз должно происходить теперь с Россией. А вот у меня вот вчера или послевчера Токаев, или как вот этот президент Казахстана, отправил в Россию 50 тысяч тонн нефть. Вот спросите этого, я не знаю, как называть, но неприлично, конечно. Зачем это Казахстан делает? Вот не делал бы он, пускай вот на своем бензином черт видит, что весь мир помогает Украине, а он помогает России. Он дает России, это равносильно, что Россия убивает украинцев. Они специально вот это делают. Почему специально взрывают вот это нефтехранилище, заправку там всяких заводов? Они это делают, чтобы Россия голодала. Не будет нефть, если даже продукты будет, его нечем будут возить в разных городах. И поэтому... В ближайшем будущем, значит, смотрите, что может произойти, делать прогнозы, это неблагодарное дело, я понимаю, но все это, конечно, благодарно. Попробуем рационально рассудить. В ближайшем будущем, что может произойти в России, это вот русско-украинская война, она не простая, не локальная война, она война глобальная. После таких войн проигравшая сторона все равно теряет или в территории, или своей независимости. Как произошло в свое время после Первой мировой войны, проигравшие стороны, это как Австро-Венгерская империя, она развалилась, та же участь ждет сегодня Россию. Она сегодня развалится в том случае, дай Бог. Если этот Запад не будет ей помогать, как она помогала в свое время, когда распался Советский Союз, этот Запад помогал России окорочками и другими всякими. Вот я теперь скажу кое-что. Не только Казахстан. Я даже сейчас, Турция наша братская страна, братья, есть братья наши они. Мы всегда будем стремиться. Но я все равно против турецкого поведения. Почему через Турцию перевозят в Россию всяких товаров европейских, китайских? Вот это я против, понимаешь? А Евросоюз для чего санкции делает? Удушит. Кислород, чтобы закончился кислород, а потом же сами будут внутри, начнет как бы надуваться все народ сами. Турция, но это неправильно. Зарабатывает деньги. Да причем Турция потихоньку зарабатывает деньги. Деньги не главное. В чем причина тогда? Турция выгодна. Причина. Развал России. Причина. Я скажу сейчас. Но если выгодно, почему тогда Турция помогает России? В чем причина помощи? В чем причина? Но Эрдоган, сын, большой бизнесмен, но они, видишь, сидят, чтобы нам... Все, ты все сказал. Все, бизнесмен. Он бизнесмен. Все, да, упирается в деньги. А не понимает, что и здесь большие деньги, и здесь. Если завтра развал России, тут же юг России уйдет под турецкую империю. Я имею в виду не с Турцией, я под империей Турции, а будут вместе с Турцией, вместе с Европой, понимаете? Но я не знаю, как-то здесь одно к другому не подходит. Вот это поведение их, вот это Казахстан поведение, которое я вчера слышал, что 50 тысяч тонн нефть отправили, там специально взрывает их нефтобаза, а тут отправляют им нефть. Но он сказал... Это неправильно. По-моему, он уже Путин и дал намек. Он уже Путин сказал еще вчера. Неизвестно. Еще это неизвестно. Да, вот так вот эти заигрывания, да, вот эти заигрывания, когда Украина пытается
всячески противостоять этому, да, там, как бы обезопасить свой народ, противостоять вот этой оккупации. В это время Казахстан там заигрывает, там Турция заигрывает. Вот точно так же с нами тоже происходило. Потом сами будут рыдать вот такими огромными вот этими слезами, да, когда уже до них это... Просто когда люди не понимают, там, пытаются заигрывать, это вот как преступник, да, вы понимаете? Если он совершает какие-то преступления, а ты как бы с ним, ну, общество с ним заигрывает, там, ведет с ним какие-то отношения, хотя он насильник, там, какой-то убийца, осуждают, да? В это время с ним кто-то ведет отношения. Потом этот же говнюк, он тебя тоже может в любое время, когда с этим закончит, он тебя тоже схавает. Вот это вот не понимает просто. Я сегодня комментарий писал. Не понимает. Я сегодня комментарий писал. Я хотела вот один вопрос задать, если можно, да? Можно. Вот, ну, вижу, как бы, слушаю вас часто, то есть очень умные, как бы, люди сидят, ну, не тоже развитые, так скажем. Вот, хотела вот у вас спросить, вы, наверное, больше знаете, вот НАТО, ну, для чего было создано? Я просто недавно смотрела одну передачу, где там и говорилось, что НАТО было создано именно для того, чтобы... Советский Союз. Евросоюз и вообще другие страны от как бы нападов Российской Федерации. Тогда еще СССР, потому что они знали, что как бы объединенные вот эти союзы, как бы СССР, да, что они, если объединятся, что это большая великая сила будет того, что вот, и как бы оно было опасно. Давайте я коротко скажу. Надо... Да? Коротко скажу, НАТО было создано в противовес советскому блоку на те времена. Но в течение времени оно свою, вот, скажем, такую центральную цель потеряло, потому что после распада Советского Союза пошли другие политические тенденции, потребностей сегодня в НАТО практически нет. Поэтому она сегодня распадается. Вот смотрите, да? Наоборот собирается, НАТО обратно собирается же теперь. Укрепляется наоборот. Теперь смотрите, мое видение, вот объясню вам одну вещь, я не знаю, может, я не права в этом видении, да. Вот когда-то как бы при царской Руси, да, как бы они на Северный Кавказ напали, как бы подмяли под себя Дагестан, да. Ну, как бы, ну, Дагестан. После чего они, ну, после как Дагестан уже взяли, уже на Чечню, как бы, лапу кинули, правильно? Дагестан, половина, вот, я скажу, Дербенте, там несколько, больше, по-моему, больше половины даже. Это была территория Азербайджана. В 1827 году в Кюрдистанском договору они раздербанили, именно Россия раздербанила, забрал половину оттуда себя, Иран забрал оттуда вот эти Тебриз, это 30 миллионов оттуда азербайджанцев в Иране. В самом Азербайджане 10 миллионов, а в Иране живут 30 миллионов. И ни одного школы азербайджанских нету. Вот Иран оттуда забрал. У России прямая цель культуру и идентичность любой нации уничтожать, потому что как бы они будут только свою русскую национальность и русскую идентичность возвышать, и как бы мы будем просто, знаете, мы как ресурс, их не ресурс того, что наши солдаты, наши ребята, да, чеченцы, дагестанцы, Северный Кавказ вообще в общем, являются как ресурсом того, что вот как пушечное мясо, да, они их отправляют на эту войну, и им похрену, сколько их в цинковых гробах возвращается, они, честно, вот Россия, это просто для них цифры. Просто цифры. Даже не, они даже не, вот, не вникают, что ж там 200 сотен, 300 сотен, да, вообще пофигу им. С другой стороны, смотрите, теперь они на Украину даже напали, как бы та же система получается, как бы уже после Чечни на Украину полезли. Сейчас как Украиной они завершат, а это то же самое будет, как и с чеченской, потому что первую чеченскую они как бы чеченцы взяли вверх, они отогнали россиян. Россия отошла, вы, чеченцы, вы, наверное, знаете лучше, может, я ошибаюсь, но она посмотрела, на что способны как бы чеченцы, после этого просто она закидала их вот этими с воздуха. Нет, что ли? Просто загеноцидила
Я помню, и как бы вашего народа это были миллионы. Остались сотни. Сотни остались. Я знаю, что они там творили. Я это все знаю. Что они делали нашим братьям, сестрам, Я вам женщинам. больше скажу, дорогие мои. После уже пойдет Казахстан, Азербайджан, то, что рядом находится, все будет порабощаться именно что России. Еще несколько лет пройдет сейчас, как вот с Чечней получилось, да, 95-й, да, год, 92-й, 95-й же был война. 94-й. 94-й. Столько же вот где-то 10 лет пройдет, я более чем уверена, что уже на Казахстан они попрут. Скажут, Они Казахстан Это это... 100%. Они говорят, Это Украина только. Да, да. Они говорят, нет такой страны, как Казахстан. Это создали мы. Для них нет вообще никакой страны рядом России. А это все было российская якобы. Если спросить у них. Конечно. Так-то посудить, если так сказать, да, уже все страны, они были, вот, ну, был Советский Союз, да, они были объединенными. Но при развале Советского Союза каждый, как бы, они отошли, как бы, делать свою, как бы, свое государство, правильно же? Создавать свое государство. У многих это получилось, у многих нет. Кто-то остался, как бы, в числе Российской Федерации, другие нет. Но при этом, при всем, когда уже после войны эти чуть-чуть очухались, поняли, что они как бы, нет, это земли как бы богатые, люди, это ресурс на то, что новые войны, вот как арабы сейчас делают, им даже воевать не нужно. Они везде мусульман наплодили, как бы, да, вот дети рабов у них выросли. И сейчас они, вот знаете, вот Россию тоже захватят скоро. Россию захватят именно что мусульмане, мне кажется. Почему это будет так? Я вам объясню. Потому что исламизируется страна, большая часть мусульман станет, и тогда что сделают? Оттуда вот шейхи придут, скажут, мы потомство Мухаммада, главы всего этого цирка. Из-за этого нету никого. Вот в Коране вот написано, мы лучшие из людей, и мы должны, как бы, верхушка. И я вам скажу, что все пригнут этот самый, станут на колено. Все станут. Потому что они как? Они же их возвышают, этих арабов вонючих, которые в жопу не могут мыть. Извиняюсь за выражение. Нет, подождите, да, но больше вас все равно мусульман не будет. 12 человек в одном доме рождаются, из 12 еще поколения, ну, больше мусульман не будет. Я вам так скажу. Чем вас. Ну, вас Да. больше все равно. Да, у меня 5 детей, 3 взятых, Ну, вот из 5 моих еще биологических. в каждом доме еще по 5 дети детей. не мусульмане. По 5 детей еще в доме прибавь каждому из 5, это больше. Мусульман все равно больше не будет. И так, не беспокойся, да. Нет, Как это больше не будет? Ты Больше тут не будет. пизди, ты тут не пизди, да. мы не говорим только о мусульманах. У нас есть Ой, соседи. Сара, такая приятная женщина. Боже, я думала, она что-то умное говорит, оказывается, не совсем. Дура просто безмозглая. У нас соседние страны есть, в мире вообще есть дружеские страны, христиане, католики, славяне. Идет речь только об русских. Речь идет только о них. А то, что вот единственная война соседние страны друг друга после развала Советского Союза была Армения, Азербайджан, и то строила Россия. Ну, конечно, везде, это Россия, везде как бы этот самый... Вот кто-нибудь, вот Украина, Молдавия, там Польша, они все друг друга рядом. Да? Кто-нибудь где-нибудь войну строил, и именно все, вот где Россия, там всегда кровь. Ну да, Россия, она такая, знаете, очень враждебное как бы государство, это очень враждебное, и оно именно что враждует, типа порабощая другие близлежащие страны. И вот у Путина, я не знаю, Путин ли этим всем цирком заведует. Я, честно, я уже не думаю, что это вообще Путин. Почему? Потому что человеку столько лет, он не как бы, я старее его выгляжу. Я выгляжу старее, чем Путин, хотя он мне прадеды годится. Мне кажется, что уже давно он не там, и кем-то там, кто-то там все-таки этим властвует.
И у него есть большая идея того, что подмять под себя полпланеты, если не всю. Вот недавно журналиста... Написала она, где евреи, там и кровь. Я считаю наоборот. Где Мне кажется, что это русские, глупость. Какие где евреи? русские, евреи. там кровь и нищета. Это 100%. Русские всегда нападают на мелкие народы, понимаете? Есть еще На равных вот они арабы, вот не эти могут. тоже, мусульмане, где есть Боятся. мусульмане тоже. Вот ислам тоже с собой кровь несет. Я извиняюсь, я вас перебила. Ислам ничего не делает против народов. Это везде российская пропаганда и их ФСБшники работают. Здесь ни ислам, ни христиан не виноват. И здесь виноват только русские. Это все. Весь, во всем мире Саддам Хусейн умер, за него Башар Асад убежал, его выгнали за него за Россию. Президент Египта, как его растерзали, который на улице? Каддафи. Каддафи за Россию, за него, потому что всех обманул, и ничего не за ним их порвали просто. А теперь кто остался вдруг России, который травой кормится? Северная Корея? Да. Северная Корея и Китай. Если у Северной Кореи есть какие-то ресурсы, которые могут понравиться России, я не удивлюсь, если Россия и до нее доберется, потому что, сами смотрите, она именно прет на ресурсы. Не, там Китай. Там же Китай. Нет, я сейчас вам скажу. Россию уже поделили на 6 частей. Вот именно Китай уже под присягой держит Хабаровск, Владивосток, все края, она должна уйти в Китай. В центральной России. Со стороны начинает вот Екатеринбурга, Калининграда, с тех края должна пойти в Европу. Они все раздербанено на 6 частей. Китай не друг России, Китай первый враг. Если, конечно, в Европу войдет Россия, это будет, конечно же, во-первых, я даже не могу это представить. Вы знаете, вот недавно, когда в прошлом веке, да, вот не в прошлом, 2000 году, или в 99 году, Путин спросил этого Евросоюзу, что не Евросоюзу, а Америку, давайте возьмите у нас НАТО. В НАТО, да, он просился в НАТО. Они ему сказали, вон отсюда. Потому что НАТО создана именно против Советского Союза в первую очередь, а им Советский Союз не нужен. Им нужен был развалить Советский Союз, как буферная зона, убирать, а потом... Почему-то, я не знаю, у всех россиян такое, прямо такие, вот эта идея такая идет, что вот прям Америка, прям как они Америка это и нужны. Честно сказать, мне кажется, Америке вообще начихать на то, что вот творится в России, и она туда... Нет, не могу. Боже, ты, дурак. Я готова. Не пиши эту ерунду. Чеченцы воевали против России и нагнули Россию, понимаешь? Если нас было больше, мы и Москву взяли бы. Дура ты, шлюха ебаная. Не обращайте. Чего на таких ублюдков обращать внимание? Не знаете, вот, я бы вам ответ сказала, если бы вы... Нас мат не приветствует. Бяхма была, брат. Смотрите, вот... Мусульмане, видите, мусульмане как разговаривают. Вот, учитесь, смотрите, запоминайте. Мы осуждаем такое прочее. Да, кстати, ислам именно что нашу культуру всю, и чеченскую, и дагестанскую, он уничтожил, ребят, уничтожил. Я помню я еще маленькая была, я помню те времена, когда, извините меня, когда вот разводились, вот мой дядя поругался со своей женой, и они поругались, захотели развестись, да.
Вы не поверите, весь аул пришел. Весь аул. Мужчины забрали дядю моего. Женщины там начали там что-то готовить, сели с невесткой нашей. Каждая начала хаять своего мужа. Вот мы такое делаем, ой, мы такой, ой, мы такой. Там 100% мужчины начали своих жен хаять, а моя вот такая... Для того, чтобы, вот знаете, целому аулу было не безразлично на то, что вот эта семья распадется. Скажите, и у чеченцев, и у дагестанцев раньше не было разводов. Не было. А сейчас, извините меня, не нравится, откуда бы этот талах-талах тоже взялся у них, я не знаю, вот эта арабская тема, вот это захотел никак поставил, захотел не поставил. Вы что, раньше свадьбу делали, всем показывали, какие у нас свадьбы были красивые, какая красота была. А сейчас что? Мы реально вот сейчас говорят вот все, сейчас все говорят одно. Вот, если музыка будет, типа, мы не зайдем на свадьбу, все, на моей свадьбе музыки не будет. Почему эти арабы с музыкой встречают свои свадьбы? Они танцуют, жопой трясут по все А наши Я подтверждаю. лезгинку полностью уничтожили. Считают, какие свадьбы у нас были, и чеченские свадьбы, какие красивые. Там парни с девушками виделись, семьи встречались. Все друг другу ходили помогать на урожай, на что-то там, пироги, на Уроза-Байрам. Там вот, вы, наверное, вот тоже как бы маленькие были, помните, какой был у нас Уроза-Байрам, когда вот это Навруз-Байрам, как мы встречали. Я не говорю, да, это исламские праздники, но мы как их красиво встречали. А сейчас нет, сейчас арабская идеология пришла, сейчас нельзя. Сейчас нельзя танцевать, сейчас нельзя радоваться. Нет, а у нас в Азербайджане совсем по-другому теперь. Я вот когда уехал, прошло как 30 лет, как я жил в Москве. Я приехал, я не узнаю. И здесь праздник, каждый праздник, даже когда школа открывается, да, последний звонок, там, как называется, и кто институт, тут таким торжеством они все справляют, что я просто удивляюсь. Ну да, я помню, моя бабушка говорила, самые, говорит, веселые чеченцы, говорила она. Ой, говорит, как если чеченцы, говорит, ничего не стоит, говорит, они как сразу, говорит, они начинают петь, говорит, плясать. Такие, говорит, веселые, говорит, чеченцы, говорили. И если чеченцы на свадьбу к нам приезжали, я помню, да, это было что-то, как их встречали, с Чечни приехал там. Как было прекрасно, такая красота у нас была. А вы не знаете, радикальный ислам, вам еще скажу, я вам скажу про вас еще, я скажу больше. В 90-х годах чеченцы, слово чеченцы, когда в Москве называли чеченцы там где-то, волосы дымом вставали, москвичей. Не только москвичей, во всех краях России. Куда появлялись чеченцы, там все было уже, все было решено. Если там чеченцы. Это просто... И что вы считаете, это хорошо, да, когда люди боятся других? Не боятся, уважали. Ну ты же говоришь, волосы дымом вставали. Зачем чеченцам такая репутация? Чеченцы должны знать, как цивилизованных, хороших людей, которые... Чеченец, если говоришь чеченец, должно звучать как американец, или канадец, или немец, а не как дикарь, которых люди боятся. Понимаешь, неправильно это. Я вам обосную сейчас. Почему волосы дымом вставали? У кого волосы дымом вставали? Те, которые были неправы. Когда приезжали разбираться, уже там был человек наказан, потому что действительно неправильно поступил, вот пойдем получать наказание. Они просто так пришли, на улице поймали, там отдубасили. Нет. Вот я помню, что, смотрите, я вот ты тоже... же говоришь, вот ты взрослый мужик, да, ты сейчас рассуждаешь как какой-то бандит, хулиган. Ну это же неправильно, чтобы люди так общались. Адам, ты правильно говоришь, да, чтобы от нас каких-то знаете, вот они этого и добивались, чтобы вот именно так и смотрели, честно сказать, и на чеченцев, они и на дагестанцев везде показывали вот в плохом свете, вот чеченец там избил, убил, осуждаем.
а вон дагестанец то-то сё-то сделал, а вон там везде драка, разбой, жесть, приводили наших, чеченцев звали, а наши эти джигиты бежали Нет, вы на знаете, разборки раньше горячие. время было другое. Раньше сами русские ходили по 200, по 500 человек, вот, чтобы не случилось, моментально то налетали чуть ли 1000 человек. Раньше было такое время, вот в 90-х годах. Да, это когда скинхеды, вот эта тема была, Невозможно да, было. вот, да. Было. По-другому невозможно было. Значит, должны были их встречать еще хуже, еще больше людей. Тут невозможно было по-другому жить. Это сейчас пошли цивилизация, цивилизованно стали все. Да, нас должны знать, как паспорт посмотрел. Что Чечня, что Дагестан должны на самом деле свою культуру возвысить, извиняюсь, которая у нас была. На самом деле она прекрасная культура, мы очень воспитанные люди. Мы очень даже знающие уважение. Это они не знают, что такое уважение, что такое честь. До сих пор, из тех времен, да, вот у чеченцев остались такие обычаи. У нас тоже где-то в селах есть эти обычаи тоже, они очень схожи тоже. Но при этом, при всем, чем больше вот эта русификация идет, да, народов, вот Дагестана, да, вот сейчас я живу в Германии сама, да, вот как бы в Берлине. Но когда мои подруги поехали домой и приехали, они сказали: Европа, говорит, Лаура, херня рядом с Дагестаном. Что там творится, говорит, это такой беспредел. Я вообще буквально вот недавно узнаю, что 2 гей-клуба, говорит, в Махачкале открылось. Я не знаю, правда это или нет, я не знаю. Но я хочу сказать, вы, Дагестан, вы это правда. Куда вы смотрите? Это правда. Вы не за женщинами юбками смотрите, что она голову покрыла, что она там длинную юбку носит, или что она там наносит. До них вы доберетесь, но что-то это, вот что это такое? В смысле 2 гей-клуба? Откуда в Дагестане геи? В Махачкале откуда геи? Я в жизни не видела там геи. А в Чечне тоже есть? Приезжайте к нам в Кувейт, я вам покажу несколько клубов, где только геи. В Кувейте? Да. И это нормально, они нормально считают это. Кошмар какой-то, ужас. Это реально, это конец человечества. Вот однополые как бы союзы, это да, каждый человек имеет право на свой личный выбор. Если есть такое, ну что теперь, человек с собой ничего не может поделать, да? Ну, черт побери, они всегда будут и есть, но они скрывали себя. Это было зазорно, они очень себя скрывали, они очень так никогда бы никто бы не сказал. Давайте, пожалуйста, тему с миром, а то нас слушают, наверное, много людей. Это не наша тема, давайте о чем-нибудь другом. Разве это не главная тема того, что наш народ как бы скатывается в бездну? Разве эта тема как бы не важна сейчас? То, что пришло оттуда, с России, что пришло к нам. У нас такого раньше не было, ни в Чечне, ни в Дагестане такого никогда не было. Но сейчас, извините меня, это русификация, европеизация. Ну, в Европе такого нет, честно, я живу в Европе, я не вижу такого. Ты никогда в жизни станешь с человеком рядом, ты никогда не скажешь, какой он обычный человек. Может, когда-то у него, когда выходные, он там выходит, там с ума сходит, но в обычной жизни он никогда себя так не проявит, да? А вот я просто в шоке, что творится, и за последние 11 лет, что стало с Дагестаном, это вообще кошмар. Правильно, добрый день всем. Правильно женщина говорит. Это самая главная тема и исток всех поведений, всего поведения деградации Кавказа и беды Кавказа именно на этом. Понятно же, кто их выдвигает все эти механизмы деградации, понятно же, Кремль. Само собой. Почему? Они обезопасивают себя на завтрашний день. Они думают наперед всегда. Сатанинские, так сказать, замыслы думают, чтобы поменьше было мужчин,
поменьше, так сказать, и в первую очередь на эту войну кидают именно кавказских, и не только кавказских, именно из среды малых народов, чтобы не было потенциала сопротивления на завтрашний день. А деградация, именно вот этот разврат, эти вещи известны еще с античных времен. Все об этом сказано. Стоит только это, кстати, оружие сионистов. Скиньте в этот народ, если не можете его победить, согнуть, сломать. Скиньте в этот народ деградацию, разврат и все. Этот народ уже пропал. Так, Все сионисты есть у нас? Сионисты, поднимитесь. Я сионист, я сионист. Вот, я как сионист. раз у вас хочу Я спросить. казахский сионист. Ну, я тоже чеченский сионист, но я хотел бы... А что такое сионист? Я извиняюсь. Израильский. Нет, не путайте с еврейским народом. Не путайте сионизм с еврейским народом. Только Что это такое не дело. сионизм, мудрец? Что такое Еврейский сионизм? Как вы сионисты, понимаете этот поднимитесь, термин? если есть. Агрессивное, национальное, типа этническое единство, замысел. Но, тем не менее, туда входят и многие, так сказать, сионизм как таковой. Он в свое время был в международных этих инстанциях запрещен, и вообще это движение было названо террористическим, крайне агрессивным движением. Но за счет лобби и так далее во всех странах, оно, тем не менее, вроде бы, так сказать, опять, так сказать, стали в законе. То есть варье, жулье в законе. Мудрец, Вот мудрец, вы кто по национальности, мудрец? Вы кто по национальности? Подождите. А вот где это сказано, что это движение там террористическим каким-то было? Где это? Ну, погуглите, я вам пункты сейчас, статьи, аяты и туда-сюда, тем более не буду говорить. Я о религии не говорю ни с кем. Сейчас, на данный момент. Мы о положении... Я не про Вы религию. не являетесь мусульманином? Ну, какой Вы сейчас говорили, подождите, вы сейчас говорили, ну, что это движение какое-то террористическое, запрещенное. Где это? Что Оно было совсем недавно, я не помню годы, было объявлено это движение. Но потом оно за счет их ООН, международные организации на высшем уровне. Погуглите прямо сейчас. Что ты достал? Один момент. Я же тебе сказал, давай. Он был осужден. Но потом за счет своих лобби они опять стали в законе. Разве для вас... Можно, мудрец, я вам пару слов скажу, свою мысль. Давай. Да. Смотрите, вы вроде старше меня, и я это... Ты не обращай внимания, старший, младший, слушай, что я говорю. Я человек, ты человек. Мудрец, смотрите. Вот вы, да, чеченцы сейчас, да, вы сейчас чеченцы, вы рассеяны по всему миру. Вас многих, вы потеряли свою родину, вы потеряли свою независимость. Вы сейчас являетесь колонией России, так? Так же? Так. Оккупированной частью, оккупированной. Теперь один момент, не забудьте свою мысль. Да, действительно, на уровне ООН резолюция 1975 года, называвшаяся «Сионизм формой расизма», была отменена 16 декабря 1991 года резолюция Генеральной Ассамблеи 4686. Таким образом, критиковать сионизм, поддерживать его обычно законно, но угрозы оправдания насилия, ненависть к евреям или других национальным группам могут быть наказуемы, независимо от политической позиции. Ну, согласен, что такое раньше было запрещено, теперь это разрешено. Теперь власть в руках этих товарищей в основе своей, по миру они руководят. Вы проследите, кто стоит у основ Но здесь нету упоминания, что это терроризму как-то относится. Оно раньше считалось формой расизма, теперь оно не считается формой расизма. Но форма расизма это не есть ли человеконенавистническая идеология? Но расизм это якобы других... Если он пересмотрел
Он Ну, пересмотрел короче, это, мы и там пришли к этому, мы согласились в этом, было осуждено, все, ключевую сторону. Сегодня мы смотрим только в России верхушки власти, начиная с самого Ленина, это был, так скажем, хотите, называйте его сионистский переворот, тогда хотите еврейский переворот, но слово из песни не выкинешь. Все руководители от того, все эти репрессии, убийства, массовые, все эти дела. Короче, во всем виноваты евреи. Да? Вплоть до Ельцина и до сегодняшнего Шиломова, тоже, кстати, еврей, все лица еврейской национальности. Если кто-то из них в ЦК КПСС и так далее и бывал, случайно попадал не евреем, то жена обязательно условие должна была быть еврейкой. Как вы это назовете? Я не против еврейского народа. Нет, есть простые евреи, много, все такое. Ублюдков у всех хватает. Но это массовая система. Как не против, если вы как не против, не делайте из меня антисемита. Не, вы сейчас говорите, хотя бы жена должна быть еврейка, и вы потом не против. Это было правило у них, это у них, не меня вините, а а что, их вы боитесь? вините. Вы их боитесь против них быть? Кого? Шугаетесь вы, что ли? Клянусь Всевышним, я не боюсь никого, ничего. Я все повидал, сотни раз был перед лицом. А почему вы боитесь? Ни их, ни тебя, сказать, никого в этом мире. И за эту шкуру я не держусь, дорогой. Не, а боитесь, почему вы сказали, как есть тогда? Кончай эти дешевые номера, говорит. Ты же вроде взрослый парень. Зачем ты это носишь? Вообще у нас разговор шел об деградации. Не, ты подожди теперь. Смотри. У нас разговор об деградации. Ты перевел все на сионистов, на евреев. Почему ты перевел, не я? Ты с деградации перевел туда. Это именно ты сделал. Ты говоришь, что голубых придумали. Ты сейчас говоришь, что голубых всех придумали евреи, так? Но я не говорю, что евреи, это ты говоришь. Ты что, умный или как? У тебя сколько классов образования? Не, бояться не надо. Вот смотри, ты подстрекнул других, а сам отползаешь под корягу. Я никуда не отползаю, я вот здесь. Задай вопрос, эй, орел, красавчик, вопрос задай вот любой. Я тебе поэтому говорю, других не подстрекай. Против евреев или против сионистов слово скажи. Ты не скажешь. Смотри, почему? сам, если ты против, сам называешь себя... Так вот, паниковать. Свобода, на личности не переходи, успокойся. Я тебе просто объясняю. У нас тут идет какая-то тема, ты заходишь, говоришь, что там за всем стоят сионисты. Мечвара, куда он делся? Бля, Харсан дебил, сейчас хэр и кегенах, подстрекар, шадул, улк, шавок, аудул вахкадат. Типа раски, берки, ватса, таунады, всемирный сионишбу. До дахитен кутай вари, аршабол, артемишу вари, арзакай вари, американский сионистчи, хунады, евреи, шибоша. И хум не ждуч. Цахум полностью деморализовать. Дохуй ногчик амдуй, чтобы ваш шум цапкоуса. У кого это микрофон? Так, экран, я вас исключаю за то, что вы неправильно пользуетесь микрофоном. И вы мешаете общаться здесь людям. Микрофон надо выключать. Это такая платформа, где высказал, микрофон выключил. Потом, когда говоришь, опять включил. То есть вот эти люди дебилизируют общество. Сам он сейчас только что говорит, хотя бы там жена еврейка должна быть у кого-то в какой-то партии. Шаломов, Путин. А какой-то... Алло, дядя, ты где живешь вообще? Ты где? Я не пойму. На каком острове или на какой планете? У тебя везде евреи. Как ты выжил вообще в этой системе еврейской? Как ты среди этих евреев умудряешься выжить, которые полностью против тебя там ведут свою сионистскую какую-то деятельность? Вы можете хоть кто-нибудь нормально подискутировать сюда, зайти и нормально дискутировать, не переходить на личность, не паниковать, когда вас зажимают? Сразу, короче, запаниковал, саяли, старый дед, короче, да, и то нормально себя вести не может.
Я Ибрагим, тебе просто хочу, тебе, старому дебилу, объяснить, что ты вот ведешь подрывную деятельность. Ты людей вводишь в заблуждение, ты полностью демотивируешь людей, деморализируешь, полностью отрубаешь весь интерес им бороться за свои интересы, там, за свой народ, выступать против насилия против собственного народа, там, говорят, что везде все захватили там, евреи, поэтому, как я, сидите где-то в норке под корягой, короче, и говорите сионисты, потом раз в норку опять спрятался и дальше сиди. Ибрагим, я полностью с вами согласен, хочу добавить, да, если послушать вот эти российские, именно вот пропагандистские все вот эти стримы и их эти Z этих пропагандистов, то у них во всем виноваты евреи. Это типичная фашистская такая идеология, когда вот так же, как и при Гитлере, так же, как и при Путине, когда они свое русское, вот это русское быдло из деревень, из глубины хотят их вот эту пар выпустить, чтобы они там против Путина не поперли, им придумывают врага. Им придумывают врага, во всем виноваты вот сионисты. Они все захватили, они это все воруют, все блага Да, но России их нету воруют. физически, их нигде нету. Ты не можешь Да. их противостоять, как-то их остановить. Да. Это какой-то непонятный сионизм, Тайная летающий такая, да. где-то в воздухе, да, и ты поэтому должен сидеть, вот Да. так, вылезать время от времени из норки, говорить, что сионизм плохой, и опять в норку, раз, залез и сидишь дальше. Вот. Типичная такая русская такая шовинистическая пропаганда. Поэтому, видимо, Агашка, Ага это по-казахски, вот этот дядька, который был, он, видать, много слушает российские каналы, видать, живет там и слушает этот Соловьева. насмотрелся. Да. И этой пропагандой живет, и он думает все так же. Но на самом деле сионизм – это обычное просто еврейское желание создать свое государство, и все. Ничего там такого нету. Если бы это было бы там, не надо евреям там придавать какую-то какие-то уникальные способности, которых у других нет. Чеченец такой же человек, как еврей. Он ничем его не хуже, ничем не слабее. Чеченец может точно так же, как и еврей, овладевать этими всеми науками. Абсолютно. Создай всё может себе сделать. здесь чеченский сионизм и двигайся в своем направлении. Да. Чего ты сидишь где-то в норке, короче, евреи там туда-сюда. Алло, стань мужчиной, стань народом. Вот как евреи привлекли к ответственности всех своих убийц во Вторую мировую, всех, кто их гнобил, короче. Вот так вот стань человеком и привлеки к ответственности своих обидчиков каких-то бы. Вместо этого вот так будут сидеть там, вот как эта песня была, там, если в кране нет воды, значит выпили, осуждаю там, жиды. То есть у тебя не виноват не ЖКХ, да, который обслуживает, у тебя не виноват не сантехник, который тебя там то есть не государство, а какие-то витающие в воздухе там жиды, и ты сидишь дальше без воды, и вот их хаешь, короче, и все твое недовольство против них. Можно добавлю? Ибрагим, вот смотрите, вот такое вот понимание мое. Каждый еврей взял вот это еврейство, сколько бы ни было, на свои плечи, каждому сколько досталось, короче, сколько он может. Каждый еврей взял вот это маленькое еврейство, такой мизер, какое-то зерно, скажем, на свои плечи и тащит. То есть общими усилиями они тащат это. А данный момент я полностью, 90%... кроме уважения, хотя вот перебил вас, кроме уважения за вот это, да, что вот эти люди за свой народ пекутся, пытаются своему народу
как бы его спасти, да, от вот этих всех дебилов, которые там ходят, евреи, не евреи, там. Вон сейчас в Америке совершили теракт, там же в Израиле, вот такие бараны, которые там смотрят вот этих всяких пропагандистов и не могут, и подстрекают потом других еще бесплатно. В Берлине был теракт. Вот буквально. Ибрагим, Потом- можно продолжу? Ибрагим, Да, продолжу извиняюсь, я? что перебил, да. Нет проблем. Ибрагим, теперь посмотри чеченцев. Что случилось с чеченцами? Чеченцы, вместо того, чтобы поступить так же, как и евреи, наоборот, залезли, каждый чеченец, 90 больше процентов чеченцев залезли на это чеченство и ездят, не делая ничего абсолютно. Что означает, очень в скором времени это чеченство закончится просто. Просто Грубо четкая говоря, оценка ситуации. просто одни взяли на свои плечи свое и тащут, а другие залезли на это и ездят. Что пагубно. Мне просто кажется, что вот они просто выдумали этот сионизм, ну не выдумали, оно есть как бы, но имеется в виду его как врага выдумали, сказали, что во всем виноваты вот они. И вот, пожалуйста, и как любого спроси, кто там во всем сионисты, во всем евреи виноваты, везде евреи, как бы, хотя евреи как бы своими делами заняты, мне кажется, больше у них своих проблем хватает. Еще один момент такой, знаете, там говорят, вот они, Израиль бомбит Палестину, Газу бомбит. Это я говорю со слов человека, который есть палестинец. Говорит, вот эти фальшивые бомбы, которые делают, не фальшивые, а дубликатные эти ракеты, что они творят, когда попадают в сторону Израиля? Что они делают? Ничего практически. В ответ, что они получают? Конкретные ракеты в конкретные точки, разрушая какие-то здания и так далее и тому подобное. После всего этого, показывая все, что разрушили, допустим, в этой Газе или где-то еще в другом месте, дома, люди остались без дома, начинают собирать деньги. И кто занимается застройками вот этих всех зданий? Хамас. Кто стреляет вот этими ракетами? Хамас. Кому интересно, чтобы было больше разрушений? Хамасу. Потому что они получают эти же финансы, чтобы строить дома. Строительные компании все принадлежат им. И другие не строят там. Они строят сами. Получают деньги и строят на эти деньги. Опять-таки получается, что там уже в интересе просто выгода. Любая война, она как бы выгода. Надо посмотреть, кому это выгодно, и все. Мне кажется, что это больше вот именно, что палестинской стороне выгодно, что это палестинцам, и именно они же, вот что вот проблема евреев, они не показывают, вот Израиль, он не показывает, что творила Палестина с их женщинами, с их детьми. И когда они это показывали, всему миру было как-то без разницы. Показали в новостях, да. А сейчас вот эти палестинцы, как бы, они везде просто, вы не представляете здесь, какие у нас митинги идут здесь, и что все немцы, вообще весь мир уже, вся страна немецкая, да, она уже ненавидеть начала вот эту Палестину, потому что вот как в один момент Украину возненавидела, потому что куда ни засунься, везде они сували вот это вот митинги, все такое, как бы, и не давали, да, людям нормально существовать, жить, ехать на работу. Вот. И сейчас это вот хуже намного делается Палестиной. Палестинские вот эти вот митинги с этими флагами, барабанами, они шествуют, орут, кричат. В итоге, когда получается, что вот время как бы санкционированного митинга проходит, полиция же их в это время как бы защищает, ходит вокруг их, окружив, они ходят с ними вместе. И как только время заканчивается, полиция говорит, все, митинг закончился, расходитесь. Тут уже война начинается с полицией немецкой, Германии. Типа они кидаются уже на полицию, вы евреи, вы за них, вы не даете нам здесь митинговать.
Вы то делаете, это делаете, и вот вы не представляете, какая здесь каша происходит. Вот на самом деле. Ладно, украинцы как? Они делали митинги, да, они санкционированно делали и расходились. Вовремя они уходили, и как бы все. А эти нет. Это после каждого митинга здесь такая бойня начинается с полицией. Лилит, кроме того, да, вы правильно говорите, кроме того, да, надо понимать, да, что кроме этих мусульман, за Палестину сейчас в основном борьба идет среди левого либерального движения мира. Сейчас же, вот как понимаете, политические силы в основном на Западе сейчас конкретно делятся на леваков, на левых, и на правые силы, национальные силы. И это левые силы, это примерно надо понимать, это то же самое учение Карла Маркса и плюс других новых этих неомарксистов, которые поздние, есть много, такая есть франкфуртская школа, еще другие новые левые эти философы, например, французские есть философы, немецкие. И вот они сейчас то же самая идея, но если у Ленина было, что надо рабочий класс освобождать от капиталистов, сейчас уже эта идея изменилась. Сейчас говорят, что угнетатель может быть не только капиталистом, угнетатель может быть разным, там, по расовому признаку, по религиозному признаку, по не классовому, по языковому принципу. И все эти леваки, они сейчас решили, что вот Палестину нужно освобождать от угнетателей. Так же, как, например, ЮАР, это было в свое время, в ЮАР это правили белые, был такой апартеид. Да. Угнетено не как бы, а реально оно было. И было мировое, да, и мировое движение было поддержано именно Москвой, коммунистами московскими, чтобы освобождать их. И, в принципе, сейчас идет то же самое, но уже все силы брошены на Палестину. А там реально спонсоры, реально богатые американцы, реально богатые европейцы, в том числе Катар, вот эти саудовские деньги. Они сейчас все это бросили на то, чтобы вот этих полезных идиотов, левачье, всех бросили на защиту Палестины и против Израиля. И сейчас реально, если сейчас посмотреть мировые силы, возьмем, например, кто на стороне добра и кто на стороне зла, да? Вот если, например, ислам 100% на стороне зла. Ислам, я извиняюсь, что я вас перебила. Ислам 100% на стороне зла. Исламу интересно только властвовать, все деньги, чтобы как бы... Это не евреи. Это не евреи, это исламизация, это мусульмане. Вот они вот те, которые на вышках сидят, вот арабы, да, вот эти принцы, принцессы всякие вот эти вот, они вот это все полностью снабжают, они это все полностью финансируют, как вот вы говорите, это правда, да. Так оно и есть. И вот им сейчас это очень таки выгодно. Что вы думаете, если бы им выгодно не было бы, если бы такая вот на самом деле, ужасная ситуация была бы, что вот с Палестиной вот так несправедливо поступают, вы что, сколько исламских стран, почему же они не выходят на эту защиту? Потому что им самим выгодно, вот, вышкам этой стран, очень выгодно, что там сейчас идет эта резня, как бы, да и резней тоже это и не назовешь, да, вот, что вот эта вот война идет, потому что на самом деле это Палестина что творит, это кошмар. Они, во-первых, своим нытьем и жалобами всех на свой лад переключили. Вы не представляете, как бы внушаемые люди, что они здесь творят. Это просто кошмар. Кроме этого, например, добавьте таких, как Грета Тунберг и других либералов, или же Барака Обаму, Барак Хусейн Обама, да? Или же всех остальных, это в основном атеистическое
левое движение, западное, плюс ислам. И вот эти сейчас две вот эти огромные, плюс Китай. Вот эти все силы, сейчас это сторона зла. То есть, если мы сейчас возьмем сторона света и сторона тьмы, то реально на стороне тьмы, кто хотят реально здравые, нормальные человеческие, моральные отношения и нормальные вот эти протестантские, например, американские вот эти силы, которые основали Америку, или же еврейско-израильские силы, которые вот... Я не говорю про вот этих ультраортодоксальных евреев, я говорю именно про здоровые, нормальные еврейские сионистские силы. Сионисты, они нормальные. Вот эти люди, они на стороне света и добра. Вот этот президент, например, Аргентины, Милей, вот такие люди, они на стороне добра. Против них ислам радикальный, против них левое атеистическое либеральное движение, против них Китай. И вот сейчас вот реально все определится. Ну вот Если... не слабые, согласитесь, не слабые как бы державы объединились, да, по сути. Они вот, ну, Китай тоже, она не слабая держава, как бы, и они объединяются, вот, на самом деле, что ими-то движет деньги, больше получить и больше выгоды, а то, что вот там, как бы, погибают люди, это... И то, что сейчас как бы пошло нападение, Израиль пошел нападение, это сколько лет Израиль... Вот как вы считаете, Лилит, как вы считаете, правильно, чтобы был глобализм, не было национальностей, а все было только одно, или же правильно, чтобы было много национальных государств? Я, честно сказать, за сохранение национальной культуры. Почему? Потому Совершенно что верно. В нашей культуре, если мы забудем наших предков и нашу культуру, у нас нет будущего. Потому что это наши корни, да, вот на чем мы стоим. Языки забудутся все. Сколько Конечно, языков конечно. исчезнут. Согласитесь, сейчас идет полным ходом вот именно работа над тем, чтобы именно вот эту национальную и культурную идентичность как бы стереть, да? Да. Глобализм – это форма империализма. Вот российский империализм, это можно ставить тире глобализм. Это одно и то же. То есть уничтожение национальных культур. Да, Россия полным ходом сейчас этим занимается. Размытие границ, чтобы вот эти все границы исчезли, как вот, например, в Америке делали, да, как в Европе делали, чтобы все просто прошли, и вот это голосующих вот этих протестантские вот эти западные вот эти демократы, которые реально стоят за МАГА, вот чтобы их размыть, чтобы они исчезли. Понимаешь? Вот смотрите, вот Ибрагим, это чеченец, даже вот я больше уверена даже, что у вас сейчас в школах в Чечне, как бы, как у нас сейчас в Дагестане творится, да, полностью родной язык убирают. Убрали, можно сказать. В большинстве школ сейчас нету родного языка. Как бы раньше были кумыкские, даргинские, все такое, вот родной язык, да, назывался. И даргинцы шли в класс даргинской школы, как бы вот, ну, даргинского класса, да, вот. Ребята вот шли, и как бы они не забывали свой язык. Сейчас же, на данном этапе, я встречаю людей, которые являются аварцами, даргинцами, кумыками, но не говорят на родном языке. Они просто говорят, что они принадлежат, да, этой национальности, этой культуре, но при этом, при всем, ни культуру свою они не знают, ни языка своего не знают. Они говорят на русском языке. У них уже как бы русификация полностью пошла, да, у них вот, и тут они, ну, как бы стираются вот эти культурные, идентичность, да, культура, национальная идентичность, все это стирается потихоньку. А в итоге что будет? Каждый человек в России будет говорить, что он русский. Ну, он не сможет сказать, я даргинец, я аварец, я кумык. Почему? Потому что он не говорит на этом языке, он просто там, у него корни были оттуда.
Но он сейчас говорит на русском, из-за этого как бы одна нация будет там. И мы сотрем свои корни. И после этого, извините меня, мы будем просто пушечным мясом. Наше потомство уже будет как пушечное мясо. Наши дети, уже вот мои дети, я стараюсь с ними на кумыксом, на родном языке говорить, но при этом, при всем, они меня понимают, но не разговаривают. Ладно, я живу в Германии, да, у них и немецкий идет, и как бы и русский, но я и стараюсь, чтобы они знали родной язык, и кому они принадлежат. Я рассказываю историю нашего поселка, аула, да, вот, поселка, я с поселка Тарки, как бы, кто такие таркинцы были, какие были наши мужчины, какие были у нас женщины. Вот это все как бы стараюсь, чтобы они знали это хотя бы на слуху, чтобы было, чтобы вспомнить и передать своим детям. Но сейчас как бы люди стараются не родной язык как бы изучать, а английский, там, и французский, там, я не знаю, немецкий, ну никак не родной, да, вот специально репетиторов нанимают, да, чтобы английский язык знал. Ну окей, английский он один из 7 языков, да, хорошо, что знать. Но при этом, при всем же не мешало бы знать и свой родной язык человеку. На первом месте сейчас арабский. Кстати, да, вот это Именно вообще, в Дагестане. вообще это ужас. Я перебью вас, извините, Да. я был свидетелем стрима, где спорили люди, аварцу говорят, как ваши аварцы приняли ислам? Он говорит, мы вот приняли, вот взяли и приняли, слава Богу, что мы приняли, иначе мы бы стали бы, грубо говоря, извиняюсь за выражение, типа наши женщины были бы проститутками, если бы не приняли ислам. Ой, боже, что... Тот ему говорит, тот, кто спорит, говорит ему, а ты вообще в курсе, что пришли арабы, изнасиловали ваших женщин, бабушек, прабабушек, забрали ваших детей в рабство и так далее и тому подобное, короче. Ну, говорит, ну и хорошо и сделали. Ты что, гордишься, что насколько это уже... Да, говорит, конечно, горжусь. Ну, согласитесь, не все со мной сейчас согласятся. Это Тем, что... Это до такой степени у человека мозги просто-напросто щеткой помыли. Есть такое... Вымыли все, что... Артур, извини, перебил. Есть такое некрасивое выражение куколт. Куколт – это тот, кто свою женщину подкладывает под другого мужчины. И вот те люди из тех национальностей, которые превозносят национальную культуру другого народа, а свою национальную культуру принижают, это и есть куколды. Они своих матерей, это же у нас по-казахски, казахский язык называется ана тілі. Ана тілі – это значит материнский язык. Да, язык матери, да. Ана тілі. И вот это ты считаешь, что... То же самое, как и получается, как и у Да, вас. тюркоязычные, как бы мы одинаково немножко друг друга понимаем. И вот ты, когда свою национальный язык принижаешь и начинаешь учить национальные языки твоих угнетателей и других людей, а свою начинаешь принижать или забывать, это ты куколд. Куколдизм в национальном масштабе. Вот эти, Артур, которые в стриме вы были, Артур, это реально такие люди, которые реально унижают своих бабушек, прабабушек. Не уважают их они, абсолютно. Я вот скажу, на самом деле, вот на том свете, вот даже со стороны религии посмотреть, человеку дан критический, даже вот критическое мышление, да, вот человек должен любую ситуацию он критиковать и мыслить, да, это правильно или нет, хорошо или нет. Но при этом, при всем, вот это критическое мышление в исламе, как бы оно отсутствует. Ты должен принимать ислам такой, какой он есть, ты не должен его осуждать, ты должен его принять полностью, ты не должен говорить, что это плохое, это неправильно. Если ты это говоришь, что ты от шайтана, уже от джинна идет у них сразу. И на самом деле вот эти ахи, не ахи, вот эти вот выражения, альхамдулилля, машалла, у нас что, не было выражения, у нас Аллах сахласын говорили, мы там
на кумыкском, да, вот как бы были свои тоже выражения. Кумыкский и Но- казахский почти одинаковые. да, мы тюркоязычный одинаковый язык, он почти что, да, вот окончание только как бы разное. Но при этом, при всем сейчас полностью исламизация больше, я вижу проблему в том, что идет более, исламизирование общества, а не то, что, да, то, что сейчас русификация тоже идет, и Россия пытается стереть культуры и национальности людей, идентичность национальную, это тоже является как бы глобальной проблемой, да, в России вообще, да, вот кто российскому народу принадлежит. Но при этом, при всем, говоря, что это многонациональная страна, они при этом, при всем, вот даже и дагестанцев, и чеченцев, они гонят, говорят, идите, говорят, в свою страну. Черт побери, сколько я вижу этих видео, где вот русские кричат, идите в свою страну, что вы сюда приехали. Тот кричит, я говорит, россиянин, у меня российский паспорт. Да ладно, расскажи ты мне, говорит. Одна вообще отказалась от медицинской помощи, вызвала скорую помощь, приехал на смену. Ну, дагестанец, походу, был, я не знаю, либо чеченец, наш, да, парень. Он приехал, врач, а она с ним воевала. Я, говорит, не стану, говорит, у вас принимать помощь. Вы отправьте. Я, говорит, приехал на вызов, говорит. Я, говорит, являюсь врачом. Какой ты врач, говорит, иди в свою страну. Я Россия. Он вытащил паспорт свой. Я, говорит, гражданин России. Вы что, говорит, мы являемся частью России. Россия, говорит, только для русских. В России только русские живут. Настолько у них, вот, я не знаю, они узко мыслят, они думают, что вся Россия – это все русские. Они дальше границы Москвы или же подмосковные вот эти поселки, они не проезжали, что ли, там дальше не ехали. Но при этом, при всем, и Путин тоже поддерживает вот эту идеологию того, что да, Россия как бы это русский народ, русский, мы русские, за нами Бог, это что за херня? И вообще смешно бывает, когда дагестанец или чеченец, на передовой, мы русские, за нас с нами Бог, и идут на войну. Это вообще по численности, посмотрите, какие потери у какой страны, ну, у каких республик. Чечня, Дагестан на первых местах, Карачаево-Черкесия тоже там. Ахмад Сила. Он тоже является, можно сказать, как их называли раньше, дай бог моей памяти, десницей нашего короля Путина. Я думаю, просто Кадыров, ему деваться некуда. Если он просто сел туда, этой страной, править, деньги делать своей семье, я думаю... Не уничтожать свою страну. Столько ребят он отправил на гибель, верную смерть. Это просто уму не понятно. И так-то чеченская война их перебила. Из миллионов остались сотни. И тут, представляете, на Украину то же самое, что сделали с Чечней, делают сейчас с Украиной. И при этом, при всем, это смешно реально. И при этом, при всем, там... Есть какая-то статистика? Есть какая-то статистика, сколько вообще погибло чеченцев на войне в Украине? Есть. Наверное, в Гугле есть. 300 тысяч погибло. Сколько? 300. 300 тысяч чеченцев. Минимальное, это 330 сказали. Нет, он имеет в виду в Украине, а не в Петрове. В Украине? Не, я не знаю. Я не знаю, сколько там. В Украине, наверное, есть какая-то статистика, и вот каждый вот эти вещи надо отслеживать, я думаю, потому что у нас, к сожалению, казахи тоже есть, которые едут воевать, но это в основном казахи, российские казахи. Они едут воевать в Украину на стороне России, хотя у них есть Казахстан, они могут спокойно приехать, у них есть право получить Кстати, Казахстан, будьте готовы, вы на очереди после Украины. Я более чем уверена, вспомните мои слова. Я не знаю, застанете вы этот момент или нет, дай бог застанете, но вы на очереди. Потому что,
Никто Там тоже не думал, там что все на очереди. Там Да, нет ну мне кажется, Можно, что они одни из первых после можно этого. вопрос задам? Можно? Вот про аварцев. Ибраим, я вон не знаю, Да. Тавиру. Вы про аварцев говорили, да? Вот Артур говорил, я не помню, да? Артур, ты говорил, да, про аварцев? Да, я говорил. Но Брат, ты курд, Да, да? говори. Подожди, пускай говорит. Говори. да, вот аварцы как приняли ислам, да? Ты можешь сказать? Я тебе скажу, как приняли ислам. Аварцы приняли ислам с унижением, с униженным состоянием. Год, два, Платя три, четыре, джизу, платили и дань. Не, подожди, в каком Одну веке, секунду, можешь одну сказать? Не, Брат, ну я сейчас... это утверждение, братан. Ты говори, в каком веке, до какого века они были в исламе. Тебе сказать, самый первый аварец, кто принял ислам, это тебе тоже сказать. Я тебе говорю, если ты считаешь, что я не прав, ты можешь найти и сказать, слушай, Не, подожди, ты говоришь Хорошо, про аварцев. дай мне сказать. В каком веке они приняли? Утвердился, в каком веке их религия? Дай мне сказать. Хорошо, я тебе скажу. Как я знаю, я тебе так говорю. Если есть что-то другое, пусть подскажут или отрезают. Короче, арабы, грубо говоря, своими набегами налетели, дошли до Дагестана. С 8 по 15 век. Где они? До 700-800 лет назад. С набегами. Примерно в каком веке первый пришел 800 ислам? лет. Первый, 7 веке, 8 веке, 8 веке. До 10 века. Ну, если Марван, 9 век. Друзья, аккуратнее. Смотрите, в Дербенте легко 40... найти. Да, в Дербенте 40 асхабов закопано. В Дербенте. Ну, это же легко найти. Ибрахим, Лилит, вы подсказываете. Если он что-то утверждает, пускай он знает, что утверждает, то пускай изучит. Если он не знает, Нет, в Дербенте, например, зачем я говорить? знаю, что... Это балаболство. В Дербенте закопали 40 асхабов. Так он говорит факт. Факт Это того, не что балаболство. это было... Я говорю про аварцев. Я не говорю весь Да, Кавказ. я тебе говорю про аварцев. В том, я почему вам это говорю? Если ты не веришь, можешь ты проверить это. И я всегда под этим ником ты бываю. говоришь, что аварцы сегодня, если мы не приняли ислам, наши женщины были бы проститутками, да? Типа такое ты говоришь, да? Ты что, брат, ты не слушаешь? Ты не слушаешь? Он сказал, Ты не слушаешь а тот меня? аварец сказал, говорит, если бы не приняли... Посмотрите, Я понял, он как это люди начинают. говорит, озвучивает он просто. Да смотри, если хочешь, я тебе могу видео скинуть, где этот аварец говорит, если бы мы не Мне, приняли... братан Артур, мне это не интересно. Ты же об этом говоришь с ними. Да, я тебе об этом говорю, потому что человек говорит, я это повторяю. спрашиваю, братан. Сам кто по нации будешь, брат? Алло, можно? Подожди секунду. Ты кто по нации? Можно тебя спросить? По нации тюрк. Ты не курд, который вот дня 3 назад заходил в этот, вот здесь к Ибраиму на стрим, что-то тоже там насчет Чечни разговаривали. Ты был, нет, или ошибаюсь? Может, Ты по нации курд, да? Ты можешь, вот курды, почему, если я курд, курды вам помогают же, вот именно вам помогают же. У нас была дискуссия, потом вот прервался. Ваше мышление одинаковое, большинство курдов поддерживают вас, именно вот таких вас, да? Курды поддерживают? Хорошо, курды как приняли ислам? Здесь я про курдов говорим или про аварцев? Я про аварцев говорю. Курды, подожди. Если ты не владеешь логикой истории, когда ислам пришел на эти земли Ближнего Востока, курды всегда там жили. Через Персию, когда арабские завоеватели... Ты слушаешь вопрос? Я говорю, если арабские завоеватели начали завоевать Ближний Восток, они, курды, принимали ислам тогда, в 7 веке.
Я про Каким аварцев образом? спрашиваю у тебя. Хорошо, а аварцы то же самое. Под мечом, Наложили, мирно, вот, есть разные... под мечом. Какой мирно? Ирана пришли Под и из мечом. Турции Под пришли. мечом. Всегда или история рубили. так, под мечом. Если сегодня кто-то говорит без меча, вот аварцы без Нету меча такого. приняли ислам. Ты про это не знаешь. Нету такого. Нету такого. В каком Нету веке такого. конкретно утвердился Нету такого. аварцев? Ты даже этого не Нет знаешь, в каком такой. веке. Нет такой страны, которые приняли без Изначально, войны, без на меча. Кавказ пришел ислам. Единственная страна, это Малайзия. Единственная страна, на это В каком Малайзия. веке пришел на Ислам Кавказ пришел мечом, утвердился В потом восьмом, по-моему, веке. даватыми Восьмом народами. Индонезия, как приняли ислам? Индонезия, там какой войны век, были скажи? в Индонезии, Какой век? вот так приняли. Подождите, Большинство Ближнего Востока народы, как Индонезия приняла через торговые пути, вот так приняли. Нет, А вас нет. тоже так приняли. Нет, Ты каким-то другим этносом путаешь. Смотрите, исторические факты есть. Подождите, я могу зачитать вам. Исторические. Это все есть, исторические факты есть, все везде Вот можно другой взять, посмотреть. этнос может вот. лазгини или другой этнос может быть, но не аварцы. Аварцы через торговые пути мирно, через пропаганду приняли, можно сказать. Никакой, это неправда, ты лжешь. Прямо везде написано исторические факты, чтоб делались военные арабские набеги. Когда взяла было Платили и они женщинами, оплачивали детьми. джизу. И это было Платили 8 век. Я тебе вот говорю, это все написано. Прогугли, просто напиши. Я говорю, вы слышите меня, я говорю. Нет, ты не прав, ты лжешь. Ты сейчас хочешь... Где я лжу? Где я лжу? Вы лжете. Они платили джизу, там Лилит, Да, написано. конечно. Сегодня Лилит, одну из секунду. Израиля никто не платит налоги. Вот арабы не платят израильским. Подожди. Лилит или как В каком не каком веке появился псевдоним араб? Скажите. Не устраивайте балаган. В каком веке псевдоним появился араб? Подожди. Девушка или женщина, вот сегодня арабы платят налоги израильскому государству. А почему они должны израильскому государству? Они платят, когда делают бизнес, налоги платят, а палестинцы. Израильские палестинцы, граждане Израиля платят арабы, платят израильскому государству налоги. Вот я теперь сейчас, подождите, я вам отвечу. Подожди, они платят? Вот тебе логичный вопрос. Те же евреи. Курейши, те же Я евреи. это не узнавала, я этого не знаю, и тебе Да, ответить сестра, не это могу. так. Платили. Это курейши, те же евреи, которые Катаре, Кувейте, Дубае, все нефть, это все еврейское племя. И скажите, Да, когда еще появился двух братьев. слово псевдоним араб, в каком веке появился, скажите? Это что-то меняет? Араб в каком веке принято? Да, меняет. Это что меняет? Это давай. Это нашему как обсуждению. Это как Что? Тура, смотри, как Что Турция, это меняет? как Россия, как Америка, это псевдоним, это сброд. Араб, нация, с Корана, евреи взяли псевдоним. Ральф, смотри, Ральф, я вам отвечу. Ральф, смотрите. Так, есть большая разница между у нас джизи, здесь, да? предупреждение. Руслан, ты за вот эти высказывания, которые сейчас говорил, тебе пришло замечание, и тебя как бы чтобы спустить, выйди полностью из ТикТока, потом снова зайди. И зайди сюда, если ты хочешь говорить в эфир. Только аккуратно, без вот этих выражений, потому что... Можно вот, Лилит, подожди. Подождите, это какой-то, это базар, да? Ральф, давай я тебе отвечу. Артур говорил, я Артура перебил. Пусть договорит, потом следующий говорит.
Артур, не слышно вас. Кому было адресовано, чтобы выйти и зайти? От кого было, из-за кого пришло предупреждение? Это Руслан, Руслан. Все, хорошо. Я говорил, еще раз говорю, ни одна страна, кроме, по-моему, Малайзия, по-моему, или Индонезия, или Малайзия, по собственной воле не принимала ислам. Ни курд, ни одной национальности, даже арабы. Арабов били, убивали, заставляли принимать ислам. Вы, если вы не знаете, то было такое после смерти пророка Мухаммеда вашего, там эмир, или кто он был, я просто, у меня в голову не остается это все, начал убивать, рубить людей, которые отказывались, которые выходили из ислама. И очень многие выходили из ислама, он их прямо убивал. Давай, был командиром, Артур, давай, это без обид. Твои курды, подожди. Давай я объясню современным языком. Дай сказать, не надо современным языком. Я понял твой логику, аргумент понял. Нет, ничего не сказал я еще. Я еще ничего не сказал, ты говоришь, ты понял. Я еще ничего не сказал. Я про аварцев говорю тебе. Человек, я вообще понятия не имел про это. Человек спорит с другим человеком, который чеченец. Один аварец, другой чеченец. Тот спрашивает, ты знаешь вообще, как аварцы приняли ислам? Тот говорит, как приняли, так и приняли. Говорит, что пришли, завоевали, брали каждый год 500 женщин, 500 детей, 100 детей, 500, там, не знаю, килограмм зерна, там, золота, я не знаю, сколько-то лет платили, а потом получилось, что у людей денег нету, и жалко детей тоже отдавать. А что нужно делать, чтобы не платить? Примите ислам. Все, люди перестали просто бороться этим и приняли ислам. И все. И твой народ. Непримитивный, это есть история, это есть рассказ. примитивное мышление. Я понял, я объясню. Есть книга, не надо, дай мне сказать два слова, дай мне. Есть книга «Завоевание», арабская книга «Завоевание». Можешь найти, прочитать это все, как это случилось. Твой курдский народ то же самое. Сирия, Ирак, Кувейт, не Кувейт, Сирия, Ирак, Я ответы забываю, честно. Ты долго говоришь. Я понял, я тебе говорю, я понял. Ты продолжаешь, я понял. Я уже забываю. Хотел ответить по пунктам. Ты продолжаешь. Скажи, на что я тебе скажу. На что. Ты говоришь примитивно, думаешь примитивно. Например, когда ислам пришел, эти курайшиты, язычники, да, что они творили мусульманами? Убивали. Они молчали какое-то время, а потом вышли открыто, делали дават. Потом большие тогдашние кланы что делали? Бану Курайза, Бану Ан-Надр, Бану Кайнука. Это самые большие там племя было, да? Они нападали на мусульман, когда чуть-чуть они укрепились, они нападали. Они, как сегодня договаривались, всегда не держали слова. Вот так они сами, если ты кого-то убиваешь просто так, как Израиль сегодня делает, да, палестинцы, хотя бы дайте гражданство, паспорт, дайте. Не уходи туда, не уходи, это не твое. Я вот аналогии, тебе аналогию привожу, аналогии. Вот, допустим... Ты не аналогию, ты переходишь. Подожди, ты даже не можешь... Туда. Забудь про Израиль. Забудь про них. Артур, давай про Америку. Я сделаю аналогию Америки. Артур, ты когда про аварцев говоришь, ты должен знать, когда они приняли ислам. До этого какие религии они исповедовали? Ты знаешь? Если ты не знаешь, вот такие вопросы не озвучены в эфире. Если ты не знаешь, зачем говорить? А после ислама женщина полностью... Да, ислам как сделал, что у женщины не было права. Право только было у мужчин. Вы говорите, Лилит, извини, что ты несешь. Твой западный мир недавно дал женщине право, якобы право. Ислам 1400 лет тому назад разделил имущество. Ислам 1400 лет тому назад дал право женщине. О чем ты говоришь? Если женщина хочет развести по шариату, она может.
потребовать развод. Не может, я вам скажу, не Как может. не может? Это шариат. Не Вы, может, блин, шариат. что? Она У вас там приходит к мозгу имаму. ничего нету, что ли? Подожди, когда У тебя мужчина есть, хочет у тебя есть. развестись, Алёшка, могу я ему ответить? Когда мужчина в исламе хочет Ральф, не развестись, паникуй. когда в Другие исламе, люди тоже в исламе мужчина хочет развестись, ему достаточно сказать ему женщине трижды: ты разведена, талак. Все. И Я она докажу, разведена. я докажу. Теперь Сейчас смотри. я сейчас Хорошо. через чат Можно GPT я докажу, что вы ChatGPT врете. это херня, не надо. Подожди, этой это ерунды какой? говорить. Это шариат. Подожди, Давайте я докажу. подожди, Спрошу чат GPT. Могу я свое У этого досказать? человека свой ислам. Теперь смотрите, а когда Подождите. женщина У хочет, тебя она свой не ислам. может Подождите. сказать трижды: ты разведен, Аллах тебе, и уйти, да? Нет, нифига не может. Она пойдет к имаму. Подождите, объяснит окей, сейчас, ситуацию, подождите. Я имам будет спрошу решать, чат GPT, развестись пускай или он нет. ответит. Пускай В своем исламе у женщины девочки, есть... Сейчас, подождите, я спрошу чат GPT. Чат И GPT, это не мой чат GPT, GPT, это тебе еврейский чат знакомо? GPT. Алло, Он не чат понимает, в чат исламе GPT нету что? женщин возраста замужества, нету. В исламе есть такой Да, аят в нету. Коране, где это развод женщины, что ли, называется этот аят, где там описывается, что с девочками, которые не достигли совершеннолетия и не имеют менструального цикла, можно разводиться, и 3 месяца нужно подождать вот этот срок ида. 3-месячный срок ида они должны прождать. Он И вам там не поверит, снизу он вам не комментарий поверит. прямо, Лилит, комментарий от вот Лилит, этих он вам не знаков. поверит. Что бы вы ни сказали, он вам не Конечно, поверит, он, потому вот что у него что свой он ислам. защищает. Твой пророк, который педофил, который пошел и залез на 9-летнего ребенка, и после чего Айша таки не стала матерью. Она не смогла родить, потому что этот, 54-летний ублюдок, залез на нее. Он разорвал ее уже, и все детородные органы ей порвал. После этого она так и не стала матерью. В то время не было абортов, не было каких-то этих противозачатных свеч. Извините меня, она так и не... Вы знаете что? Не защищайте человека. Для меня он никакой не пророк. Он педофил, который, знаешь, вот на старухе женился и на уши присел хорошо. Это история говорит. От истории говорит. Не с головы взяла я. Да. Потому что она так и не стала матерью. Да, как она не захотела. Они мне вообще ответили. А кто дает, говорит, детей? Всевышний Аллах. Аллах, я говорю, самому любимому. Чат GPT включил, ты не останавливаешься. Подожди минутку. Давай. Ты говоришь вранье, я доказываю, что ты врешь. Я включил чат GPT, ты не останавливаешься. Если не хочешь правду... Не кричи в микрофон, не кричи, аккуратно. Не, почему она не успокаивается, честно, да? Не кричи, Алёшка, Ральф, давай потихоньку Я разговаривай. говорю, успокойся, Лилит, я спрашиваю чат GPT, она продолжает разговаривать. Хорошо, давай. Если ты считаешь, что в исламе женщин нет прав, вот про развод я спросил. Если будешь молчать, сейчас я поставлю. Давай. Чат Тебе сейчас GPT что фильм говорит? поставить, вот этот, где талах, 3 раза там сказали. Как он называется, этот фильм, в 60-х годах, про этого? Ибраим, сейчас шейх GPT расскажет правду. Ходжан Насреддин, по-моему. Не, армянский Макарчан, артист, да, кто Макарчан был? Да, играет. Макарчан. Он просто не понимает, что когда чат GPT отвечает, у него здесь отключается микрофон. Он этого не понимает. Он думает, что мы его перебиваем. İbrahim. Да, İbrahim. Хазун. Мелочь olmanıyor Zud. Söyleme Karuk. İşte bdik boys. Bu garhom şiyas da khiyediyaş Zud beşte sa монгольский ритуал, а? Почему? Хотите услышать правду, что ли, ребята? Ральф, аккуратно, не кричи, когда говоришь. Руслан Ибрахим, вы же разрешили мне там поставить чат GPT. Да, Я начал пускать, вы начали говорить. Давай еще раз, не перебивайте его, пускай он запустит.
весь Дагестан, с Ирана, с Турции, на Кавказ. И Азербайджан. Там ничего, нам ничего не слышно, Ральф. Ты когда включать будешь? Ибраим, Хазарин включай. Когда ты включаешь чат Вам не GPT, слышно? Вам не слышно? Скажите. Нет, Да, нам слышно, вообще да, не слышно. Не кричите, спокойно говорите. Нет, ничего не слышно. Давайте Не будет тогда слышно, если чат GPT включаешь говорит, одну. если женщина есть поводы разводиться, по шариату она может, говорит чат GPT, да, в исламский шариат говорит. Если Да. она хочет Нельзя. развести, пускай она вернет Смотри, махар. в твоем районе есть старейшин, Подожди, джамаат, я же смотри, говорю. которых хоронят, да? Также Дайте ему должны, говорить, когда что при вы разводе имаму обращаться. К Бля. имаму должны обращаться, Свобода, фиксировать. подожди, А вот не это перебивайте. куч худу 3 раза не катит. Это буддизм. Надо к муле сходить в районе, которые живут, как тебя хоронят. Также женщину надо Один на возле отметку к другого. муле водить. Или к имаму. Это все буддизм. Не, Я а не кстати, знаю, откуда Ральф, это, что такое откуда талак? Что взяли. такое вообще? Талак это еврейская фигня. Не, на Так, самом деле, знаете, евреи, это опять, талак, Если говорят, ты евреи, сказал опять. талак, Бесполезно, талак. ребята, с вами разговаривать, честно. Нет, не бесполезно. Если ты будешь Евреи, спокойно опять вы это, талак тоже Аркадий, ваше евреи, да, оказалось. повернулись сама. Да, это ихняя Аркадий. буддизм это все. Да, уже буддисты тоже Смотри, евреи. даже смотри. Буддизм, Ибрагим. еврейский тоже. Ибрагим. Садеда с Хуалархан даси, а? Ну и солбана, вирали ахтуану. Пошел? А? Это, это евреи придумали, чтобы выживали люди. Русланбек, вы являетесь мусульманином? Конечно, иншаллах. Машаллах. Красавец. Теперь я хочу задать вам, как мусульманину, вопрос. Я надеюсь, вы осведомлены этим вопросом, да, ответом. Сколько лет была Айше, когда пророк Мухаммад на ней женился, и сколько 18. лет было, 18. когда он на нее полез? И вот, как говорится, век живи, век учись. Я только что узнал, что талак это еврейское, и буддизм тоже еврейский. Вот так. Да. Так, ну что, вы... Аллах в Коране говорит, 5 раз молись, Рамадан держи, Байрам держи, и все. Он не говорит, вот эти ритуалы есть, кто когда-то что-то туда вписал. Это делали эти, те делали, там половина евреи накидали. Почему? В Йеменском Коране пророка, дочка Фатиха упоминается, открывающий, закрывающий, а у Турции, да, и Ирана. Подожди, Коран же тоже еврейский. Там почему Фатима написано? А? Почему? Вот, задай. Фатима, это знаешь что? Перевод на арабском. От груди оторвавшийся ребенок. А Фатиха это открывающий, закрывающий. Значит, это был он, турк, когда монголы оседлали, оттуда с тех времен переписали эти хазары. Вы можете мне на той мой стороне. вопрос ответить, который я вам задала? Это Короче, хазары там тоже Евреи. Да. лепту внесли. Да. Теперь скажите, не будет евреев, вы думаете, будет все хорошо? Конечно, будет. А если во всем мире... А что будет- это? Какая-то Ну, система хорошо, божественная, хорошо. что... Если Вот, они Русланбек, наблюдают тебе Азимут хорошо бы ответил. Азимут как Азимут, раз да, он знает сказал сионистскую 18 тему лучше других. Он изучает американских сионистов. Я эксперт по болтологии исламофобской. Давайте задавайте вопросы. Я вот задаю Если бы- вопрос, если будет во всем мире шариат, как вот вы хотите, как в Афганистане, как в Арабских Эмиратах, да? Нет, не как организация, а как было там когда-то, да. Ну вот вы думаете, что будет во всем мире такая прелестная и хорошая, ну у нас откроется, да, хвала Всевышнему, откроются рынки рабов, где если на хлебушек не заработает папа семейства, можно будет одного ребенка, который они как инкубатор. Нынешняя система, разве не рынок рабов?
Нынешняя система. Нынешняя система, я вам скажу, вы являетесь рабом? Но Вы да, являетесь я рабом? являюсь рабом, да. Ну, почему вы являетесь рабом? В чем вы являетесь? Или вы раб? Вот Я в чем вы- скоро восстану и разрушу эту систему. Ну, Ну, Девушка, теперь сама себе вопрос задай. Смотри. Когда Иран светский был, там зина, убийства были, наркотики были, убивали, беспредельно было, да? Боже мой, а Светский. ислам пришел. Сейчас тебя вот, опять есть, блокнут, да. пришел, А сейчас, а в Сейчас исламе тебя он не опять такой. блокнут, В исламе он не аккуратно. такой. Хорошо, хорошо. А вот сейчас Вот. в Не Иране было такого в является Иране. исламская шариатская республика, да? Это Не, когда она светская была, они там пирсинга ходили. когда они Оттуда светские пирсинги были, придумали это. они были, во-первых, пирсинги у них от язычества еще и шли, потому что у них таким образом женщины украшали себя. Они на глаза делали, на брови делали, вот эти кольца одевали, на носы кольца одевали. Это у них как бы культура шла такая. Как бы это с культуры их. И вот эти татуировки тоже у них у иранских женщин идут с их культуры языческой. Теперь я вам говорю, вы говорите, когда она стала светская, она там были то все. Посмотрите на фотографии и на видео, оно до сих пор есть в Ютубе. Вы удивитесь, я это увидела. Это прекрасная была страна, когда вот президент взял из Америки взял пример и сделал светским государством Иран. Но это имамам и муллам не понравилось. Почему? Потому что под ихнего вот этого контроля люди вышли, им понравилось жить, работать, учиться, женщины учились, все. Им нужно было, и женщина выбирала, хочет она идти замуж, или же хочет она учиться дальше, хочет она работать, или хочет она быть домохозяйкой, быть матерью, да, детей. Но ислам сказал нет, имам там шейхи вот эти выступили, сказали нет, ни хрена, собрали вот эту идеологическую общину свою, вот этот воинов своих, и они сказали нет, здесь будет править ислам. И когда ислам туда пришел, они в бурки нацепили, в Иране в бурки ходят женщины. Они веке что там было? полностью, они укрыли полностью всех женщин. Сейчас на данном В этапе. 19 веке что там было? В 19 веке какой там был строй в Иране? Вот этого я, честно сказать, не осведомлена. А вы знаете то, что было в 70-х годах в Иране, да? Ну, я вот видела вот этот фильм, ролик о том, что вот президент на тот момент, который был, он вот с Америки взял вот этот весь пример и сделал государство светским. Ну, правильно сделали. Они вернулись к своим традиционным К исламу вернулись, они посмотрите. Они вернулись к своим традиционным ценностям. Все. Они попытались там это скопировать у Запада, и не получилось, им не понравилось. Все. У них прекрасно бы получилось, если бы не вмешались вот эти радикальные исламисты, которые именно... В России нет радикальных исламистов у власти, но там бардак уже 100 лет идет вот, в России. Там примеров много. Честно, я вам скажу, если Путин дал бы вот этим исламистам волю немножко, чтобы твориться в России, ну да, и власть, и волю там, что бы там отворилось, вы просто не представляете. И Путин, да, вот в этом хорошо делает то, что хоть как-то пытается это уздеть. Где эти, о каких исламистах идет речь? Ну, давайте тогда вот скажем, о каких исламистах? О тех исламистах, которые говорят, что шариат – это закон Всевышнего Аллаха. Это те исламисты, которые там в 99-м напали на Дагестане, помогли Путину прийти к власти, да? Это те исламисты? Знаете, он попользовался хорошо именно. Не попользовался, он их курировал прямо. Ну вот, я говорю, он нехорошо Ничего себе! Ты азимут начинает понимать, что происходило. И дальше что? И дальше что? А потом, как он пришел к власти, он взял их, начал уничтожать. Нет, подожди. Если Путин создал этих исламистов, то почему ты исламист? У меня на паспорте не стоит исламист. Ну ты полностью вот эту тему шарикатскую ее прогоняешь. Ты не понимаешь, что тебя Путин создал? Ну, каждый из нас какую-то идеологию тут
Не, Путин тебя зачал, грубо говоря, через вот это издательство Бадр литературу. Ты читал вот эти Путин? всякие брошюрки, читал исламистские? Оно существо среднего рода, оно ничего не рожает. Подожди, ты исламистские брошюрки читал, которые нам завозили? Никогда не читал никакие брошюрки. А кого ты слушал тогда? Как ты вообще пришел к вот этому ваххабиду? Я пришел к Вахабиду. Вахабид пришел ко мне, а не я к Вахабиду. Ну понятно, но ты как? Но ты как взял, к нему? положил себе в карман. Через что? Да, через что он тебя пришел? Каким образом ты Вы, осознал? я вижу, вы все родились после 2000 годов, вам неизвестно, то, что было раньше, Нет, да? почему? Я 88-го. Ну, и теперь... Очень даже прекрасно помню все. С таких... Подождите. Девушка из Дагестана, почему у вас в Дагестане было 31 момент. Давайте мы Все выясним. видел своими глазами. Свободилаться. Азимут, как ты осознал вообще к исламу, как ты пришел? Через кого? Ислам – это религия моих предков. Почему я должен прийти? Как ты к нему пришел? Вот все, что ты там знаешь, там намазы, всякие предписания. Религия Как твоих предков – это зороастризм. через кого ты пришел? Не было. Объясни мне. Зороастризм – это Объясни выдумка. мне, я просто хочу понять, тебя Путин создал через вот эти брошюрки, или ты с каким-то образом сам к этому пришел? Я традиционный мусульманин. Я... Путин не создавал, да, это? К какому вирду ты относишься? Какой акида? Акида мусульман. Ну видишь, ты же сейчас только говорил, что Путин создал в Дагестане вот эти. Национальный. Подожди, не перебивайте, я всем дам говорить. Смотри, ты сейчас сам подтвердил, что Путин создал вот этих людей, да, для прецедентов в Дагестане, там, Багаудины всякие, мы понимаем, да, о ком ты говоришь. И ты, зная это все, не хочешь почему-то смириться, что ты тоже детище Путина. Я в очереди на вопрос Азимуту. Да, он все равно не отвечает, слился он. Можете попробовать. Азимут, можно задать. вопрос тебе задать? Да. Азимут, ты говоришь, почему ты в исламе, потому что это религия твоих предков, правильно? Нет, это что за странные вопросы? Почему сегодня буддисты? Индусы, Азимут, элементарный вопрос я дал. Элементарный вопрос я задал. Просто скажи да или нет. Просто скажи да или нет. Нет, И 100 сказал, лет, нет, 70 лет русские верили, что Бога нет, а они все равно вернулись к христианству. Откуда понять христианство? Азимут, брат, при чем здесь русские или там грузины, Нет, армяне? надо спрашивать у я человека, с откуда у вами. него религия. Религия у всех своя, от своих предков. Азимут, вы сказали, ваши предки, к твоему сведению, ваши предки Да, и что? имели такую религию, которая называется христианство. Мои Вы об этом предки не знали? никогда не были христианами. Серьезно говорите? Вы про своих предков не знаете ничего. Христианство можно навязать только тому народу, у которого есть правитель. У нас правителя не было. Да. Вот смешно, вот очень смешно. Рассмешили вы меня, Азимут. Люди жили в крепостях. Там и сидел и король, и его армия. Когда у чеченцев были князья, чтобы они жили в крепостях, или как вы говорите? У чеченцев никогда не было ни князьев, ни... Поэтому им тоже никто не навязал. Вы серьезно? Я живу 30 с лишним лет в арабских странах, и я здесь не вижу свободных, и не было никогда свободных арабов. Они всегда были под халифами, под шейхами и под остальными религиозными. Над арабами не было никакого царя. Арабами никто не управлял. До прихода чего?
у грузин всегда были цари, у армян были цари, у евреев были цари. У арабов и чеченцев царей не было. Нам никто христианство навязать не мог. Чё? У арабов чего не было? Царей не было. Азимут, вопрос. Даже до сих пор есть, мой хороший, до сих пор. Сегодня короли есть. Ты с какой планеты упал вообще? Кошмар какой-то. В VI веке у них никаких царей не было. Ты имеешь в виду до прихода ислама, да? Подожди, а кто такой? Халиф, кто такой? Халиф это тот, кто уже после ислама управляет страной. Халиф, кто такой? Его функция, это что делать? Правитель халифата. Ну правильно, кто он, какие у него полномочия? Почти никакие. Полномочия иметь 1000 наложниц и... Полномочия, что самый царский, что ни на есть. Просто у араб, я не знаю, царь это халиф. Чего ты не поймешь, чего у тебя непонятно? Нет. Царь это тот, кто сидит на троне. У халифа, Азимут, у халифа были полномочия делать все, что он хочет. Жениться на 9-летней ребенке, жениться на двоюродных Можно сестрах. было, но никогда ни один халиф не женился на 9-летней. У вас нельзя, но у вас... Как насчет нашего пророка? А что пророка? Пророк Мухаммед женился Самый на 9-летней первый. Айше. Вы откуда знаете? А вы откуда знаете, что нет? Вы откуда знаете? Он лично, он лично откровение получает. он Я суфист. скажу, откуда мы Прямой. знаем. Ибрагим, он суфист. Азимут суфист. Никакой не он суфист, он просто виляет туда-сюда, прыгает. Честно сказать, сама Айша рассказывает, мне было 6 лет, когда со мной пророк Мухаммад заключил брак, сделал никах, так сказать. И мне было, говорит, 9 лет, когда, говорит, он пришел за мной и забрал меня. И именно она описывает этот момент так, что он пришел, и ее мама, когда она каталась на качели между двумя пальмами, она ее забрала, там умыла, Дулю тоже собрала, ее волосы расчесала. Они запыхались у двери, отдышались, а потом зашли к нему, и она мать ее посадила на колени к пророку. И пожелание тоже сказала, не буду говорить, я не хочу как бы лгать, я точно не знаю. Ну, короче, всему твоему роду сказала. Сейчас ты, короче, с ней пускай придет. Короче, вы Добавлю. искренне доверяете, да? Вы доверяете этому рассказу? Это хадис Сахих тогда вы... Аль-Бухари. Это вранье, во-первых. Это хадис Сахих Аль-Бухари. Вранье. Велит, не спорьте, пожалуйста. Такого хадиса у Велит, Бухари, не нет спорьте. такого хадиса. Азимут, есть еще такой момент. Пророк женил своего сына на свою племянницу, и потом заставил его развестись, и сам женился на своей племяннице. Положил нож на... Да, положил нож, сказал, она тебе не жена. Все, он развел ее, и его это с мы ней, сами, и женился это на мы ней. сами разберемся. Мы сами разберемся, как там было. Вот, у вас какие вопросы, кроме этих интимных тем, есть еще вопросы? Так Так там весь один ислам интим. состоит, один интим там. В том-то и дело, никакой духовности, есть только интим. Как жопу. Хорошо, хадис о том, как жопу надо 3 камнями подтирать. Хадис о том, как нужно сперму от мужа одежду убрать. Вот это о чем? О чем говорит это? Скажи Вы мне. как моете жопу? Ой, водой. Ты Водой. представляешь, кувшином моей, слава богу, моя культура моих предков.
Они еще издавна, так же, как и Ваши чеченцы, предки у вас могут кувшином. учить, а наши не могут, да? Кувшином, так же, как и чеченцы, я опять-таки говорю, повторюсь. А я не верю вам. Я подозреваю, Ты вы... хочешь сказать, что до прихода ислама твои предки не мыли жопу? Они не знали, как пользоваться водой? Нет, травой. Я не травой верю, что вы чистили. подмываете с водой. Я думаю, что все вы... Ясно? Вы хотите доказательства? Я не поняла. Слушай, Опять-таки, вот смотрите, ребята, слушай, это мужик, же тему ислам, вот поменяй, ему нужно пожалуйста. доказать. Подожди. Поменяй тему, Смотри, пожалуйста, мужик. любовь и ненависть ради Аллаха. Такую тему знаешь? Да. Не знаю. Хорошо. Поменяйте. Аль-Фалаш, как это называется? Лилит, а это что за гей-парад там? Аль-Вара, Аль-Бара или какая-то Мара-Бара. Я не сильно интересуюсь этими вещами. Это немецкий флаг, это не гей-парад, это футбольный матч, если что, это не гей-парад, что вы знали, это немецкий флаг. Это не прикол. Я знаю, вот там сзади голые мужики, там кто там? Да, а вы их заметили? Я что-то их не заметила. Да, сразу, вот смотри, насколько там Представляете? все извращено в башке, чтобы увидеть. Знаете, вот, Ибрахим, вы вот точно сказали уже, настолько извращенный. Среди Их не вас провод, живет, он поэтому знал, что будет их интересовать именно интим, и все про интим им рассказал. Все, что касаемо ниже пояса, касаемо именно интима. А что, у вас этим не интересуется, да? Боже мой, люди женятся, и а это ваши очень бордели, интимное. а ваших борделях что происходит? Там Я честно вот не знаю. Азимут, других не тем у знаю, тебя не нет была для общения, Азимут. Нет, Других ну тем нет для общения, зачем ты все говорить? время, зачем ты все время на интим переходишь? Вы считаете имам Шамиля предателя Кавказа? Люди, Давайте которые зарабатывают на интиме, говорят о чужом интиме, это я не понимаю. Это же арабы, вы же посмотрите, самые вот где вот это распространено, вот это вот продажа женщин. Это арабские, шариатские страны. Ну, хорошие, послушайте, пожалуйста. В исламе, в Коране прям говорится, оплачивайте после того, как вы, говорит, попользовались женщиной, удовлетворили себя, оплатите им своим имуществом. Имеется в виду, дайте им дань за это. Это прямое, вот это разве нет, ребят, если я не права, скажите, пожалуйста. Разве это не Если бы прямое эти вещи там были, все люди давно бы ислам приняли. Если такие вещи там были, все люди давно бы стали мусульманами. Если там вот такие вещи были, да? Смотри, я тебе еще скажу, Азимут, такую вещь. Ты знаешь, что у тебя в исламе разрешается насиловать замужних женщин? А у вас их даже убивать разрешается. Так убивать тоже разрешается у вас. Смотри, Пожалуйста, Лилит, давайте смотри, поменяем имам тему. Шамиль Давайте предатель же, поменяем. да? Имам же Шамиль предатель Кавказа, да. Смотрите, примерно, вот его Предатель Дагестан, когда чеченского Байсангура это вешали, да? А? Куда весь дагестанский ислам делся? Что там, одни мунафики оказались в то время? Все. В этот Алло, период. подождите сейчас. Ты этот Азимут хотел узнать проблему. Я тебе объясняю. Аль-Вара, Аль-Бара. Балбалай. Слышал ты такое? Валбалай, балбалай. Вот все балбалай, мы думаем так. Эзам тибетский муатбу. Это очень сильно против тебя. Эх, Борж даже проснулся уже. Эх, Борж, машаллах. Самайлах. Маршал. Помните, Дима, Садуана. Эбре, что хумейлар ясить? Эбре. Дик тем хиц махиц. Ваяхер Азимут иман чуэлу ешу. Мы должны Азимут. Куда весь Дагестан призвать делся, к когда исламу. Саваш, когда Ты сейчас Байсангура вообще не по вешали? адресу. Ты сейчас вообще не по адресу тему задаешь, да? понимаешь? Да. Эзам имам чего родар хирвичани. А мы хотим призвать Азимута к исламу. Вот, как Бог Азимут. напугает его жизни, он сразу прибежит, не переживай. Азимут не хочет принимать.
Вот эх, Борис, Hacım nasıl yapıyorsun Azimut'a? Нелбол Пайомар, жуткий хлебу из евреев, все пророки были еврейские. И последний, а ну-ка я тоже стану. С какого перепуга вот последний стал арабом, так и никто и не понял. Вот он взял, раз им хорошо, и мне, моему народу тоже будет хорошо. Я стану тоже пророком. Он взял. Если сказать, мне кажется, он просто посмотрел, как Аравия – это территория, остров, территория, Арав. Он, нация не имеет значения, как и курашиты, псевдоним Корана взяли. Честно я вам скажу, вот на самом деле, вот он, наверное, посмотрел на это. Şehit naş Malik deli beşbeki bıjıktı. Payamarş. Şamel dolam jıktı. Почти Халахсаваш, оказывается. Üç обслуживать беш, букуш. Угар, да, Казбях, ишт иман чубах, не нахвайн, вайн дуа наштеш, ляллак. Смотри, Азимут, ты намаз делаешь, в намаз веришь ты? Ne sabır denç. Da o adam koyulunca en son sucuk sadin de iblis jıktı oldu değil. Не, смотри, в намаз. Ну тогда не было вообще ни народов, никого. Тогда иблисы там летали. Все пророки были евреями, Бог был еврей. Иблисы там вообще, иблис не национальность. Черт был евреем, да, все были евреи. Черт был еврей, ангелы евреи, пророк еврей, Бог еврей, все евреи. Слушай, а зачем ты? Еврейская, да? Не тут евреи виноваты. Нет, только черт был еврей. Бог это Нормальные люди были. черти, ангелы, Азим, черти, ангелы и Бог это энергия жизни. Ты их не сравниваешь с этим энергия пророками. космоса. Да. А пророки были людьми. И все. Сложно. Цагумы, да, цыга? Они, знаешь, Бога за кого воспринимают, Савош? А? В этой Торе. Молнию? А? Они язычники, да. Молния, это у них Бог считается. Азимут, что делает черный камень в Мекке? Лежит. Грехи стирает люди. Сколько раз в день ты на черный камень поворачиваешься, когда поклоняешься? Не, когда... 5 раз? Миллион раз, наверное, поворачиваюсь в день. В сторону черного камня, да? Нет, в ту сторону я так или иначе поворачиваюсь всегда. В какую ту сторону, где черный Когда камень? молишься же в сторону Киблы, уже ты поворачиваешься. Когда молишься, это уже 100%. А также я и поворачиваюсь иногда, да, вокруг себя. Не, там. ну именно когда молишься, даже вот 100% ты поворачиваешься в сторону этого черного камня. Я понял, он камни поклонник. Ислам, он поклоняется этому черному камню, по сути. И что? А происхождение этого черного камня ты знаешь, но ты же как бы мусульманин, ты должен... Я знаю, вот ты не знаешь. А ну расскажи, вот я хочу знать. Нет, не буду. Какой хитрый вы. Чтоб ты потом все это извратила где-то еще там какую-то... Это уже извращено, мой хороший. Зачем мне это извращать? Вы уже до меня постарались. Честно сказать, я бывшая мусульманка. Я год как вышла из ислама. А я бывший Иисус Христос. Мне уже не хочется быть Богом. Я год как стала деисткой. Да, бывший мусульман, я знаю таких. Да. Азимут, можно я Азимуту вопрос задам? Серьезный вопрос. Вообще от темы уйдем, другую тему. Азимут, можно серьезно, не задавайте. Серьезно, вопросов у вас не будет. Ну хорошо. Кто для тебя Иса? Вы же знаете, золотой халифат с какой страны идет в мире? Азимут, кто для тебя Иса? А? Азимут пропал. Я хайдатом. Азимут, ты слышишь?
Азимут, кто для тебя Архимед? Треугольник. Треугольник. Алим Почему Алцадиза. Алим Алцадиза. Ганнибал? Ага. Ромба. Ибрahim, Алим Алцадиза. Архимед, треугольник. Архимед, да. Архимед. Алим Алцадиза. И солнце Архимед. Зевс, Зевс, кто для тебя? Зевс. Его настоящее имя Ахмад, а не Архимед. А Зевса как звали? Зайнды? Зумслан. Зевс это отец Иисуса, да. Ахудуба, да, хуяриза. Эх, боже, хотим лечение только на русском, на трофейном языке, пожалуйста. Немного насиху сделай вот этому Азимуту. Мысленно, чтобы он чуть-чуть... Надо Афганистану его отправить. Чтобы ему полегчало. Да. Фатима, Худуба, да, Фатима. Это как отбившаяся от рук, да, человек, да, вот женщина. Иштелерия. Ты Как? сказал? Отбившаяся от рук. От груди оторвавшийся ребенок. Перевод. А Фатима в арабском Фатиха, закрывающий, открывающий. Я думал, Понял теперь смысл? А мы, видишь, вот чеченцы... Видишь, как они Коран переписали? Говорим, брат, Иран и Турция. Это, смотри, Евреи, османская, вот это, диалект шбуй, они Иран переписали. Аббаситы, это золотой халифат, где первый зародился, золотой халифат, дом Аллаха, Сана, город там, 16 век до нашей эры. Аджолшу? А почему там возглавляется сейчас Кааб? Если дом Аллаха, город Сана, Йемене находится. Если в Коране вот так упоминается. Ну, а почему? Правильно говорю? Правильно я говорю? В обед 12:30 ровно солнце стоит прямо над этим. Над Каабом. И если вверх посмотришь, прямо над тобой, там уже солнце в обед стоит. И вот там поставили, значит, знамение, солнце стоит именно над Каабом. А он же везде стоит, где он проходит. Например, да, вот по земному шару, когда Земля крутится, и солнце же все равно в центральном поясе, он везде по центру стоит. Понимаешь? И как будто из него сделали знамение. Ровно 12:30 в обед, во время молитвы, солнце стоит, вот, и верблюд сел. И подсказал, что тут надо построить дом. Да. Пророку. Дом пророку они поставили, во-первых. Вот. А то, что Ибрагим или Адам там, они сделали свой центр какой-то. Вот ты говоришь, там где-то... Культурный центр. Да, культурный центр. Ихний тоже дом был в Йемене там и так далее. Вот, город Сана, совершится Сана. Да, лукаво. Да, вы, бато воронш, эдо имам Шамир хватина гуй, и газну вирхай. Сопам то он. Да, угешдоль, цену. Амин. Азимут, Пять твои ногти. Азимут привести в истинный ислам. Афганистан отправить надо. Азимут, Пакистан, он там себе бача-баси возьмет. Так, ты же не признаешь всех остальных пророков, как бы, кроме одного Мухаммеда. Да, не признаю.
Так что это же шайтан неправильно, ты должен признавать пророка. Конечно, всех надо. Не признавать. Их очень много. Нет, Да. я библейских Тысяч. коранических признаю, библейских не признаю. Так и библейские и коранические, они одни и те же. Не-не-не, вы там почитайте про них, узнаете, что они не одни Нет, и те. почему? Вот, например, Ибрахим пророк, да? Ну, он у вас Муса, например, это Моисей. Он не еврей, он ханиф. Подожди, Моисея, Мусу ты признаешь? Муса это пророк в Коране, а Моисей в Библии это террорист, педофил и революционер, еще кто там, не знаю. Почему он педофил? Подожди, он что? Убил невинного египтянина, Ага, потом там, ага. как это называется, их реки какие-то, Нил, река Нил. не, в реки какие-то там яды запустил, да, колдовством. Потом, Так он Божьей волей. когда сбежал вот в пустыню, вот там какое-то... Это по какому? По Библии, по Корану? По Библии, вот. А по Корану? Дошел до как это называется, Амаликатани, да? Убейте всех, кроме маленьких девочек. Вот педофилия, причем он маньяк-педофил, да. Сейчас тебя блокнут, аккуратно. Хорошо. Как я могу признать такого пророка? Так, Моисей, Мусу ты должен признавать? Не, Муса такие вещи не делал. Так это одно и то же лицо. Не одно и то же. Ваши не признаем. Своих признаем, ваши не признаем. Как не одно и то же? Как это? У вас Соломон это грешник, там бабник, еще кто он там, пьяница, лжец, ну там много чего о нем. А у нас он вообще... А этот, как его, кит его захавал. Юнус, Это да? у нас списали просто. У нас списали. Это то, что было записано. Подожди, это рыба Нун его схавала. Мы уже не знаем, что было Не, вот раньше. этого Юнуса, его же рыба Нун заглотила. На которой стоит земля. Земля стоит на ком? На ките Нун, на рыбе Нун. Это где? Это в Коране сказано. Это в Тафсире Корана, в сура вот это, Аль-Калям. Есть. Да нет, это... Если бы так, то у вас... Ребята, у него свой ислам, ребята. У него свой придуманный ислам. Да, у него выборочный. Ты знаешь, что Да. про таких, как ты, знаешь, что сказано в исламе? Сегодня я как раз этот аят читал. Сейчас я тебе его найду. Один момент, сейчас вернусь. Тимур, ты про Ису ничего не сказал. Кто он для тебя? Про Ису? Да. Иса пророк, а там в Библии он сын Божий. Это не одно. Иса пророк. Иса пророк. Мухаммед тоже пророк, правильно? Я говорю, Иисус... Вот это смотри, про тебя сказано здесь. Как тебя? Азимут. Эльмир Кулиев. Сура Аль-Имран, 3 сура, 7 аят. Вот про тебя здесь, про таких, как ты, сказано. Он тот, кто не спаслал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями говорят: мы уверовали в него, в Коран. Все это от нашего Господа. Напоминают назидание только обладающие разумом.
Вот видишь, про тебя здесь сказано, что ты, те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами. Да, мое сердце отклонилось от Библии, да, это да. Больше огня. Понимаешь? Вот, например, в Коране 6 аятов, которые запрещают брать покровительство, помощь, дружбу у кефиров. Это ясные аяты. Это в то время, как вот эти, у кого сердца отклонились в сторону, они их отвергают и какие-то там иносказательно из пальца начинают высасывать. Там мы не такие, мы просто сюда приехали просто так, для красоты. Там начинают, короче, всю эту самую пургу какую-то из пальцев там высасывать иносказательно. Ну, опять же, не ваша проблема. Не, это опасно. Ты в огне будешь гореть. А лучше ты должен рай заслужить. Поверить в Коран и в эти аяты, понимаешь? А ты уже там сидишь, да, в раю? Да, например, Сура 4, 24 аят. Абсолютно четко прописано. Запретны вам замужние, кроме тех, которых вы захватили. Так. Абсолютно четкий, ясный аят. Нет, его вы берете там иносказательные какие-то, вытягиваете, высасываете, начинаете. А какая женщина против? Какая женщина будет против, чтобы им завладел мусульманин? Твоя мама будет против. Не моя мама мусульманка, а вот какая из... Ну, твоя мама, твоя сестра, твоя жена Лилит, будет я против, знаю, что Лилит чтобы не ее против, насильно ею завладели, понимаешь? Она будет против. Я Ибраим, тебе... он Буданова не знает, он Буданова не знает. Историю Да, я Буданова тебе он не знает. Да, я 100% тебе вот отвечаю, что твоя мать, сестра, жена, дочка, они будут против, чтобы их насиловали. 100%, я вот уверен. Они мусульмане, вот это же обращение к мусульманам, да? Женщины же кефиров. Не обязательно мусульманам, потому что следующий аят предписывает, что наложница может быть и мусульманка тоже. Нет там такого. Она должна быть... Считай... Одну вещь можно сказать? Можно одну вещь сказать всем? Всем можно сказать? Подождите, Лилит бывшая мусульманка, вот ею можно овладеть, а я бы ею овладел, да. Да хрен бы ты мной овладел, я бывший коммунист. Ты овладеть, ты вообще старый, короче, хрич. Чем ты можешь? Кстати, насчет этого тоже, да, спасибо, Ибраим. Вы правильно подметили. Только в желаниях и в мечтах. Этим кафирским женщинам только и хочется, чтобы их брали старые мусульмане, да? О, даже так. Боже мой, утешай себя этими мыслями. Короче, вот смотри, ты Лилит, просто найду. извращенный, тюха, вообще тебе по барабану, вот ты мусульмане, можешь но он сесть там, самый любой идеальный женщине, мусульманин. да, что угодно, вот так вот высказывать. Я сунну, половина не верю, я только фарз верю. Фарс. Так это же и есть фарс. Фарз это Коран, а сунна твоя, он это Нет, вот хадисы, сколько это не было, хадисы, я которые тебе людьми говорю, написаны. что в Коране написано прямо, Рыбаты. посмотри. Знаешь почему? Я тебе сейчас факт приведу. Смотри, ты 20 поколений своих прадедов знаешь, чем они занимались, как они на подушку ложились, чем они культуру доносили. Ты же не знаешь, да? Откуда половина вот этих хадисов, да, которые пишут, это нельзя, брак можно, нельзя, брак жену такую, эту, ту, сю, вот это все гибаты, это все монгольство. Русланбек. Там чисто в Коране говорится, твой 5 намазов, твой Коран говорит тебе, нам говорит. Рамадан, гурби и твой намаз. И все, остальное там, вот это, что люди сунну пишут, это все гибат. Это Могу я тебе процитировать Коран? Сравнили вот эту всю культуру, и вот эта муть там пошла.
Хорошо, могу я тебе который к исламу процитировать не твою- относится, твой святому канал? это не относится. Хорошо, Которые могу я как они на подушках спали, над чем они спали, под кем они спали. Могу? Сунни это сунна, это исламу не относится. Это просто речь разговора. Чем человек занимался. Могу я А Коран тебе процитировать говорит, Коран? а тебе Могу Коран я тебе говорит, процитировать намаз Коран? делай. Хорошо, Все. могу я тебе процитировать Коран? Процитируй. Вот. И запрещены вам замужние женщины, если только не овладели ими ваши десницы. Вот, ты нам за буддизм рассказываешь. Хорошо. Да Коран! А что означает, Да, если к Корану это не относится. К Корану ты относишься Коране твои написано 5 намазов. прямо. Твои Это 5 в намазов Коране. и твои 114 Ты сур. хочешь сказать, Остальное вот Эти это, Кораны твой тоже брак, твой поддельные, сатанизм, Лилит. буддизм там не относится к исламу. Подожди, я же это с Корана читаю перевод. В Коране это нету. В Коране нету? только Бабек, в правильно Коране говорит. 114 сур. Так И я твой тебе, фарз намаз. И все. подожди, я тебе сейчас Все. нумерацию К тоже дам. Корану это не относится. Вообще не Дать я относится. нумерацию, сейчас 5 секунд, я К нумерацию дам. Корану вообще не относится. Это евреи закинули вот эту закидушку. Молодец, Русанбек, продолжайте. Опять евреи, зайдите. А кто это закинул? А кто? Я Кто это уже писал? начинаю подозревать, Переводят что вы евреи. действительно там мутите. Так, Коран переводит Анисса называется аят, 4 этот самый, ну, Аниса, это сам сура, Аниса и 4 аят. Это статья перевод. Он к Корану не относится. Это Как? статья. Это Статья. это Первая, целый вторая, аят. третья, четвертая, Это пятая. целый аят. Библиотека. Нет, это в Коране аят Аниса называется этот аят, где написано прямо, я не знаю. Не слышно, кто-то Ибрахим, позвонил. вопрос dari Азимут Алчин. Тама, 5 маназа, твой Рамадан и 100. А да, ты много болтаешь, Азимут высыл дня, Армилар низ дуй хайламаз марх юхатеттен, хатен ишта высыл стагуала. Он хочет, العميل يمدش. Дела ой Русланбек, бачын битирке амасан ой шуқты арабил шубош. Суднечик хатта дырса и тон динче дүйс хайтоба дыхас элдамек арк Нет, адык там алама же есть задуды. аят, где сказано, что у него есть и благо, короче, тоже. Дахкант. Авам датса Русланбек. Сайфула ауслende el efirchu aramel welch wie en dukte doen. O moders tawai arqatu büysen. De tent het echt din duurder door de kleur. Iliti meriter dat din de Ibrahim iets otelalo, ze deel dachtelalo. Ну, Гуэн, все вот эти Дела, всех тут 40 и на всех халама змах задавили. илоч датса, ха? Хай Да, лама всех змах задавили. Аяла, но индийский сказка что Дерца ют ассасухин мал уеш вопрос. Оле арсун аста. Мюзик эмкл чишем даст, ешамин. وإمتى تشوف سنة دكتور شتام بتاع أزيموت أرقم حارم دين دو كوارت بخصم يدل عين داست. Эзимут, любой чунт, хазвейрул, шуф. وديس دين ايش ما ده اسلام دين ايش ما دوكا. لا ديك توقع بريزناتي أشتا والله بيود دي زون من دوخ. هنا دي زري بيود على دوخ. Sen bu suwaco. وديس. ديك دعاية تدعى أروي غير أصلا بيك أديك أرمى وهاي عيوزو أيضا. И пацифист, халох, сажим диас, я вехмир. Пацифист, саляму алейкум, рахматуллах. Да, я буду на русском. Первое. Выражаю благодарность организаторам, участникам. Второе. Пацифист Украина, Днепр. Вот. Пацифисты против русской войны, за защиту Украины, потому что демократ и призывает всех участников меньше говорить о различиях, чтобы не сеять рознь, а больше говорить политическими, экономическими, юридическими словами для улучшения жизни, говорить
о правовом государстве в гражданском обществе. Ну, так, если коротко. Спасибо за гостеприимство. Я с вами. Здравствуйте, пацифист. Приветствую, можно Масак. вопрос? Масак, я давно уже не видел его. Заходи тоже. Спасибо за подарки, спасибо огромное, очень приятно. Спасибо. Да, Очень да, это, спасибо по-моему, огромное. Масак понакидал всем. Ибрахим, и пусал меня мудиндук и О, мне алкоголь, тоже кто-то ламати, подарил. совмещать. Спасибо большое. Инна, ты христианка? А? Амелия, ты Сунда христианка? Турактина, ламаза, марха, хазак с детства дой, типа, мечтать, и кварт похуштал, буцалтаган, о, Ну, стаб, это 40 где, да, وردينا. ورث ده أنا حديقة دولة وردينا ده دولة. все, И надо ждать 40 дней. Дуца, 40 дней он не отходит из крови. Поэтому надо молиться всегда и все такое, чтобы... Короче, там есть Да. хадис, где сказано, что при джихаде, во время ухудского джихада, некоторые сподвижники, будучи пьяными, стали шахидами, иншаллах. Машай, ава. Так как, ну, для смелости, да, 100 грамм и убой. Да, чисто, чтобы для смелости, ну, не больше. Примерно из раз в цене он беченвик, энти малами биотацбеш бельбуха для смелости. Камел, да, суть нагах сан луиш Sen lüş ve guyt amelleri yok trubalot yok et hajme gerduk et ashab shbuy четкий хадис штука уж достоверный. Что во время джихада, там, ухода, некоторые сподвижники, будучи пьяными, стали шахид мопедами. Да, для смелости, молчалок тали. И тебе. Дела, это на хам, им не силару на добрый, хадашу дала и شيء ملك ملك شيء صدق إنه تجي على حد يقن ترى تاع اللي فات باللي فات تدويج ما جواش دار أربعة يزيدوا ده يقن إغاثة يوم دويت وام ويقرأت بين إغاثة قارن بحوي ما يرك إنتريش ساس مامي يالخ وشي اتحوش على تبيسا ولا إبراهيم تأيوش مولش خلو أولي دوي تري سادات سيوجيز نو هم تواتر شونو دوي Dünya doşacak bu entim bu işte. Maler na tünşiye grehiyi. Ekhuma dat dava ejamnel çok job da bir bütün. İşte greh tünyo hasa taniyat. Принято. Я, конечно, противник, там, вот, ну, короче, я сторонник такой трезвенности. Трезвый образ жизни, да. Да, трезвый образ жизни, здоровый образ жизни, полностью осуждаю там всякие поощрения, я не знаю, рекламу, там, спиртного и так далее. Ну, вы поймите тот момент, то, что если бы они были трезвы, наверное, они бы не пошли на то, что они пошли, будучи пьяными. И пьяному человеку очень легко какую-то идеологию внушить того, что нужно идти и нужно как бы воевать, и это вот противник. И из-за этого, мне кажется, что они их спевали и делали им дават, и говорили, все, давайте вы, там, если даже погибнете на пути Аллаха, вперед и с песней. А оттуда, самое главное, на большую часть набегов пророк Мухаммад не был, не присутствовал. Он отправлял своих вот этих
сподвижников, и при этом при всем 20% от нажитого имущества, то, что они там от набегов забирали, он самые вот эти сливки, 20% он забирал. И есть один хадис, я вот не знаю, вот я не могу найти, я его прям один раз нашла. Вот от Сахиха Аль-Бухари был хадис, в том, где говорилось о том, что как там девушку, говорит, ну, набег сделали они на поселение, и оттуда вот вернулись они с тем, что там женщин, девушек молодых, Наложница, да? В наложницы взяли, в рабыни забрали, они привезли к Мухаммаду, и там один сподвижник, я не знаю, не помню его имя, у меня память очень плохая, и он, короче, взял ее, зашел в шатер, короче, изнасиловал, ей было лет 12, что ли, 11 там писалось, и то, что на него разозлился другой сподвижник. Потому что он увидел, что, выйдя из шатра, тот, короче, взял ритуальное полное омовение. Но он, короче, свой половой орган начал мыть. И он понял, что тот, короче, ее изнасиловал. И теперь он пошел сподвижно к пророку и говорит, вот, я, говорит, на него так злюсь, говорит, то, что он вот так сделал. И тогда пророк на него же и наехал. Говорит, ты, говорит, клянусь, говорит, тем, в чьей это тлане моя душа, ты, говорит, для меня, говорит, как бы стал сейчас ненавистным, потому что он взял, говорит, малую часть, говорит, которую он имел взять, говорит, можно было. Он не осудил тот факт, то, что этот изнасиловал ребенка, он не осудил, осуждаю, как бы это для ТикТока, да, и он этого не осудил, он наоборот поругал этого сподвижника, который пришел, как бы сказал, что он вот так вот... То, что он возмущался, да. Да, возмущался он на то, что вот он ребенка изнасиловал, тот сказал, ты что творишь, типа ты, говорит, для меня ненавистен, говорит, стал, говорит, за то, что ты его осудил, говорит. Ибо, говорит, он, говорит, взял малую часть того, что он, говорит, имел взять, право, говорит. И тогда, представляешь, тот как бы начал просить прощения у пророка и извиняться, и пошел, короче, к этому сподвижнику просить прощения. Вы представляете, насколько это было извращено, то, что даже вот у него какая-то в душе была вот эта вот, как бы чистолюбие, того, ну, совесть какая-то, да, человечность, она была какая-то вот капля. И он возмутился тому, что он увидел, это неправильно, как можно ребенок, она была маленькая, он там прям описывает, что она была красивая, голубоглазая, но маленькая, ну как бы еще не созревшая, видно было по ней, говорит, что она не созревшая. И он, говорит, забрав ее, говорит, изнасиловал, говорит, и выйдя из шатра, говорит, как-то называется вот это ритуальное это омовение после полового акта, и тот как бы понял, что он ее изнасиловал. Нет, там прямо такие он половой орган, говорит, помыл, говорит, вот это, говорит, есть. И вот из-за этого как бы вот этот хадис тоже услышав, для меня это было шоком, честно сказать. И я это отправила здесь одному, ну, можно сказать, в религии, который с таким братом, знатоком, да, и он сказал, это, говорит, правильно, говорит, они, говорит, ну, как бы, она же наложница, говорит, она же рабыня, он правильно, говорит, сделал. Я говорю, изнасилование маленьких детей осуждаю. Это является правильным делом, говорю, вы о чем, говорю, вы вообще с ума сошли? Нет, говорит, это, говорит, забивается, говорит, такой человек, говорит, ему, ну, голову век делают, короче, это мечом. Если, говорит, на ребенка полез. Я говорю, ну так он-то полез, говорю, ему-то наоборот пророк. Ну, он, говорит, заслуживал. Если пророк так сказал, значит, так и правильно. Ну, как это понять? Если кто-то так сделал, пророк решил, это правильно, кто-то другой сделал, здесь и неправильно. А что, насилие как-то здесь как-то оправдывается, здесь нет? По поводу алкоголя есть еще... Я не верю этому сказку. Можно добавлю? Пророк не может такого сказать. Почему запретил алкоголь? Потому что когда человек пьет, он очень часто говорит правду и возмущается. Ну, да, А это не понравилось
Да, это не понравилось, потому что там были моменты, когда напившийся человек говорил, ты несешь херню, это что за бред и так далее и тому подобное. Вот еще одна причина, из-за чего запретили. Вот из-за этого запретили, это ваши выдумки. Пацифист, можно тебе вопрос? Какой-то пьяный подошел. Пацифист, у меня вопрос есть. Ты не знаешь, ты в курсе, пацифист? Я с утра читала, что что-то с Ломаевым случилось, какое-то покушение. По-моему, ты с Ломаевым, с Ронином, с ними сидел всегда. Есть какая-то информация у тебя про это? Что с ним случилось? Ломаев Муса из Финляндии. Я сегодня общался со сторонниками Нохчи, именно сторонниками Республики Чеченской. Корана и Сунны, сторонниками Корана и Сунны. Это да, но они все-таки для меня они интереснее не как исповедующие веру. Надо обобщать, просто ответьте, пожалуйста, что знаете, просто мы переживаем. Значит, поэтому. пока я не располагаю такой информацией, сегодня несколько часов общался, такой информации пока не было. Не подтверждается, да, что было покушение, все такое. Пока нет, пока нет. У меня во всяком случае нету. Я поинтересуюсь. Спасибо. Там рухнул стрим Ронина, был Италиан, Ламро Ибрагим, и были, короче, и чеченцы, и ингуши, но по этой информации пока не общались. Говорят, на Ломаева атеисты покушались. Короче, Ломаева преследовали атеисты, и он поэтому убежал в Финляндию к атеистам. Не-не, атеисты были в растерянности, знаете, куда там идти. Иудаизм, христианство или ислам. И все сторонники авраамических религий собрались и побили этих атеистов. Где это было? Стелла Маршал, спасибо за подарки. Друзья, спасибо всем за подарки. Благодарю. Сегодня участники чеченцы говорили, очень рубили их стримы. Очень. Было много жалоб. И несколько стримов чеченских ичкерийцев обрушены были и прекращались. Так было. Пацифист, вы поддерживаете сторонников Корана и Сунны, шариата, исламского государства? Я сторонник светского государства с учетом, со светским законодательством, с уважением и равноправностью всех религиозных, национальных и прочих различий. Ибрагим, можно я пару слов скажу? Да, давай. Вот внизу чеченец до этого поднимался, хотел ему, или он, не знаю, кто по национальности. В общем, смотрите, что вот я думал о природе радикального исламизма. Вот опять в Германии очередной теракт был. Радикальный исламист въехал в толпу людей. И, было в Берлине, здесь прям. Я была там. Да, я сейчас хочу мысль свою донести. Вот, и о природе радикального исламизма я размышлял, что они объявили, что теракт совершил радикальный исламист. Кто такой радикальный исламист? Я задался вопросом и размышлял, как бывший мусульманин.
и пришел вот к такому выводу, что есть вот Коран и Сунна, достоверные хадисы. Вот эти все Бухари, там и все остальные эти ученые. Есть достоверные сахих хадисы и хасан хадисы. Да? Вот. Тот, кто придерживается 100% Корана и Сунны, 100%, то есть все исполняет, все предписания делает, это он, то есть выполняет все, что там сказано. А что сказано, если подумать, что вообще такое выполнять полностью Коран и Сунну? 100%. Это означает, которые там много призывов преступных разных хадисов и аятов, их всех надо исполнять. Там очень много преступных хадисов и аятов. То есть и вот эти все, которые мы говорим о брачных отношениях, и в том числе призывы к различным преступлениям против иных религий, иных наций и все остальное, да? То есть это означает, это все нужно исполнять стопудово. То есть если ты 100% исполняешь Коран и Сунну, ты радикальный исламист. Вот. Но если ты это все не исполняешь, а исполняешь частично, то есть там не едешь там по призыву там всяких там этих халифов на определенные эти восстания, которым они призывают там, или же не женишься на детях, или же там не насилуешь, это все не выполняешь, но делаешь только часть, берешь только часть Корана и часть хадисов, тогда ты не радикальный исламист. Потому что теперь зададимся вопросом, а почему ты не выполняешь 100%? Некоторые не выполняют, потому что так им удобно, потому что они боятся спецслужб, потому что за это же сажают же. Вот. И таким образом радикальные исламисты, они везде есть. Только их удерживает, этих радикальных исламистов, от стопроцентного соблюдения страх перед спецслужбами. Или же лень. Лень, просто охота ему лежать на диване, и особо неохота это все выполнять, совершать. Это же сложно. Это все столько предписаний. Это вообще это очень нужно быть сильным, волевым человеком, чтобы полностью хадис и сунну выполнять на 100%. Теперь вопрос, а где грань? Теперь вот есть радикальные, мы определили, кто такие радикальные исламисты. Есть нерадикальные, каких много, вот заходят сюда, вот с нами спорят. Это же в основном же такие диванные, комнатные мусульмане, которые в основном ничего, это же предписания не выполняют. Наверняка и намаз не читают полностью пятикратный, и время от времени просто в ТикТоке так шум создают фоновый, но на самом деле многого этого не выполняет, потому что совершающего мусульманина сразу по словам можно определить. Вот зашел, начал разговаривать, 5 минут, и уже видно, совершает человек пятикратный намаз или не совершает. Дальше полчаса общаешься, и уже видно примерно, какому он джамагату, какому он масхабу принадлежит, или же тарикату, или еще что-то. То есть рот открыл, там уже гланды видно, уже кишечник видно, все уже внутренности уже можно видеть, чем он дышит. Теперь вот вопрос, вот эти люди, которые еще 100% не совершают хадис и сунну, вот этих людей нужно очень спасти. Этих людей нужно спасти, чтобы они не ушли в сторону вот этих соблюдающих на 100%. Вот эти, если они начнут все совершать на 100% везде, то по всей земле начнется реальный хаос. Эти люди начнут на нас нападать, они начнут нас всем, реально угроза будет.
везде, по всему миру. Вот. И реально этим людям нужно доносить, потому что есть такая хорошая цитата, где какой-то ученый где-то там сказал, что такое радикальный ислам. Радикальный ислам – это змея, которая лежит в высокой густой траве и кусает людей. А что такое густая трава? Густая трава – это традиционный ислам. Вот видите сравнение? Змея, радикальный ислам – это змея, которая прячется в высокой траве, а традиционный ислам, то есть традиционный ислам – это те люди, которые на 100% не совершают хадис и сунну. Мы их называем, для них придумали слово «традиционный ислам», потому что они есть везде. Они есть и в России, они есть в Чечне, они есть и в Саудовской Аравии, потому что если там они дернутся, их сразу убивают спецслужбы. Допустим, тот же ИГИЛ, например, их же сразу уничтожают, где бы они ни появились. И, по моему мнению, они на 100% совершают. ИГИЛовцы, они на 100%, и Аль-Каида, они на 100% придерживаются хадиса и хадисов и Корана. Это люди реально на этом пути ходят они. Вот. Теперь, что такое? Это высокая трава. Высокая трава, традиционный ислам – это высокая густая трава, в которой прячется радикальный ислам. Понимаете, да, аналогия? Традиционный ислам – это густая трава, в которой прячется змея. А змея – это радикальный ислам. То есть, что можно отсюда понять? То, что традиционный ислам, он подпитывает и помогает этому радикальному исламу жиреть, толстеть, расти. Эта змея толстеет, растет, становится длиннее, мощнее. Она становится все мощнее и мощнее. И эта трава ее скрывает, дает ей возможность нападать на людей, нападать на добычу, кушать ее, убивать, травить все вокруг. А они своим молчанием, они своим помощью этой змее, они своими вот этими палестинскими там лозунгами, всеми вот этими поддержкой иранских этих аятоллы и всех вот этих вещей, они помогают этой змее расти, жиреть. Вот. И вот эти люди, они должны понимать, те, кто себя причисляют к традиционному исламу, вы должны определиться, вы хотите, чтобы эта змея выросла? Или вы не хотите, чтобы эта змея росла? Если вы не хотите, чтобы этот радикальный ислам вырос и пришел в ваши дома, забрал ваших детей, как он заберет ваших детей? Он заберет ваших сыновей. Ваши сыновья вырастут и уедут куда-то в Сирию. Если вы позволите этой змее вырасти, ваши дочери вырастут и уедут тоже куда-то туда. И все, вы их потеряете. Они перестанут с вами кушать. Например, мой родственник, да, мой родственник, он женился, и жена сперва была традиционная мусульманка, просто ходила там, просто на джума намаз. На джума намаз ходила. Это что такое? То есть с понедельника по пятницу это обычная женщина, ходила на работу, была учительницей, а джума, пятница, ходила в мечеть и просто клала садака в этот мешочек, в этот ящичек. И мулла просто читал, сидел Коран. Она просто рукой аумин делала и уходила. Думала, нормально, я совершаю, я традиционная мусульманка. Потом ей объяснили, что это неправильно, нужно настоящий ислам. Это те, кто должны 5 столпов ислама соблюдать. 5 столпов, если ты 5 столпов не соблюдаешь, ты не мусульманин. Это официальная догма везде. И в Грозном, и в Казахстане у нас в Алмате, и в Москве. 5 столпов ислама, это признано. Это традиционный ислам. Туда входит намаз среди 5 столпов. Теперь она начала ходить в мечеть, читать 5 раз намаз.
5 раз намаз начала делать, ходила. А потом, естественно, в мечети к ней подсели салафитки. Салафитки подсели, ухтишки. И потихоньку ей начали говорить, что вот этот молда, имам, который ведет мечети, он на самом деле из духовного управления, они на самом деле заблудшие, на самом деле он не на таухиде, а если, сестра, хочешь быть на таухиде, надо быть по-другому. Надо читать вот Хасан Аль-Банна и всех других вот этих ученых, да. И она пошла за ними, она начала читать эти книжки, где там же к чему призывают салафитские ученые? Они же не призывают к каким-то запрещенным книгам. Они призывают к тем же хадисам. Просто нужно больше соблюдать хадисов. В традиционном исламе этих хадисов соблюдается меньше, а в салафизме этих хадисов соблюдается больше. Но меньше, чем у ИГИЛа, но больше, чем в традиционном исламе. И что? Она... Приятный подарок. Масак там вообще Это конкретно Матис. разошелся. Матис, да, Сахел, спасибо. И эта девушка, женщина, это начала уже салафизм ушла. Она начала одевать черное. И что она делает? Она с ребенком дома начала говорить родителям своего мужа: я не буду вместе с вами кушать, она не сказала сразу, такфир не объявила. Она сперва начала с того, что они там мунафики, там туда-сюда. И кушать начала отдельно. Отдельно готовила, отдельно кушала. И что он с ней там пробовал, мой двоюродный брат с ней пробовал и так. Она ни в какую, она все еще больше радикализировалась. Свою маленькую дочку тоже закрыла черными этими одеждами. Потом она в итоге уехала. Она уехала, вышла замуж за какого-то там уехала в места отдаленные, куда они все обычно уезжают на Ближнем Востоке. В итоге ее муж, казах, которого она вышла, его убили. Она вышла замуж за какого-то сирийца, его тоже убили. В итоге она, 4-5 мужей этих, на слово истов повыходила. И в итоге всех их поубивали, и она оказалась в лагере для беженцев в Сирии, откуда ее доставили уже к нам в Казахстан. И в Казахстане ее жизнь погублена вся была уже. Полностью. Судьба прямо уничтожила ее жизнь. Ее и ее дочери. Представляете? Вот это вот ждет любого из вот этих, которые сюда вот заходят и из себя там бравируют, и тут лишь бы нам тут доказать, там вы враги Аллаха, вы враги туда-сюда. Тут сидят и нас ругают. Понимаете, вы выращиваете эту змею у себя дома. Эта змея придет к вам ко всем домой. Она никого у вас не пощадит. Заберет ваших детей, заберет ваших всех близких. Вы все потеряете, потому что окончание у этой религии всегда плохое. Потому что это чистейший сатанизм. Это вот просто возьмите, прогуглите, что такое сатанизм, во что поклоняются сатанисты, во что сатанисты верят, какие у них учения, и сравните радикальным исламом. Радикальный ислам – это чистейший сатанизм. Все вот эти жертвоприношения кровью, самоубийства во имя их этого бога, кровавого бога. Сатана же, это же тоже бог сатанистов, кровавый бог. А Аллах – это кровавый бог мусульман. И это все один в один идентично.
Все это вы делаете. То есть все это радикальные исламисты это все делают. Потому что это реально... Да, полностью согласна с вами. Вы лучше сказать, все верно говорите. До свидания, Адам. Мира вам и добра. Уже инфаркт. Так, Луис, тебе пришло предупреждение, кто-то на тебя, хотя ты наоборот четко это все осуждая говорил, да, но на тебя кто-то вот это прислал, короче, и пожаловались. предупреждение. Я тебя как бы, туда вниз спустил, просто выйди из ТикТока, потом зайди, опять вернись. Вот честно сказать, Чтобы я мог сама, вот он рассказывал ситуацию, я была в этой тарелке, прямо такие, как бы, главного героя, так как я вот таким констатациям. Подожди, это меня... Так, вот у меня было такое, то, что я вот, когда была замужем в первом браке, у меня был ребенок, сын первый, да, и вот у нас компьютер, я тоже села в Одноклассниках, ко мне, написал один такой муджахид, так, прям муджахид было написано, да, и как-то вот сестра, не сестра там, и так, знаете, так красиво, так дружелюбно он начал вот писать, знаете, вот, все он понимает, все он это, все Всевышний Аллах тебе дает, так красиво он это все рассказывал. На уши мне присел, я тоже такая глупышка, поверила во все это, да. Я покрылась, я прямо-таки начала в хиджабе ходить. Все в шоке были соседи, потому что именно я, Лаура, которая прям и вообще и в брюках всегда ходила, и вообще была далека от религии, и тут вообще в религию ушла, да. Вот, мужу, конечно, это все нравилось. Там, я мужу тоже давата делала, да, он тоже так потихоньку в ислам начал на джума ходить, вот потихоньку, да. И я мужу не сказала, что этот человек мне пишет, что вот так, как обычно, да, я поняла, что он как бы заревнует, все такое, но я не могла ему объяснить, что тот ни в коем случае как бы ничего лишнего себе не позволяет, а просто вот как бы по факту мне хадисы всякие отправлял, аяты, все такое, да, мне объяснял то, все, я ему задавала вопрос, и он насчет Сирии говорил, что там отворится, там наши братья и сестры вот так-то, так-то, эти кафиры, они вот так это делают, то делают, так поступают с мусульманами, там 3-е, 10-е. На самом деле он мне настолько вот сейчас вот сказать, прямо вот я не могу, как он мне вот прямо таки в доверие втерся, и я прямо таки покрылась, вся такая ушла в эту религию. Я перестала там разговаривать там с непокрытыми. Я с таким осуждениями завышенной этой смотрела высокомерием на как бы непокрытых соседок. Им говорила, что это неправильно, надо, Всевышний сказал нам покрыться. Такое, они говорят, ты что, Лаура, ты вообще что ли с ума сошла? Итог таков. Он мне столько видео накидал, он мне столько страничек отправил. Я это все начиталась, это все бредятины. И он мне говорит, и сестра, если хочешь, там вот сейчас призыв идет на джихад, 3-е, 10-е, я тоже уши развесила. Я говорю, а у меня, говорю, паспорта, там, загранного паспорта нету, загранпаспорта. Я говорю, я не могу, у меня и ребенок маленький. Ты что, сестра, вот одна сейчас сестра, говорит, тоже с Дагестана приехала, у нее 6 детей. И здесь мы ее встретили, она здесь, короче, там ее муж тоже здесь. Она, говорит, приехала, потом за ней ее муж приехал тоже к нам, говорит, потому что там что-то он так объяснил мне. В итоге, короче, я встала в тот момент и давай, короче, я говорю, мне нужен загранпаспорт. Муж говорит, зачем, говорит, тебе он? Куда ты собираешься? Я говорю, нет, пускай будет. И при этом, при всем тоже я ему не говорю, но он уже начал что-то подозревать. Он-то целый день был на работе, вот. Мама как бы воевала со мной из-за этого, говорила, ты что, говорит, это, говорит, ваххабистскую, говорит, херню, говорит, несешь, говорит, пошла, говорит, нахер отсюда. У меня мама чуть-чуть такая жесткая. Я все равно за свое пыталась сделать теперь. И он мне говорит, у меня есть, говорит, брат там, говорит, если тебе надо, говорит, ты можешь к нему подойти, он тебе сделает все документы, свидетельство о рождении, паспорт, эту копию отнеси, говорит, все, говорит, пойдешь, говорит, паспорт получишь, он тебе и визу, говорит, все сделает, говорит. Приедешь, говорит, сюда.
Я говорю, как я ребенка? На ребенка тоже, говорит, все сделаем, говорит, ты не переживай, сестра, ты что, ты будешь на пути Аллаха. Короче, клянусь, если бы в тот момент муж не зашел, он уже заподозрил что-то не так, он увидел мое положение, что я уже вот на чемоданах сижу. Он залез в это, всю переписку тоже прочитал. Понял, потом взял, все удалил, его тоже этот самый, как бы ему написал, я, говорит, тебя, говорит, поймаю, говорит, зараза, говорит, тебе увидишь, говорит, что с тобой будет, говорит, мразь, говорит, подожди, я к этому твоему человеку тоже, говорит, поеду, говорит, сейчас с пацанами. Они полностью страничку все удалили, сразу исчезли. Он как на меня наехал еще раз, говорит, я увижу, что ты к компьютеру подойдешь, говорит, я тебе устрою. И вот таким образом, как-то, знаешь, вот на самом деле я на тот момент тоже воевала, что нет, я поеду в Сирию, нет, там, вы кафиры, вы то, вы мунафики, там все такое. Я говорю, у меня вообще крыша ехала, мне тогда было 21 год, вот 20-21 год, это был вообще кошмар. И я вот после, я не знаю, в течение недели я в себя приходила из этого всего. И мне муж, вот честно сказал, он не войну объявил, он реально сел и начал объяснять, смотри, говорит, он мне вот прямо-таки показал, смотри, девочки, поехали, их там продают, говорит, тебя просто хотели продать, говорит, ты понимаешь, говорит, они увидели твои фотографии, что ты, говорит, приятная девочка, говорит, все такое, говорит, тем более ребенок, там дети, говорит, в рабы, говорит, уходят. Он мне вот это, когда все объяснил и показал видеоролики, где это на самом деле вот так, он показал, что там отворится, что такое шариат. Я тогда охренела. Он говорит, я не против твоего хиджаба, носи, мне даже нравится, говорит. Делай свой этот. Твой, говорит, вот, твой ислам, говорит, это пускай, говорит, в нашей семье будет. Он говорит, не выводи его, говорит, за грани, говорит, дома. И вот таким образом он меня чуть-чуть назад вернул, да. И только как бы, когда я сюда приехала, здесь тоже я где-то 3 года ходила в хиджабе, а потом как-то, знаете, столько у меня вопросов появилось, я начала то спрашивать, это спрашивать у имамов здешних, да, на что и меня просто, мне сказали, что во мне джин, что я от шайтана эти все вопросы, что мне нашептывает шайтан, смуту мне наводит в голове. Короче, ни на один вопрос мой нормально они ответить не могли, когда я вот это... Я говорю, а почему, говорю, он на Хадиже жене? Вот ты представляешь, она была написана. Я говорю, вот именно, говорю, молодой, красивый мужчина, говорю, как описывается. Нахрена ему старуха была нужна, говорю. Ну, ты понимаешь, это вот там говорится, что на 4, на 3, что ли, женщинах можно жениться из-за красоты, из-за богатства, из-за рода и из-за религии. 4 вот этих. Вот он, говорит, женился, говорит, из-за, говорит, богатства, говорит, все, говорит, ее имущество перешло к нему, и он, говорит, вот этим имуществом Хадиджи, говорит, укрепил, говорит, ислам, начало ислама, как бы вложение сделал, да, в этот ислам. И потом я как-то уже начала как-то видеть в этом пророке, честно сказать, не пророческие, а более человеческие черты, да, того, что он очень был прагматичным, он очень был хитрым, он очень был там, таким, знаете, умным человеком. И я увидела в том моменте только тот факт, что он увидел этих бедуинов, которые на камне поклонялись, и сказал, а что не мне, когда есть я? Зачем камни вам? Я же здесь, я и богатый, и все, богатство у него было, ему уже все мало. Он захотел стать Божьим человеком, как говорится. А тут, а что, как это им можно? И вот, пожалуйста, начал, короче, всякую ересь нести, то, что он пророк. А это тоже старушка, лишь бы он от нее никуда не делся, жизнь, она его во всем поддерживала, Хадиджа. Он скажет, это красное, а не синее. Она говорила, да, мой хороший, это красное, как ты скажешь. Он, будучи женатый на ней, пропадал в этой пещере. Можно сказать, конечно, будет пропадать, зачем ему старая жена. При этом, при всем, как она умерла, сразу же с цепи сорвался, на всех женился сразу. Наверное, он ходил и думал, боже, когда же она коньки. А почему он при ней не женился? Потому что она ему яйца бы открутила. Стопудово. Извините за выражение. عارف شاش بوك صدا احشر Здравствуйте. очень Здравствуйте.
Меня зовут Миша. Я с Украины. Город Ивано-Франковск. Проживаю в Украине. Как у вас там положено? У нас все хорошо. Это западная часть Украины. Я хотела спросить, а если я жарко, и я хожу в шортах и в майке. Прекрасно, вам удобно. В чем проблема? Да. А почему я должна ходить там в каких-то покрытых Объяснить могу. покрывать свое тело? Извините, Потому пожалуйста. что, извините меня, вокруг вас ходят мужчины, и вы, они не могут себя обуздать. Понимаете? И вы как красная тряпка для них. Оголили ножки, значит, как на меню. Вот, пожалуйста, на меню они же хотят уже испробовать, а денежек-то нету, а запросы-то не могут они выполнить, а может не в вашем вкусе, понимаете, вы на них не посмотрите. А тут вы оголили ножки, оголили там плечики, ага, значит, хочет. Все, значит, позволено, значит, тем более она не мусульманка, значит, можно и овладеть. А скажите, пожалуйста, почему я в свой храм могу зайти даже и в шортах и в майке? Я как греко-католичка. Ну, знаете, в исламе больше на не духовное, а, как вам сказать, на похоть, можно сказать, на похоть, да, больше наклон. Это похоть, когда я захожу в храм, и я стою в сторонке и молюсь. Вот знаете, вы там духовное ищете, правильно? Вам не имеет значения, в чем вы туда зашли. Обмотанная в тряпочках или как? В шортах или в маечке. Вы пришли за духовным, правильно же? Вы пришли молиться. И Богу не имеет для него значения, в чем вы перед ним стоите, потому что он вас создал таким, каким вы, каким он хотел вас видеть, да? Вы его детище. И для него не имеет значения, в чем вы к нему пришли. Для него имеет значение, что вы пришли к нему на разговор с ним. А в исламе нет. В исламе именно, что если вы в таком наряде зайдет женщина в мечеть, то она будет отвлекать всех мужчин. Почему-то в храме мужчин не отвлекают, в храм мужчины тоже приходят за духовным, а к имаму в мечеть не за духовным. Так и у них так же тоже. У них тоже так же. Каждого храма. Несите свои я вижу так. Нет, я вижу это так. Нет, не надо строить свои. Но она говорит, почему так? Потому что я отвечаю. Тут люди пришли люди не за духовным, они глаза бегают, а там люди пришли за духовным, и даже будет она там голая стоять. Он пришел за духовным, он будет с Богом общаться. Так она и не говорит, что она хочет мечеть. Она говорит, почему такое различие идет. Это нам нравится. Нравится, делайте. Никто не против. Вам не нужно, чтобы это знаете, как? Тогда не выходите и не призывайте. Так не призывайте. Не призывайте, говорю же. Не призывайте крылья. Вы же стоите, ваши же стоят, призывают. Не призывайте, вот и все. У нас, в семье... Лиля, вам, совет не ехать никогда в Палестину. А я и никогда не собиралась. Вообще не собиралась. Но у меня в семье вообще такое, что я атеистка, да. А человек, который рядом со мной, он является мусульманином. Таким. Оставайтесь в Украине, если вы в Палестине. Я остаюсь в Украине, и я... Это как у этого, у меня Айболита. Не ходите, планы. дети, в Африку гулять.
Зачем мне? Вот, Где вот. эта Палестина? Что там не надо? Не, на самом деле, как бы они с этой Палестины бегут, они с этих арабских стран бегут, с этого шариата бегут в Европу, где светское государство, как бы, да, и пытаются здесь сделать то же говно, с которого они убежали. Вот это вообще комедийная ситуация. Потому что они здесь пытаются этот шариат как бы сделать, да, хотя сами избежали шариата. Они что думают? Будет так же хорошо, как при светском государстве в шариате? Они, ну, мое мнение таково, что они вот видят этих девочек, которые как бы живут, учатся, да, одеваются как хотят, хотя европейки очень так ну, пофигистично одеваются, они в балахонах ходят. Но при этом, при всем, если жарко, они тоже могут и шортики одеть, и маечка, и все нормально, никто ни на кого так похотью не смотрит. Но при этом, при всем, они хотят здесь шариат, потому что они вот смотрят на них и думают, да, был бы сейчас здесь шариат и моей рабыней. Тогда, наверное, у этих мусульман этот будет, как это называется, чувство соперничества у них как бы начнется, которое они утратили, будучи в европейской стране. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем. Здорово. Всем доброй ночи. Если есть альтернативное тоже какое-то мнение, можно тоже подискутировать, только соблюдая культуру общения. Вот на вопрос, который задала, так она уже вышла, Лиля. Ну ладно. А вы как думаете, Бог помогает мне людям? Людям? Да. Ну, не знаю. Это... Знаете, такое это вопрос. Помогает. Кто молится такой ему, философский Да, вопрос. И потому что- мы как бы точно никто не может там участвует Бог в этих процессах. Ибрагим, я бы хотел насчет этого ответить. Я думаю, Бог на земле вообще насчет людей ничего не делает. Не париться, да? Если он помогает, то он помогает России на протяжении 400 лет геноцидить чеченский народ. Да, вот здесь я, пожалуйста. Да, ты прав в этом. Но все равно он помогает. Надо молиться и просить у него. Ну и сколько ты всю жизнь свою сидишь и молишься, помогло тебе это? Ну, на том Освободили твой свете народ? поможет. На том свете, а на этом свете что, просто прожил? Ну, это Я в этом мире... знаю, что имею в виду. Вот лично это мое мнение. Вот мне кажется, вот, что Бог нас создал, показал нам, вернее, дал знать, что плохое, что хорошее. И оставил нас. Делайте, что хотите, но... Дал руководство и отошел, да? Да, когда вы придете ко мне, вот тогда вы ответите тем, что вы делали на земле. Да, А ты так, прав. что он помогает, я лично в это не верю, потому что в этом мире очень плохие люди живут, очень хорошо, очень хорошие люди живут плохо, болеют, мучаются. И вот как сейчас я привел пример, вот Россия, самое, не буду здесь, короче, говорить, вы поняли. Да. Вот эта страна на протяжении 400 лет геноцидит чеченский народ. У нас очень много чеченцев ради Аллаха отдавали свои души, все делали, но тем не менее, короче, вы видите наше положение чеченского народа. Да.
Поэтому я не думаю, что он кому-то помогает, а кому-то не помогает. Если он помогает кому-то, то он помогает России. Можно сказать по факту. Я даже не знаю, что сказать. Я думаю, что там помогает вот этому Кириллу, Абу Кирилл, как его фамилия, Гундяев. Вот у него неплохая яхта, я как раз сейчас недавно, где я это смотрел. Там он на Черном море рассекает. Нормально. Интересно, какому богу он молится? Может, мы тоже ему поможем? Ну, есть люди, которые там в Бога верят, но, блин, и бывает о том, что жертвы мошенничества мошенникам верят, но заканчивается это все плохо. Я не думаю, что вера на самом-то деле несет человеку что-нибудь хорошее. Но без веры тоже человек как бы трудно жить, мне кажется. Ну, хотя Человек попробовать только стоит. верит в Бога, единого Бога. Если вы верите в единого Бога и никого кроме единого Бога, значит вы деист. Это Аллах, единый Бог. Как хочешь его называть, значит это деизм. Ты не принимаешь Да, это каждый хадисы и по-своему Коран. называет его. Ну смотри, вы не принимаете хадисы, вы говорите, это неправда. Вы говорите, когда Коран вам приводит, вы говорите, нет, это неправда. Значит, по моему вот суждению, да, вот послушав вас, я поняла, что вы деист. Деист, вы как хотите назовите этого Бога. Я не знаю. Факт в том, что вы не принимаете ни пророков, никого, вы верите в единого Бога, который нас всех создал и оставил, как бы дал руководство, как жить правильно, и оставил. Потом в конце будет отчет. Это вера деизма. Просто каждый человек должен прожить жизнь правильно, Из-за этого должен делать добро. вот Всевышний из-за этого вам дал критическое мышление. Вы что думаете, что Всевышний, дав критическое мышление, где вы можете рассуждать, что есть плохо, что есть хорошо, для кого-то плохо, для кого-то хорошо, вот любой человек разумный, он homo sapiens, он думает, правильно же? Он думает, когда видит, например, насилие, он говорит, что это есть плохо, потому что человека насилуют, правильно же? Конечно. Вот, правильно. Теперь как вы можете вот в этом случае сказать, что Бог мог позволить такой момент разрешить и дать разрешение на такое, что маленького ребенка могли изнасиловать, но это была Божья воля? Нет, такое разрешение он не давал, это неправда. Ну как, вот вы говорите, не давал, но при этом все, вот история... Где, когда он давал, скажи мне, кто слышал это, послушай меня, кто слышал, что Бог давал на такое разрешение? Так пророк Мухаммад сказал, что придя к отцу Айши... Да не надо мне это ходите, смотрите там, говорить. Там все перевернуто с ног до головы, понимаешь? Там неправильно все. Ну ладно, тогда ты Добрый. Когда пророк приходил свататься, да, и Юрш Махалицу, он руки просил уже, когда ей было 6 лет. И, конечно, Абу Бакр отказал ему, понимаешь, что достоверный даже не то, что хадис аят туцухума ладуха, саваш, так цудина аят дуасина Allah хер аят дуасан алваханицун экитро. Аллах не спослал аят именно Айша, то есть этим он прижал Абу Бакра, и он был вынужден отдать Айшу за него. Ладуга, это я лердуана, и моя лердуана. Заяц волка ложь, мадать ваша. Чтобы не пролить кровь, да, он-то не говори, что это неправда, это же правда, Аллах спослал.
Çoğu çadırına şaştık duysa çoğu. Ona adın rezervatini, erdini, Да, вальдини. дух. Хабар мою, Айши, когда у Айши спросили, почему у тебя не было детей, он сказал, ну, она сказала, что это все случилось, когда я была маленькая. Видимо, у нее были нарушены органы. Неправда. Это горькая правда, к сожалению, ваша. Две штуки. А неправда, Это ваша религия. Не Неправда, стыдитесь Бог. этого. Не стыдитесь этого. Это ваша религия. Почему вы стыдитесь того, Зачем? Я лично мне не стыдно за это, понимаешь? Если это была правда, я подтвердил бы. Это неправда, я говорю. Это все написано наоборот, с ног до головы, понимаешь? Пророк не Ты хочешь делал сказать, что такого. Коран это Пророк ложь? не мог такого делать, я говорю. Хорошо, вот как правильно Амина сказала, вы хотите сказать, что Коран это ложь? Что там неправильно написано? Да, Я 2 года с ними воюю. я объясню, Я что уже он все это хочет наизусть сказать. знаю. Просто человек, верующий человек, он не допускает, чтобы пророки, там, Аллахи, ну, боги, они позволяли вот такие вещи. Это Я не нормальная верю в реакция. это неправда. Да, это Потому нормальная что его реакция, критическое отторжение. мышление, да, отторгает человек. этот момент. Вот полностью отторгает. Он вот сам это не... Потому что его культура, это вот чеченская, не дозволяет этого. Для его культуры это противная ситуация, которую он порицает. И тут вот эту ситуацию дозволил себе пророк, и у него в голове это не укладывается. И он будет это отрицать, потому что для него как человека, как человека, который принадлежит культуре чеченцев, да, чеченской национальности, для него это просто недозволительно. Это не может быть для него. Конечно, не может быть. Я человек примерно не посланный Аллахом. Я не пророк. Я так не поступлю. А пророк тем более не может этого делать. А представляешь, ты так не поступишь. Ты потому что больше человечный. У тебя в человечность есть. У тебя есть культура. У тебя есть критическое мышление. Но при этом, при всем, ты никак не веришь. Ты не веришь во все, что говорится в этих книгах, которые пришли до нас, которые были не изменены, на самом деле не были изменены, говорят, я не знаю, правда, неправда вот это. Послушай, изменены, которые там с Корана берут эти хадисы, переводят их, как они хотят, как им удобно, понимаешь? Да, толкование есть, как хочет, каждый их так и толкует. Но есть такой момент. 4 мазгаба, которые вот эти ученые, да, 4 мазгаба, которые говорят, один вот как... Кто эти 4 ученые, скажи мне? Это мазгаб салафитский, как это назвало, как их называют? Если они приходят к одному единому мнению... Шафия, Малик, Они тоже, они просто, как тебе сказать, клеветят на пророка. Неправда это. Это неправда, я говорю. Добрый, можно к тебе один нормальный вопрос, да? Ну, дай. Как-то Мухаммад сказал в своих пророчествах, не преуспеет тот народ, если будет этим народом управлять женщина. Ну, мы видим по истории, что сейчас есть женщины, которые управляют там целым государством, целым народом, и эти народы весьма преуспели, государства очень круто развиваются. Это же явное же уже пророчество, а во многие мусульманские народы действительно не преуспели, хотя их руководители всегда были мужчины. И женщины хорошо справляются с управлением государства и народа. Ну, послушай, есть правдивые хадисы, которые переводят, и есть, как тебе сказать, неправильно переведены по удобству себе. Он хочет сказать, те хадисы, которые ко мне, мне считаются неправильными, они неправильные, которые считаются хорошими, я их вижу хорошими. Вот они правильные. Хорошие, это правильно, а которые плохие, неправильно, я говорю. Пророк не может такого делать и говорить плохого.
Ну, смотри, ты никогда в своей жизни не увидишь, что в исламской истории там государством управляла женщина или имам была женщина. Нет, я не видел никого пока. Потому что это пророчество Мухаммада о том, что женщина не должна управлять государством и народом. Их Ну, не допускали. управляют, вот здесь Германия, как ее, Меркель, или она управляла Германию, правильно? Да. Ну, Ну, еще и Джорджа Германия, Мелони. немцы, они же не верят Аллаха, правильно? Подождите, я человек, который жила при Меркель и живу сейчас без нее. Я тоже здесь в Утверждаю, Германии что живу. когда при Меркель мы жили, было прекрасно. Донор стоил 2,53, Да, 50, правильно. а сейчас Правильно. он, когда вот мужики стали на власть, он стоит 8 евро. 8 Да. евро. Раньше Ну, можно тут было тоже взять... были плюсы и минусы, сестра. При всем уважении были Единственное, плюсы и минусы минусы. какие были, она вот... Где-то она была не Не, идеальна. это везде по Да. Евросоюзу сейчас произошло вот это вот повышение цен. Это из-за русско-украинской. Да, Украина. Да, это из-за войны. Вот. Кризис. Но при всем при этом Меркель отличная президент, ну это премьер-министр или как его там, канцлер. В Финляндии тоже там президентка. Да, вот это Хорватии тоже президент, нормально. Ну почему, например, в семье, если мать воспитывает там детей, семью, ну нормальная мать, я имею в виду, да, не алкашка какая-то, очень неплохо бывает. в семье. Конечно. Правильно говоришь. Ибрahim, у меня вот уважение, да, полностью я потеряла уважение к Меркель, когда, ну, это еще когда она была у нас канцлером, у нас в городе Кёльне, где я живу, новогоднюю ночь было изнасиловано, осуждая плюс 32, 38 несовершеннолетних девушек, несколько бабушек, и одна даже в кому попала. Именно те вот войнах чебух о Палестина, фри Палестина, боже, аж по палестинцы, там, арабы, да, приезжие парни совершили это ужасное дело. И Меркель сказала, да, у них война, типа, стресс. Да, вот этот момент есть. Мне очень жаль, конечно, мы все выплатим компенсацию, там, и т.д. и т.п. То есть они обошли штрафом по 150 евро, так как они жили в лагерях, там, Азуль-программа у них шла, все такое. И я тогда сказала, вот все эти уважения, весь пакет, который я держала с уважением Ангела Меркель, у меня все пропало. То есть эти животные остались безнаказанными, это ненормально. Это для меня, это было... Ее надо было вешать, понимаешь, за шею, как Саддам Хусейна. Причем тут он вообще холи за насилие, статья юг даже, и статья использоваться это, что представь, да, я там каждый должен был гацалин улицу по частям отдавать там 150 аккуратно с грубыми высказываниями. Я вам расскажу ситуацию. Можно вопрос один задам? Да. Добрый, можно вопрос один? Пожалуйста. Бог, Аллах справедливый? Справедливым. А несправедливым? К сожалению, нет, Артур, нет. Одну секунду, пожалуйста, одну секунду. Справедливым он справедлив, а несправедливым он несправедлив, правильно? Да. Тогда получается... Интересная философия. Я не знаю, насколько я прав. Тогда вот 40 тысяч, или 42, или 22 тысячи детей, погибших во время 2 чеченских войн. 42 тысячи. Он как 42 тысячи. Они сколько были несправедливыми. Там были малолетние дети, грудные дети. Послушай меня, они понесут наказание на том свете, кто так поступил.
без разницы, Путин, он кто, Ельцин, не Ельцин, Горбачев, все Да. они понесут наказание. Брат, я же не И про Путина говорю. Брат, я же не про Путина говорю. я вообще тебе говорю, кто так поступил, кто убивал этих детей, женщин, Чечне, Я стариков. к 330 тому, что тысяч населения убито в Чечне. почему тогда, который убивал, давал команду убивать этих детей, не получил от Бога маленький такой щелчок, А инфаркт, как не там, получил, не знаю, послушай сердце. меня, Буданов думал, что он Буданова, спасся. Послушай, его даже героем сделали. добрый, кто героем сделал эту Как собаку? кто Скажи, сделал? покажи мне. Буданову кто дал герой? Даже русские его посадили, брат. Они Посадили, его потому посадили что в тюрьму. чеченцы настаивали на этом, чтобы не разжечь там конфликт, поэтому они посадили его. А по-другому, я не хочу сейчас просто сильно углубляться в эту тему, они его посадили, а в исламе разрешается, если ты захватил женщину, разрешается насиловать. А где Даже если они написано? замужем. Где написано это? Скажи мне. Есть, пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне. Я не Есть, верю. это Я не Сура верю. 4, 20, Вот приведи 24 мне аят. Это муфти в сура этом Аль-Ниср. Сура мире, самого 24, большого. 4. Добрый. Вот ты написал имя свое добрый, да? Скажем, Ну, ты действительно ты добрый. У тебя чеченская душа, у тебя чеченское сердце, у тебя мышление чеченское, что человек не может сделать такое. Да, Но, к арабская дума. сожалению, действительность не такая, как ты думаешь. У тебя своя религия, у тебя в голове у тебя что есть доброе, хорошее. Ты вот собрал кучу вот эту доброту, это все и внутрь засунул в религию. Да. К сожалению, это не так. К сожалению, это не так. Вот эта вся Арабская доброта, которую ты религия засунул, не вот. брат, Это не так, извини, брат. я не хочу даже верить в это, понимаешь? Вот это твоя ошибка, что ты не хочешь даже верить. А ты Ну, проверь. пускай Тебе это можно будет. проверить? Тебе может проверить? Ты можешь проверить? Тебе разрешается проверить что-то? Если я тебе говорю, там вот написано, вот там так, ты можешь открыть эту книгу и проверить, написано действительно так? Или ты просто Не, внутри, что у если- тебя подсказывает, послушай. и веришь этому? Послушай меня. Я могу там прочесть то, что ты говоришь в этом книге. Он не Пусть верит. будет Коран или Сура, без разницы мне. Я все равно не поверю в это. Как ты можешь не поверить, прочитав, что написано в Коране? Если ты веришь, если ты говоришь, я верю, Я это верю прочитав в Аллаху. Коране, что написано. Я верю Аллаха, Вот понимаешь? я первый вопрос, почему тебе задал, когда начал. Почему он допустил гибели стольких людей? Я тебе могу сказать. Я могу сказать тебе, почему. Ответить я хочу. Хочешь, я отвечу вместе Ну тебя? давай, отвечай. Потому что, когда он создавал душу людей, он взял с позвоночника Адама одних, сказал, вот эти люди будут в огне, в аду, и мне все равно, а вот эти люди будут в раю, и мне тоже все равно. Заранее, еще людей 50 тысяч лет до появления людей, они уже решили, кто будет в аду, а кто будет в раю. Как понять это? Я не понимаю. Я честно, я вот такие вещи не понимаю абсолютно. Я Потом тоже вопрос. это не понимаю. Это Откуда тоже это взяли? написано. Это написано. Это все написано в священных книгах. И еще добавок. Как ты знаешь, да, что во время пророка Мухаммеда были рабы? Мусульмане рабы. Не, подожди. У Мухаммеда были рабы. Да, самый большой раб. И не только у него. Как у него У были многих. рабы, когда он, наоборот, освобождал рабов? Нет, у него Вот самое здесь большое говорят. количество рабов у него было. Где это говорится? Кошмар.
Добрый. Я тебе могу опровергнуть, Клянусь. Не, это Клянусь, неправда, клянусь, неправда. ты не знаешь. У него не было Добрый. рабов, у мусульман никогда не были рабы. Потому что Смотрите, мусульмане, смотрите, он меня, какой. мусульмане освобождали людей от зла, ставили их на правильный путь. Артур, Добрый, еще был же действительно один добрый. хадис. А помните, где, извините, что встреваю, просто, блин, я еле сдерживаюсь. В общем, был такой момент, когда они после очередного, да, вот нападения на маленьких сел взяли себе женщин-наложниц, хотя пророк запретил касаться замужних женщин. И один сподвижник сказал: «О посланник Аллаха, среди наложниц есть женщина, которая мне понравилась, я хочу ею овладеть, но она твердит, что она замужем». И пророк ответил, типа, я разрешаю, она твоя, типа. И потом там, я этот хадис достоверно просто не помню, тоже мне обычно Макс с Стейком помогал. Пришел потом. Да, этот кусочек, да, по-моему, ткани они отдавали и по очереди ее пускали, типа. Да. Что-то такое. С одежды, ткань. От одежды, да, я просто подордаться тоже не знаю. Это очень ужасно, знаешь, это очень ужасно. И человек, который вот так вот полез на ребенка, да, и смог такое сделать, обращался с женщинами вот так, он не может быть для меня ни каким-то святым. Убил женщину с головой осла. Абсолютно. Потом вопрос, почему Аллах разрешил одному человеку быть свободным, а другому человеку такому же, он ничем не отличается от того, быть рабом. Почему у человека, у раба, если он раб Божий, у раба должен быть раб? И какое, за какое наказание, за что? Вообще человек должен быть рабом Бога, Аллаха, а еще другой человек должен быть рабом раба Аллаха. Как понять это? Из-за какие критерии? Как Да определять? ну ладно, я не верю в эти сказки. Добрый. А во что ты веришь? Расскажи нам, Я добрый. верю. Во что ты веришь? Я скажу, он во что верит. Он верит вот со стороны, как его родители, как его дед отцу рассказывал, как отец ему рассказывал, как вообще люди живут, как общаются, какие отношения друг к другу, к соседям, к брату, к дочери, к племяннице, к родственникам, к врагу, какое отношение, к животным, вообще к природе, как рассказывали его прапрадеды, и так постепенно дошло до него, он этому верит. Он думает, что это вот тот Аллах. Это неправда. Это И с одной стороны, я понимаю этих взрослых людей. К сожалению, это не. Да, к сожалению, они как коммунисты, Это знаешь, неправда. вот по своей маме я сужу, Артур. Да. Вот уже, может, полгода, может, больше моя мама не разговаривает со мной. Что, типа, она добрый сюльнаш. Вот эти Она бусы есть, чёткий, которые четкие. Она говорит, я вот сутками для пророка там аскары читаю. Оказывается, моя дочка где-то сидела, его оскверняла. И пока она говорит мне, что я пока не сделаю публичное обращение, типа случаю джин дали, что у меня джин селился, она просит меня, то есть получается, моя мама просит меня соврать людям, типа, у меня даже это голосовая переписка, все есть, которое у меня с мамой было, да, вот. Ну, и если я это не сделаю, она братьям, сестрам, всем сказала, что когда она умрет, чтобы меня не пускали на ее похороны, что я опозорила ее и ее уму, и что она сегодня опущена перед пророком, ее голова из-за ее дочки типа. Вот добрый такой же, мне кажется, да, вот им что-то объяснять бесполезно, вот так. Нет, я не такой, послушай меня. Нет, вообще, он просто хавок, Я тоже не верю, и Ustad, и Otel, comme Dieu, Allah, Créature, as du endure, Allah, here, bail always, Allah, that, as daily, Хажа, свободе добрый, цахам Алласюк. И ху религию, что мама отказывается от своего ребенка, перестает общаться со своим ребенком. И ху религию. Войнух Танас пайгамбар нилина бохтсю. Сун и пайгамбар милу цаха.
Но цен нохчитагу, цен нохчизуди, цен нохчитаг. Хуютро, что арбо баня, шебера отказаться ты да, цункито. Лично и никогда в жизни простить ты да. لدول حنين وجواب دلور ذات سوق طبعا يا Вообще босс, ишт момент что. سيارة بيردودو عن ذات سو ديلي اختير شو محمد بيمر بقى شو نو نيكا كده جزن سيشو سدالور دوس سيبير داتاتي سيبير دا الصداقي حيبيرو اشت دينشر ارا دا بيمر لينا تشودي دا حنيني اسيا وشا بيمر دو انا سيبير ليشا نكزات دي درقي نو دام مودي تداتر قد دقدو عن دتي سارق بيقان تداس سون موتور سارق اتكي پر سارتو بداغو درق احسار بيتشوي دكتشو جروتني بيمر احسار بيتني انا برضو يزروات وتعلم كويتش ها وشا يعني اصلا سار بيتني وقعت على غنور تاع بعض ديزا الا مزبانيا بس يتصدقوا بيمر بقوا اشياء قياتي فجيبوا جديد نقبرات السنانس بولش إننا بيسترقص بيمر هون أجا ويرتاح هورني مخلري ماجد سلام بقول توقع سلام تدي تستعلي تاسو وشا إيه أو واقعش لامستدينا بوش بيرتش بيتن يسودات ديت توا اتخدون دال خل كل ميلا ولا أولر أجنوش أحسار بيتشو حبير من دو هالدين لامت أدمو إذا حين لا تدا تويا ديلا محمد بيمر أسكر بلا توريتون وانتم دوتك تحهم بتأوش دي حديث آيتي من هولد حديث هدي كل لك تحهم حكيتاسي وشا ديل دو هدي تحهم آيتاسي وشا أي نعم واسكوي خينا رول حي يلخشقات يوأيغ نعلي بيشتكو إيدر عديل دو عالسيو ديل والميراتو أرقوسر أسم دي داتا أسحالة دياق الدقج أورستو در خصو بجيتو أحجو يولاري لا إسا يوأيغ إيش حجر ندو الدقج أورستو در فلوس تريد إغلازم نمارو فلوس تريد أورستو عريكا تنتير قنوة شاحيوتي خيوان ها؟ أبي دين دول أدم دات تنتير قنوة شاحيوتي وصو بدي هي يلخشقات سلام عليكم هاي وعيد إذا حجر ديتر درقي آراء قواسا أعوديت ديت أعويس جوان سيوعي جوان عدبة عروات حوائتات أحسلوك وصو حيجو إيوا بروس ديرج حاني تحقوي خمودي بايخ مربوق أسد أبو بكر يوحنا السلام عليكم إيش شقات دين بيمر سادوانا إيوعي لنا دوانا توام سبا ساري يوحشينا لكن نوشتن شرط أم دعوش خلشة أحلوني دي نوشتن تورت جودا اللي دي نوشت دي وقت جودا حيوائي وينا جو ده لاسا نوشت قوم شو هرتيت سخلت هرتيت عانت هرشي جيني تسخلت هيديل دو أسيو قون نوشت جواب لوسون دبرتي وشا هيديل دعوسون قون نوشت جواب لوسون دي نوشت دي وقت جودا قوم دعوش خناها قوم صوت حيوائي جرتو برنشيني يلري دير وزولياتر دير وقلورياتر أصد أحق مديت بوقص قوهم عليشات وقشواش نظام دقيت شي يشخج سأفير دو تيجا أتخصخص دواش أو شي استخدمون سوشك ديك دوي ده ما باقسيو بيش السلام عليكم دين وبايا مروسيو وصفلات مويسون سون بدا في الوقع تستطيعقيت يا السوديا مستطيعي جواج تترمى جواش استيوركولي لق هنا تشعون نسيني بدون إذا حي أويلوا حينلو أقدا قيمة سؤال يتاشي بخبل شو بدو دوجتك قيمة عوشك لو يحبوه بوبات قيمة عابيت وصو الدنيا نخاف عايشة توديك ياخداش يالخ شخلي السلام عليكم وصل إيش شخلي وي حبوه إيه حبوه بدوش قالت حاجة حديثي ميري أنا تحكي بريوت تبيع وشا عبيح كما بلها سؤال وقو شو بيواتا نو حيو تعم حق دولي جدات أحقيتو إيوا أما إرتان دي وقيتو أبمان بطم حديث بنيادي شو دو أحسن أبو بكر ليلين يالين ما يتوى ديك لدو وغان سويت إيوا أدوان تون رديتلش دوانا شيش دوانا لقالو اشتعيه لترينج قيتو
Нет, ey, tu nou ligt, als Lütfen. ja doe deze gaan washa. Ayarda lütfen آية yani. دهسن بوش تصدح الله ده حلوة لك خيرو بوش تنيرقو لو أسمع داش أسمع ما تحاجي أقل بيرن وانا أقرشت يا دوي بيرن سلام عليكم دينا تعاشتو دينا خيام شي ميلك أنت دينا خلط وشي شي زينا شي ميلك أنت أحوت شو إليس في لقر زينا بانقيتو هرم وما يعتشي تلا ألا حيت إيدك شاوت حقيت على خبرت يا أخو شميل قدك على تو هاي زينة واحد شاشة دولة أقوالي هاي تجود عقبك تخانق ويشوانيا ميلك أنت دو تيبا هرشا على لي بوش ما خليش بيامرو بوش قيتها دحرلو يأتي عكسات كي ميلك أنتو شيش يا يتنا زينة شي ميلك أنت ريتا يتنا يقبك تشيك إداتي شي حسناني نتوشي شي بيخوم يو قيتها بيخوم يو إبروستا Вот я понимаю. هسا بيخوم بيتي شات قشوادوي عديلا وشا واحد إتها بيامر يوق بيخوم خلاني قيتها Асапил. Добрый брат, я тебе скажу одну вещь, что вот с сегодняшнего дня твоя жизнь будет иначе, однозначно, изменится у тебя что-то. Сегодня ты столько услышал, что ты, я не знаю, наверное, за всю оставшуюся жизнь, которая у тебя была, ты прошло, ты этого не слышал. Кто для тебя двоюродная сестра? Скажи мне, пожалуйста. Ты мне обращаешься? Да, Баша, я тебе добрый, я тебя обращаюсь. Двоюродная сестра для меня сестра, как Да. родная. Отлично, я согласен. А как ты, ну, вот, как правильно сказать, чтобы, как ты посмотришь на того человека, который женится на свою двоюродную сестру? Я имею в виду... В любом случае я не одобряю это. И не одобрю никогда. А ты как смотришь на то, что вот человек усыновил ребенка? Вот у того ребенка нету родителей, он взял, усыновил его. А установил это как понять, чтобы вырастить его? Да. Ну это Дал нормально, имя свое. если у него дал свое имя. добрые имя даже. намерения, вот это нормально. Если он хочет вырастить этого ребенка здоровым, Стал отцом. невредимым, Стал да, отцом. стать отцом ему, да. Да. Потом он вырос, он его женил на свою двоюродную сестру. Это на племянницу. неправильно. Вот. Потом прошло какое-то время, он заставил развестись его. Вернее, не заставил, а так получилось. Вот сын его развелся со своей женой, которая была племянницей или двоюродной сестрой этого человека. Потом сам он женился на двоюродной сестре. То есть женился на двоюродной сестре, которая была женой приемного сына. Невесткой. И кузина была. Ваша он не знает. Ваша он не знает. Он про это не знает. Артур, вот скажи мне, пожалуйста, ты чеченец, Артур? О май гад. Нет, я не чеченец. Ты не... Окей. Скажи, может, ты с Кавказа, может... Все чеченки, маленькие, большие, взрослые, все чеченки мои сестры родные. Спасибо. Очень приятно, взаимно. Скажи, пожалуйста, мой дорогой брат Артур, что такое двоюродный брат не может находиться в комнате с двоюродной сестрой без махрама? То есть я долго думала, размышляла. Этот хадис. Подожди, ты когда-нибудь оставь шайтана в покое. Он не просит ничего, ни денег, ничего он не просит, ни кушать, ни пить. Оставь его. Ты что, адекватный человек, что не можешь управлять своим ауратом, что ли? Субханаллах та'аля, как они говорят, а? Это что такое, брата? Скажи, пожалуйста, когда мы кавказцы видели такое? Где это слышно, чтобы двоюродный брат, мы на один матрас ложились, и мысли даже не было такого, чтобы махрам был в нашей комнате.
Это что? Вы, наверное, у нас сестра у всех одинаково было, да? арабский. Мы росли дружно в детстве. Это все по-арабски. У меня Это тоже все так же. Вот по-арабски. именно. Потому что Ты знаешь, там очень много противоречий, которые не совпадают с нашим адатом. А вот наши адаты, чеченцы, испокон веков соблюдают. Понимаете вы это? Но многие чеченцы забыли, став рабами непонятных пустынных арабов. Вот это больно, невозможно. Сколько раз я себе обещала, что я вот это оставлю и не буду просто, да, вот свои нервы трепать. Но когда ты переживаешь за свой народ, твой язык за тебя говорит уже, понимаешь, брат? Что это такое? Махрам вот хашиш из моего. Ваша ирчу мадуис. هذا Брат должен быть среди них. سقيقة نيدونا ونختي عادة شدات أتير تاني قينا و أتير تاني ويخا و أسدونا عربوش بوش دول قمش دوي تلقوا تدنيا تأتي دي تندوتر ذات كده И пророк Махил ишбол араб. Хотя ишбол араб Махил и пророк Ваша. وإغلا هما ذات مليتون إذا الوزن وايتن Да, где кто-то давай я утром. Хорошо, ребята, можно я завтра утром проснусь и скажу, я посланница Аллаха, я Айша. Последуйте за мной, вы последуете за мной? Если вы спросите, как ты это нам, Амина, докажешь, я скажу, я во сне видела Джабраиля, ангела. Или я скажу, он лицом со мной встретился. То есть я тоже могу быть самозванкой. Он может, она может, Ибрагим может завтра объявить себя пророком. Кахабо дал вазин вайтан. Ой, да дулиш, киги дош, ти шерва тюрна шаваша. Ой, хинс дакки мадукитя. Ой, гахцато тюрна шаваша. أنا قال لي الأغمات يال كراس تاكي سيخين إيهام بيسوش ديلا حاسو سيخين سمع الله قيتو سيخين قي حالك يالا بق حاضر. Момент, помните, тот еще хадис вот этот есть, когда какой-то будет маленький судный мальчик, день, и там мы увидим все. Ой, маленький там мальчик, кто-то был в судном дне, кто-то есть, который там был и пришел. он уже давно Ой, успокойся. Хай до дюния да авоша, вечер хинтик لدوغا عقدتشنج دنيا مدو شورسو ياس من جوش قد يو ارشتي شات صمياتي Вообще, да, чётки очатся, цугума. Абсолютно. Вот нормально дома. Можно добавлю про судный да, день? пожалуйста. Можно я добавлю, что как я понимаю? Вот в моем понимании, ну это пришло через какое-то время, да, не с молодости. Я понимаю так, что никакого судного дня не будет однозначно это. Но мы не исчезнем. Короче, я не верю, что Создатель, как создал все это живое, умное такое существо, как человек, и вложил в него разум и так далее, мы можем все, мы создаем, я не знаю, из атома энергию и так далее и тому подобное, и мы просто берем и исчезаем с этой жизни, и вообще бесследно исчезаем. Я вот этому моменту не верю. В моем понимании, я думаю, что будет какие-то степени. Каждый человек будет иметь свою степень, скажем, первый этаж, второй этаж, третий этаж. Я приблизительно вот так понимаю. Потому что человек, который, скажем, вот по книгам, если верить книгам, где написано, что ты, что бы ты ни сделал, если тебе написано, что ты в ад попадешь, ты хоть, грубо говоря, обосрись, делай с утра до вечера добро, день придет, когда одного локтя расстояние останется до двери, ты пойдешь или в ад, или в ад, или в рай. Какой смысл тогда вообще жить? Какой смысл у человека должен быть жить? Еще сказали так, добавили, короче. Нет, будет облегчен твой путь к раю или к аду. То есть вообще непонятно, абсолютно непонятно. Мой разум не понимает, что это такое. Из-за этого в моем понимании, что будет какие-то степеня, каждый человек своего уровня поднимется куда-то или там, не знаю, перейдет, может быть, другую измерение, где будет такая же жизнь, ну или может быть другая. А вот данный момент, который сделано здесь, вот написано, переписано, все это все просто от руки написано. Наши адаты, смотрите, я говорю про наши адаты, ну, кавказцам, там, чеченцам, мингушам, я не знаю, грузинам, остальным всем. Наши адаты несколько тысяч лет вырабатывались.
То есть, что нельзя обижать другого человека. Это раньше кто-то кого-то бил, потом его били, и он потом потихоньку он понимал, что нельзя чужого человека просто так бить. Это не знаю сколько тысяч лет. Эти адаты вырабатывались, и мы жили своими адатами. Потом раз пришел один человек, говорит: вы все, лохи, вы не понимаете, как правильно надо жить. Надо жить правильно вот так. Не кушать свинину, не смотреть на свою двоюродную сестру, жениться 4 раза ты можешь 4 жен взять, там, или там развестись, сказать ему 3 раза талак случайно, развестись, но если ты захотел обратно ее взять, она должна выйти за кого-то замуж, хотя на один день, кто-то ее будет иметь, после этого ты можешь обратно взять свою жену обратно, короче, если там передумал, грубо говоря. Короче, такие абсурдные. Ты 3 раза ее развелся, 3 раза, если ты развелся, да. Тогда это так должно быть, понимаешь? 3 раза, если ты Добрый, сказал. 3 можно раза? я скажу? Все. У меня Она есть к тебе должна вот выйти вопрос, замуж да? за другого. Если Добрый. 3 раза ты ее бросил, развелся. Не 3 Да. раза бросил, а 3 раза сказал. Это Ну один да, раз сказал, развелся. развелся с ней. Я Да, тебя да, и всё. оставил, все, уходи. Добрый. Я тебе хотел объяснить, что значит в исламе освобождение. Если Мухаммад там обменивал своих рабов, там 7 рабов отдал ради там наложницу Марию, это считается как освобождение. Ты просто своих рабов отдал другому рабу. Мухаммад в своих хадисах дозволил врать, да? И народ не может там доверять человеку, который там разрешил там другим тоже врать, да? И если бы ты бы встретился бы с Мухаммадом, и он бы тебе бы не понравился, ты понял, что он самозванец, что бы ты с ним бы сделал бы? И если бы твои дети вышли бы из ислама, ты как по шариату дозволил бы их, чтобы их насмерть камнями закидали, такой мучительной смертью, ты бы дозволил бы своим детям, что из-за того, что они вышли из ислама? Нет. Это арабское там движение. Понимаешь? У чеченцев никогда не было такого, Вот что именно. камнями закидали. Вот именно, Ваша, вот именно, что ты чеченец. И все, не добавляй Религия у больше тебя ничего. чеченская, не ислам, не Да. арабская. И у тебя Я вот мышление, поэтому и... вам Я говорю, извиняюсь, этим можно арабам, минуту? понимаешь? Ибрагим, И я они- извиняюсь, и я они на пробежку, и я на они пробежку законы сбегаю, не Ибрагим. нужны. Я тут посижу наверху, на пробежку сбегаю, и потом вернусь. Если успею, что эфир будет продолжаться, то присоединюсь. А так если место нужно будет, опустишь вниз. А так я минут 15-20 я пробегусь, потом вернусь. Ибрагим, и Тахальвял, вот новый человек поднялся и хотел что-то спросить. Может, дадим ему слово, ребята? Я? Говори. Да. уже. Ну давай, дадим. Мир вашему дому. Я извиняюсь, тоже я отсюда извиняюсь, вводит. ортодокс, одну секунду, я извиняюсь очень. Друзья, я был очень рад с вами посидеть, провести вот этот 1,5 часа или сколько там прошло, даже я не заметил. Всех благодарю, Ибрагим, дай Бог, увидимся еще. Все оставайтесь свободными. Добрый. Иншаллах. Оставайся свободным. Спасибо. Я Оставайся всегда буду свободным. свободным, не бойся. И Всем не буду доброго. верить этим арабам и так далее. Тогда уходи от Не арабских верь, но Я проверь. никогда не придерживался к ним. Я живу по Вот чеченским потихоньку он адатам. просыпается. Маша. Да, иншаллах. Спокойной ночи всем. Спокойной ночи. Оставайтесь Тебе свободными. тоже. Спокойной ночи. Взаимно. На самом деле, ты вот во все это вот не веришь, но при этом при всем говоришь, я мусульманин. Да, я говорю, что я мусульманин, Говорите вы тоже. потому что я верю пророку и Всевышнему Аллаху.
Понимаете? Пророк же А сказал, остальные, то, что обещал. там арабы говорят, это то, все. А то, что Пророк пророк был это сказал, арабом, то сказал. Этому я не верю. Сестра, можно я Пророк вопрос сказал, задам, брат? Да, ортодокс, обойди ваша, висхали тише. пророк Да, сказал, пожалуйста, да. 5 Сейчас, подожди, намазов Ваша. Я, кстати, совершай. выучил чеченский, я знаю, что такое сабарди. Ты поймай момент, ортодокс, давай. Вы говорите, даю момент. Вы же хотели что-то спросить, поэтому, Ну все. пожалуйста, вам слово. Просто вот Лид это мусульманин? нет, не бывшая мусульманка. Тут все бывшие мусульмане, братан. Ну. Просто сегодня мы на эфире были у Антихариса. Кроме меня и доброго. Добрый мусульманин. Кто там был ортодокс? Я Добрый мусульманин. Я добрый мусульманин на 12%, я на 71%. Брат, ты как Вендетта. Да, Сегодня в эфире были. Сегодня у Антихадиса был эфир, и там встретились два чеченца. Один, который вот как Пхармат, а другой, мусульманин. Он говорит, нам ислам принесло то-то, то-то там хорошее. И он ему теперь перечисляет, типа, все плохое, что ислам принес. Он ему задает вопрос теперь. Он говорит, наши же, типа, там, прадеды, вот так возьмем, типа, прадеды, там, верили там, Бог был у вас, я забыл, как назывался он, извиняюсь. Как он же назывался? Пхармат его постоянно повторяет. Как-то типа, называют. да. И было христианство. И все. И он ему говорит, что для нашего общества, как нации вообще, что больше горя принесло. И он ему, типа, в учет ставит, брат, а ты знаешь, что первая мечеть там была построена в таком-то году в Чечне? Я об этом не знаю, кстати, это просто с эфира исходя. И он ему вопрос задает, и что? Значит, мусульмане пришли, то есть и чеченцы их запустили. А ногче топят, то есть Делах, да, у вас Бог, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас вспомнил. Как же? Да, вот, вспомнил, точно. Был этот Бог, и христиане потом позже пришли, и то христиане там, потухли где-то, хотя я сам христианин, не суть. Ничего такого кровожадного вам не принесли ни христиане, ни ваш Бог. А мусульмане именно когда пришли, и он начал перечислять, то есть, и насколько ислам затмевает разум, получается. То есть, два чеченца общаются, и он ему по факту говорит, и тот говорит, да ты чё, Мухаммад, такой-то там, хороший, туда-сюда. Там. Он еще и признает, причем, типа, то, что в 6 лет он Аишу взял в жены, в 9 лет он уже с ней спал. Это нормально. Он ему объясняет, говорит, по нашим законам, адатам, да? Или как? Могу ошибиться, опять же. Да. И вообще, по моим законам даже, по моей нации такого не может быть. То есть мы презираем, вне зависимости от религии даже такое. А получается, это был интересный эфир такой, когда два чеченца встретились, и один вот как Пхармат, а второй исламист. И вот они встретились и между собой начали общаться. И что я понял, что ислам пожирает религию полностью. Ой, религию, извиняюсь. Нацию, извиняюсь. Да. Нацию пожирает полностью, то есть русских, чеченцев, независимо, всех вообще абсолютно. То есть с моей нацией русские, допустим, хотя я сам русский, я топлю, не буду говорить, потому что мне нельзя говорить такое, в которой стране нахожусь, за свободу вашей страны. За свободу вашей страны. Не могу я говорить. Да. Қазақша жоқ сөз сөйлейсің бе?
Да. Ну, Обалдеть. полностью? Полностью? Нет, 50 на 50, брат. Цундам. Ну, брат, и они тебя тоже сейчас не понимают, скорее всего. Я Бенин. И я не могу в своей стране говорить о свободе вашей страны, потому что у нас тоже это наказуемо, я, скорее всего, так думаю. Ну, по крайней мере, по-любому. Желаю вам всего лишь одно, как говорит Бхарма, приходите свободными, и всегда будьте свободными. Зад было келлиназдер. Акыл болсын сен. Это у чеченцев марш вовела. Вот это приводит Маршал, приходи свободно. Ну, я, кстати, Бхармат был тем человеком, я начал чеченский изучать, и, оказывается, марша Догила, это типа, когда ко мне приходят, Да. ты говоришь. Приходи свободно. Маршал, уходи свободно. Да. верно. Типа, я не могу, в Чечню приеду, к примеру, и не могу, оказывается, сказать вот так вот, ну, типа, ну, марш Догила. Там, оказывается, и, наверное, меня и этот встряхнут, я так думаю. Не знаю. Ну, Нельзя, знаете, короче, если... так говорить. Ну, знаете, если Амине завтра утром придет Джабраил, и она станет пророком, я стану мусульманином и за ней последую. Кто придет? Джабраиль, знаешь, если этот Ангел. Джабраиль ко мне придет, я собственноручно секир башка сделаю. И Амина никогда в ислам не вернется, поверь мне, патрон, так что без комментариев. Вы самое главное, бойтесь черную собаку. Да. В этот дичь Амина не вернется. Я нухчу Вот интересно, ортодокс. И мне этого достаточно. Смотри, ортодокс, свою ногчало, да, я не хочу ни с чем смешивать. Я из хорошей чистой тейпа, да, из очень прекрасного села. У моей мамы замечательный тейп, у отца тоже. И я очень благодарна Богу, да, что вот эти две тейпы соединились и произвели меня на этот белый свет. И почему я вот это прекрасное должна с чем-то совмещать? Для меня слово «нохчо», чеченка достаточно. Может, я нормальная чеченка, может, я немножко там сбилась с пути чеченка, да, там немножко такая, люблю странные вещи какие-то. Все равно я не перестаю быть нохчо, понимаешь ты? Потому что арабкой, итальянкой, шотландкой, немкой я никогда не буду. Я чеченка, и мне этого достаточно. Но когда я смотрю на своих братьев, сестер, чеченцев, которые заблудились, очень больно смотреть, реально. Они меня порицают, я их порицаю, вот как-то так. И мне, знаешь, обидно, что чеченцы разделились на две части. И когда ты задаешь вопрос, что вот так вот движет нами, вот этот дичь, исламский дичь и правит нами, да, то, что мы сегодня разделились и вот воюем друг друга, и оскорбляем, и ужасные вещи, именно муслимы говорят к нам. Мы никогда такие вещи, их адрес не говорим, кстати. Нет, смотрите, сестра, в плане того, что вы цените свою нацию, да, я только за. Да, и люблю, и уважаю, и переживаю. Сохранять свою идентичность в Да. любом случае. Да. Но есть такое, что нация, вот, допустим, ладно, хорошо, к примеру, представим просто ситуацию, там, какой-нибудь христианин смешивается, давайте грузин, там, армянин, там, с чеченкой, к примеру. Он не навязывает ей христианство, она не теряет, ну, свое полностью, никак вообще, свои законы. Ну, если он бы был бы в исламе, вы бы потеряли. То есть, в любом бы случае. Поэтому я не хочу, чтобы так же, и как Бхармат говорит, то есть, мы не хотим, чтобы ислам приходил. Мы поперлись к ним? Не поперлись. Это они же к нам пришли, правильно? Ну да. Я из Казахстана, ну, чтобы вы Я понимали. поняла, когда вы Вот говорите. пацифист хочет принять уже ислам, готов он. Я хотел бы Сомневаюсь. в эфире, чтобы в эфире он за мной произнес шахаду, повторяя за мной. Пацифист. Пацифист, Поэтому повторяйте за мной. вашему Ашхаду народу, свободу ан ла Киргизии, иляха. свободу Казахстану. Можно отвечу? Я
дай Бог. Ну, больше 50 лет своей сознательной жизни общаюсь с многими верующими. Я знаю, что мусульманин вправе предложить не более 3 раз. Вот. Или вправе, или же должен 3 раза предложить принять не Что ислам, предложить? а не более. Вот, поэтому я сказал, я более 50 лет сознательной жизни иду по пути выбора своей веры, но пока не пришел. И если так долго шел, вряд ли быстро приду. Вы я думаю, вы готовы уже. Вот, просто Брат, шагать можно секунду? осталось. Чего мусульманин предложить должен? Алло, меня слышно или не слышно? Пацифист уже вот на грани, он как бы принятие, последний штрих там остался. ну. Ты, брат, его удиви, что мы как... Мое мнение такое. В настоящее время я считаю из всех авраамических религий для меня наиболее приемлемо мусульманство, как более поздние, скажем, в отличие от иудаизма, или же христианство, и более гуманная Вот вера. я хочу себе вот это Брат, пожалуйста, я же попросил, можно слово? перед Аллахом, Пожалуйста. чтобы мне Да, пожалуйста, было прошу. Пожалуйста. за вас. Да, Пожалуйста, брат. Можно говорить? Можно, я просто хотел сказать, что вот пацифисту Смотри, я бы пацифист. хотел, чтобы все вот это мне награда от Аллаха была, и через меня как Да, бы ну, брат, приняли вот ты, походу, уже там на бураке летишь, скорее всего, ну, в рай. Пацифист. Да. Пацифист, смотри, тебе вопрос. Я даже могу сказать, что я христианин, и тебе задаю вопрос. Не берем там, больших последователей после нас, которые там убивали и все остальное. Ну, давай возьмем хотя бы 20 человек после Иисуса и 20 человек после Мухаммада. Берем. Чему учил Мухаммад и чему учил Иисус? Я могу тебе... Смотри, брат, не навязываю свою религию, христианство. Никому вообще не навязываю. Каждый, имеет свой выбор. То есть это ваша там догматика, вы верите. Моя догматика, вот такая. Я полагаюсь на Иисуса, на Новый Завет, как на человека, доброго человека, который учил любить, не убивать, не казнить, не спать там с 10 или с 14. Да, хорошо, с 5 даже. С 5, с 9-летней не спать. женщину прелюбодейку. Секунду. Он не дал ее забить камнями. Сестра, секунду. Иисус меня не учил пойти 25 человек в колодец, или там, могу ошибаться. Пускай 15 даже, в колодец смеяться над трупами, хотя он же в курсе, что труп не слышат. Сам в Коране об этом говорится и в хадисах. То есть и смеяться над ним, видели, какой, я крутой. Нападать на людей. Если ты сейчас войдешь в историю со мной, где на ислам нападали на мусульман, любая, кроме именно их семейки вот этой, шайтанской такой, как я ее называю, ты никого не покажешь. Где убивать, насиловать, спать, пить мочу, потираться камнями, заниматься всякой Пацифист, не хренью. поддавайтесь агитации, мерзость. оставайтесь на стороне ислама. Секунду. Да, секунду. Секунду. Заниматься мерзостью. Лучше услышь мой ответ. Я всегда на стороне более выдержанной. Я договорю, вы скажете. Нет, пожалуйста. Ты говоришь больше меня. Ты говоришь больше. Секунда, прошу, пожалуйста. Секунду, пожалуйста. Я всегда на стороне тех, кто более выдержанный. По мне, кто более выдержанный, значит более убежденный. Вот я на стороне тех. Я тех. ставлю всего лишь 2 человека. Ты торопыга. Ты торопыга и балабол. Все.
Вот так пацифист Вам за привести ислам. хадисы достоверные? Сахих аль-Бухари, Муслим, ат-Табари. Привести? Только Поторопись. хороший приводите, приятный. Давайте, ну только хорошие, да. Как собак черных убивать? Или как тремя камнями потираться там? Я привел первого человека и второго привожу. А хотя я его привел же уже. О чем я говорю-то, в принципе? И кого из двух вы выберете? Интересно, ваша сущность. Вне зависимости от религии, вне зависимости, кого вы выберете из двух людей? Тот, который убивал, и тот, который любил прощать. Тот, который сам пошел на смерть. Когда его защищали, он сказал: нож оставь свой, и все, я сам пойду. Тот, который брал в жен там, пускай 11, 10, я там не помню точно. Или тот, который вообще не имел жену. Кто для вас идеал? Больше предложений. Какие твои предложения? Примерно. Секунду. Я вам поставил выбор. Два человека. Прошла. Кого выберете? Хватит твоих обманных секунд. Я тебе ответил. Секунда прошла, говорю. Определенные предложения. Все. Смотрите, я вам поставил два человека. Кого выберете? Да вы просто ответьте. Первый, второй. Вы за христовые походы или за священный джихад? Ортодокс. Твоя простота хуже воровства. Господи, я тебе два человека поставил. Ты можешь выбрать одного и второго? Я же не призываю тебя к христианству. Ни в эфире не призываю. Будешь пытаться. Ты долго будешь пытаться продиктовать мне Кто мой в эфире? Они могут даже не верить в христианство. Не пытайся. Не пытайся больше. Не пытайся больше. Единственный Мы давно вопрос. сделали свой выбор, понимаешь? Иисус это ваш пророк, Мухаммед наш. На это всё. все. А Юсуф пророк, который Египет признал Аллаха. Вы хотите сказать, что Аллаха нету, да? Братан, Вы зачем Иосифа в колодец бросили? Брат, я тебя сейчас прям на свинине по ядам потушу полностью. Может, ты ультра-ортодоксальный? Зачем? Чтобы убить его, бросили в колодец. Посмотри, брат, Разве ты не при чем знаешь? здесь ультра-ортодоксальный? Я тебе два человека дал в пример. Кефировый. Два человека дал в пример. Мне Выбери не из интересно. двух одного. Непричемное мне не Из интересно. двух одного. Из двух одного выбери. Да он не выберет. Пацифист, ты же мусульманин же, веришь же в мать. Лучше Почему, брат, ты 5 не из выберешь? 36, Почему, брат, чем не 6 из 49. Да. Сейчас, Знаешь, подожди, почему ты, брат, не ортодокс. выберешь? Знаешь, почему, брат, ты не выберешь? Потому Так что демон тогда. ты знаешь, что это правда, о втором человеке, о котором, о Мухаммаде я говорил, что он с девочкой маленькой спал, что он учил мочу пить верблюжью, что он камнями учил потираться, фугас на крыше клал, нападал, казнил, верблюдом. Это все еврейские хадисы, не верьте, пацифист. А это же меня Так я же говорю, еврей спасибо. он иудейский, только не ортодокс. Он ультра-ортодокс. Он ультра-ортодокс иудейский. Все. Пацифист. Сейчас, подожди, ортодокс. Тоқтау демон. Қазір мен бірдеңе айтамын. Пацифист, вот ты же мусульманин, ведь веришь, да, вот в магию, тебе стоит больше молиться, потому что я пошлю на тебя джиннов, чтобы они работали, чтобы ты вышел из ислама. Кстати, кто круче, исламские джинны или кефирские бесы христианские? Кефиры христианские. Бесы лучше, поверь мне, Ибрагим. И Они даже не надежнее. христианские. Давайте один на один своего беса выводите, мы своего джинна приведем. И посмотрим, да? Кто кого? 1 на 1, короче. Буду драться. Ну, я видел вот этих христианских бесов, которые там, не знаю, показывают их красивыми, стройными женщинами, посимпатичнее будут, чем исламские джинны, блин. Чем джинны, да? Да. Да. Есть такое. Они там Хотя я лампы сам- запускают джинны. Я хотя, брат, сам убежденный христианин, но
в этом моменте соглашусь с тобой. Ну, что есть, то есть. То, что есть, я признаю, допустим. Любой мне человек скажет, что вот здесь минус. Я скажу, ну, да, если не смогу доказать. А у них, они все, ну, типа, они тебе говорят, нет, в исламе у нас, брат, вот ты не понимаешь, там нужно либо к шейхам, либо ты тупой, либо, ну, вот так вот, короче. Нет бы признать, сказать, ну да, у нас здесь минус. А у нас Хаттабыч, помните, вот в фильме показывали, вообще добрый Бери. джин. Да. Ты про российский, брат? Да, российский. Хаттабыч. Да. Да. Ну, это, кстати, напомнил, я его пересмотрю. А ты, ортодокс, помнишь те времена, как в Казахстане, там, не знаю, стучались по дверям к христианам, говорили, Иисус воскрес, и нам и говорили, там, воистину воскрес, и нам конфеты давали. Ты такое не делал, не ходил? Да, помню. Ну, у нас, брат, каждый год так вообще, по идее. Типа Ну там да. ходим, делимся. У нас же До сих особо пор? такого нету, чтобы там делиться. До И сих пор, самое да, интересное делится? вообще было, брат. Ну, это Не, все не детство делимся, ходил. наоборот. Да, До сих у нас так же, брат. Ну, кстати, хорошо, наоборот. Типа, мы уважаем и то, и то. Ну, у нас как, брат, уважаем мусульман? Тех, кто не знает ислам. Сами мусульмане-то хорошие, ну, ислам-то плохой. И у нас был один момент такой дома, свидетели Иеговы ходили. Я заходил утром в 4 утра домой и выходил в 7 на работу. В 4 утра не было книжки, а в 7 утра появилась там Иисус, Архангел, Михаил. Они там уже сейчас вписали и Мухаммада, короче. Ну, полнейший бред вообще. Мне еще в детстве мусульмане не понравились, потому что они мне конфеты не давали. Это неправильные мусульмане были. Да. Нормальные мусульмане конфеты бы давали, брат. И конфеты, и все бы давали. Потому Да что... еще догнали бы, еще конфеты дали бы. Да. Есть же мусульмане, которые прям мусульмане, которые вот, ну, как вот сегодня в эфире один чувак говорил, мы ему говорили, типа, антихадис там был, Бхармат, и мы ему говорили, что, типа, там, 9-летнюю можно. Он такой, да, я следую пророку. Вот это настоящий мусульманин. А те мусульмане, брат, которые, ну, типа, там, раз в год на пятничный намаз, на джума поехали, то есть, это вот хорошие мусульмане, но их родители хорошо воспитали, кстати. Поэтому конфет у нас много, брат, было. Пацифисты, я думаю, что вы не слушаете этих кефиров. Вы знаете, я слушаю, некоторых представляю, соглашаюсь или возражаю, но большинство имею представление. Ну, пока мой выбор меньшинство. Пацифист, вопрос. Вы Коран признаете, аяты из Корана? Я за светское государство. Особенно 4.24. В гражданском обществе. Да. Вот все различия для разделения с целью власти. Вот человек, Поэтому я не сторонник национальных, религиозных и прочих различий. Я за то, что объединяет с целью народовластия. Никогда нации и моя вера, христиане, не будут объединяться вообще с мусульманами, то есть с нациями, да, ну, у каждой нации, если достойные люди своей нации. Ортодокс, скажите, пожалуйста, с точки зрения религии, какой вы религиозный взгляд считаете наиболее справедливым? Тот взгляд, который объясняет или определяет отношение к собственности. Скажите, какие взгляды на собственность для вас наиболее приемлемы? О собственности 2 слова. На общество людей. Вы, типа, на народ вы имеете в виду, правильно же, я понимаю?
Я имею в виду, что во многом жизнь в обществе Какой ты вопрос задал? Народ вы имеете в виду? материального положения. Вот материального положения. О деньгах я говорю, о собственности. Да Скажите. я понял вас, а при чем здесь это вообще? Вы не поняли. Ну если выбор стоит сейчас вот ему... Вы бы лучше спросили бы, ислам ему религия принимать или ваше кефирство? И как бы... Да, где там больше пользы? Да, там Иисус ваш недобог, как вы его считаете, типа пророк. То есть, то однозначно я могу сказать также, я до Бхармата, не зная его, зная учение Иисуса, всегда говорил о том, что как бы вот я смотрел на него как для себя, как на правильного человека. Хотя я неправильный человек, на самом деле, там, дофига чего делал. Вот для меня он идеальный, типа. Правда это мое убеждение только лишь. Что, я верю в него, что Иисус есть Бог. Типа Типоша, ты можешь предметно говорить? Секунду. Да уже прошла секунда. Это моя... Скажи. Секунду. Это мой Бог. Это мой Бог. Еще раз, Иисус. Не навязывай я не иду со своим Богом. Ни казахом, ни чеченцам, азербайджанцам, дагестанцам, узбекам, белорусам, там, украинцам. Никому не иду. Это мой Бог, золотой телец. Но мой Бог не несет войну. Скажи. Золотой телец. Мнение о золотом тельце. И, к примеру, о кумирах. Чувак, ты хочешь в Ветхий Завет зайти? Ты сейчас там проиграешь, если мы туда зайдем. Золотого тельца бы сейчас бы не мешало. Если брат прям золотого бы вообще в золоте туда. Чувиха, для меня ты информационно бесполезная. Чувиха. Не, это уже грубовато. Ты показатель своего разума, когда ты говоришь ей чувиха. Я на твоем языке тебе буду отвечать. На твоем языке, чуваха. В смысле, ты девушке вообще-то сказал, а не мне. Ты говоришь чувиха. Алло, не 29. Идиотом, да, потому что Алик, ты вообще даже не чувак, ты какая-то чувиха. Брат, я не буду, если доказать, это самое, не брат ты мне, не брат. Призываю не грубить. Не переходить на личность. Это вы, интересно, в эфире где такого нашли? Добрый, ты немножко опоздал с замечаниями и призывами. Насчет чего я опоздал? Добрый вообще здесь не в теме. Насчет чего я опоздал? Это я злой. Добрый везде делает добро. А сколько, интересно, вот весил бы золотой телец? Ой, абарг давала ты да шук хвегарони никсочёч, да сацаро. Пацифист, твои тут эти шестерки пришли за тобой. Такая охрана у тебя слабая, мне бы стыдно было бы ходить на этой земле. Один заднеприводный, другой шестерки лазят. Да, а барк это косячок, который... Я могу быть каким-то... Пока эти шестерки там где-то без дела болтаются, мы уже вот пацифиста почти... Ну да, это точно. Завербовали, можно сказать. Эти, ты, например, заднеприводный, извиняюсь за выражение, а барк вообще наркоман, без травки вообще и жить не может. Охрана у тебя просто, знаешь, одни наркоманы, короче. Эти вообще фейковые мусульмане, вы к нам приходите за шаха... У нас, короче, у нас принимаете ислам, шаха. Я вам еще раз отвечаю, я не делю людей по нациям, религиям и прочим. Ну это какие-то такие делают, там фейковые, там наркота всякая. Можно Алекс поднять, ортодокс Алекс? Ибрахим, он такой левый, либеральный человек, этот пацифист.
Пацифист, Как? будьте Ибрагима. Извините, пожалуйста, Либеральный. Не ортодокс пропадет. Алекс. Станешь на правильный путь. Вот сейчас Дон Арча Дон Арча пришел, пришел. Машвол, Дон Арча, витаю. Ортодокс Короче, Алекс еще нам поднимите, нужно пожалуйста, тут его. нормально джамаат Пожалуйста. создать хороший. Дон Арча. А азан Вендетты нет, кто будет азан читать? Всех принимаю на джихад. У него сейчас КГБ дома, он не может азанировать. Блин, Алис, не хотите, да, принимать? На смешных торопых, и тот, кто понял жизнь и не спешит. Пацифист, ты случайно не левый либерал? Пацифист, ты вообще странный чувак, если честно. Ну, я так культурно выражаюсь, типа. Ты какой-то и не мусульманин, как будто бы полумусульманин. И христиане для тебя плохие. Там, Да. Чувак, Две религии. Мои джинны работают просто ортодокс. Все, понял. Пацифист. У вас религия ислам? повторюсь. Такие лобовые вопросы вы задаете. Расскажу вам. В свое время меня воспитывали Да нет, не образовывали нужно рассказать. Да нет, просто да и все. атеистов. Но не бардач ты. Ты хочешь, чтобы тебе отвечать? Так вот, в свое время меня воспитывали, образовывали как воинствующего атеиста против всех религий. Но я таким не стал. Но и верующим и сторонником какой-либо веры я тоже не стал. А вы пацифист сами откуда? Пацифист Украина, Днепр. А, все, понял. Ну, все, что в Украине происходит, я думаю, то, что ему вообще не до религии. Соболезную. Что с Админ, вами ну происходит. поднимите ортодокс Алекс, вот он, я сейчас его отмечу. Он хочет зайти. Сейчас. Ходи. А, вот он поднялся. Вот. Ну, пацифист, пообщайтесь с ним пока что. С очень нас начинаем. Да. Пацифист. Аузбилем на шайтан режим очень наш. Да. Ортодокс, ну, из-за того, что человек из Украины, я ему думаю, вообще плевать на этот ислам, ему не до ислама. Не самое главное. Нет, ну он же где-то в моменте сказал, что он ислам придерживается, то есть. Ну, пусть поэтому придерживается. Сейчас на данный момент все, что происходит в исламе, это ну, на данный момент все, что происходит в Украине. Интернет плохой у ортодокса. Надо было вот отче наш здесь прочесть. Бисмилля сказать. Все, что происходит в Украине. Меня слышно? Все, что происходит в Украине, там для него ислам это не самая опасная угроза. Дон Арча, давай уже подключайся, пацифист. Вот эти вот кефиры его тянут назад, пацифист хочет уже в ислам прийти. Тут у нас такая битва за его личность. А меня слышно или не слышно? Если у меня интернет плохой, я выйду, освобожу место. Да, слышно. Брат, привет. Брат, привет. Сам. Приветствую. Здравствуй. Брат, ты что меня позвал? Здравствуй. Да здесь интересная тема была. Ты пропустил. Какая? Так, вот ваши кефиры пацифиста перетягивают, короче. В христианство, да. В христианство перетягивают кефир. А где кефир? Мы. Да, ислам же он, пацифист. Не, пацифист, он мушрик. Вот мы, мусульмане, его тянем. Да. Ислам. Точно. Не надо никого в ислам тянуть, вы чего? Зачем? Не, ну мы тут 71% такие нормальные. Брат, сарказм мы угораем просто. Да, на 70% беременные, немножко беременные.
на процент. Вот, видите, пацифист уже даже критикует нас. Пацифист, интересный чувак вообще. Можно я выучила его? И... Пацифист вообще сейчас, если в ислам войдет, он нашим имамом станет. И Я будет для его доброго поддерживать. хотела очень... А он, брат, на имамом, то 1% только как Да коляка. вот все тихо по одному Брат, говорите. он на 1% в исламе уже или на 5% в исламе? Не, еще процентов нету. Добрый тут, это чеченец. Добрый. Ладуха, послушай, Тут все пожалуйста. 100 назревают. Да, смотри, чеченцы до того, как приняли ислам, вот что читали, да, я хочу для тебя вот прочесть, добрый. Отец наш небесный, да славится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди Хлеб нас в вредный. искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Хлеб вообще Надо в вредный конце, там. яко твои царство и сила и слава Ну, я Отца и как Сына и умею, как Святого выучила, Духа, прочитала. ныне и присно И во веки добрый веков. А отрицает, нам да, вот, что... а можно для нас переделать, чтобы Нет, смотрите, золотого тельца, докопались. вообще золотого надо тельца попросить? легче всего. Она, честно, она прочитала, как это, с Евангелия, как Христос. А она у нас чутка для русских переделана, чутка это. Да, я, потому что по-другому сложно было, если честно. Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на месси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. То есть у меня сколько И ошибок? бисмилля золотого тельца тоже. Не. Можно Царю Небесному, утешителю души истин, и жизни сии вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и все совные и чистенные всякие скверны, и спаси блажи души наши. Аминь. И по одному золотому Брат, тельцу. она, смотри, она русский язык не родной ее язык. Я понял. Я сам из Казахстана, и русский, допустим, для меня ближе казахский. Но и некоторые моменты, когда я приезжал в Россию, я на русском не понимал. Мне сильно, Здесь, кстати, ну, мне вообще почти что не дается, мне не дается «Отче наш», который на греческом написан, в оригинале перевод дословный. Вообще не дается. Да здесь было адресовано доброму. И ждем Отче наш, ответа. кто это, скажи мне. Ой, дышал, дукай. Хотите узнать, кто тут? До того, как приняли ислам, чеченцы тоже читали это добрый, понимаешь? Они были христианами, язычниками. Никогда не верили Иисуса. Ой. Читали Короче, я не только знаю. наша версия с золотым тельцом. Хотите сеанс экзорцизма? Да, я хочу. Нет. Нет, брат, кстати, ты ошибаешься. Чеченцы были христианами. И до сих пор, по-моему... Чеченцы были христианами. Так, чеченцы были христианами. До сих пор, по-моему... И язычники были. Ну, слегка, неважно. То есть, просто это, скорее всего, чеченец мусульманин, да, я так думаю? Правильно понимаю? Добрый, Ну, да, да. типа. Все, понятно. это были, ты, брат, я и христианы были. Ну ты даже Коран не умеешь читать, Ваша, А зачем мне ее читать? Добрый, ты читал Вот Коран? такой он мусульманин. Брат, Добрый, ты читал Брат, ты Коран? знаешь, что в Коране разрешено кушать свинину, брат? Ты знаешь, что в Коране да, разрешено кушать свинину? Да. Пацифист, может, азан такой коллективный сделаем? 5 сура, 5 аят. Может быть. А с пацифистом это был угар надо мной, типа? Чтобы этим кефиром назло, а то они хотят тебя перетащить. Я понял, вы это угорнули просто надо мной, получается. А это все зависит от валюты. Это будут там фунты стерлинги, шекели, доллары. Так я поэтому пробросы делаю про золотого тельца. Вы тоже непонятливый какой-то. Мы сейчас будем делать... Уже урвал. Мы сейчас будем делать сеанс экзорцизма. Отвечаю, смотрите. Вам один раз, смотрите. Бисмилля.
Бисмилля. Ашхаду, аля иляха, илля Аллах, Иисус, Расулуллах. Вот уже половина шахада. О, Маша и Аллах, Маша. Золотого тельца подайте нам. Да. Аллахумма салли аля. Давайте, выключайте. Авади ва аля. Салли Мухаммади ва саллим. Хамдан лиман убиат мин суннихи суару. Молла ясали васа, молла хитрая лиса. Ну все, выключайте. Ортодокс, можно к тебе вопрос, да? Вот к тебе вопрос, ортодокс. Сейчас, секунду. Какому именно ортодокс? Вот то, что внизу. Блин, Аллах я в бар. Получше, по-моему. знаешь, я, может, ортодокс и в душе христианин, потому что как бы я следую за учением Шалом Иисуса, всем, но шалом. в обществе меня всегда раздражало, когда люди там Алейхим шалом. заходят и там вечно там трындят, насколько они христиане, блин, и этим хвастаются или что они хотят донести мне. Как-то я не понимаю, потому что если человек христианин, то пускай он там в душе верит и там, скажем, живет как христианин, там где-нибудь пойдет в свою церковь тихо, молча и помолится, да, а не постоянно в обществе как-то там выпендриваться о том, что он христианин, и там рассказывать, что он христианин. Секунду. Мне никогда это не нравилось. Ага. Как будто Дальше. там, не знаю, как будто где-то там монастырь нашли и начали проповедовать. Но могут они как-то лично сами исповедовать христианство, но при этом, как сказать, вечно не говорить о том, что, как сказать, что они христиане. Это был ко мне вопрос? Да. В чем как? Это разве ли правильно по христианству? Я немножко, брат, либо у меня связь вступила, а можешь вкратце просто задать его? Прям вкратце я отвечу на него. Да ладно, забудь тогда. Ну смотри. Давай я отвечу. Давай я отвечу словами. Секунду. Плюс-минус то, что я услышал. Христиане не идеальные. И мы не говорим там христианство идеальное. То есть там ты можешь верить в это, можешь не верить. Мне без разницы вообще, брат. Ну, к примеру просто. Пацифист, не слушайте их, они такие делают. Секунду. У меня есть моя догматика, в которой я верю, в которой меня учат. Становлюсь ли от этого лучше? Да, в моменте. Ну, сразу нет, наверное. Да и не найдешь ты, брат, наверное, христиан. Ну, может, найдешь, но, тем не менее, в любом случае мы все плохие. Поэтому, я думаю, мы признаем это и принимаем это, то, что мы плохие, и стремимся. А учитель у нас Иисус Христос, который учит хорошему, то есть. Ну, брат, и мир идет. Машаллах. Я тебя, брат, тебя поправлю. Мы не Просто, плохие. знаешь, я тебе... Мы не плохие. Если я был бы христианином, я никому бы не рассказывал о том, что я христианин, я просто молча исповедовал бы свою религию. Да и все. Когда там, не знаю, захожу Это на не некоторые эфиры, у нас совсем другая тема. Я не там согласен. сразу рассказывают про молчал о свою себе, религию, знаешь, я там сколько, брат, сижу, много лет? воплю. Я думаю, блин, успокойтесь, как бы это... Вы верите, все хорошо, Нет, нас брат, не трогайте, брат, пожалуйста. Брат, смотри, христианство молчало в народах, сколько лет. Мое христианство, это которое победило Салахуддина, победило там, ислам, вот так нагинало. Это мое христианство. И я это признаю. И почему я должен о нем молчать, интересно? Когда мусульмане кошмарили нас, к примеру, там, именно про христиан говорю, не касаемо нации. То есть, если по Я нации... все равно против католиков. Вообще. И смотри, брат, почему я должен молчать? Когда я говорю о христианстве, я не говорю, что мы хорошие.
там, мы идеальные, там, мы еще какие-то либо. То есть, да, мы плохие, но у нас, я всегда беру в учет Иисуса Христа, как хорошего учителя. То есть, а мы, да, мы плохие, ну и все. А если брать конкретно ислам, у них учитель плохой, понимаешь? То есть... Ну, знаешь, ислам не только конкретно христиан кошмарил, он Не, всех у нас кошмарил. хороший. Ислам не народы кошмарил. Я говорю же, он не только христиан кошмарил. Он народы Пацифист, кошмарил. наш нормальный, у нас Адживирдовский, короче. Они и иудеев кошмарят, они всех кошмарят. Участие. У меня такой вопрос. Есть вот... Вопрос можно? Человека важнее, большой или малый джихад? Наш пророк Вот большой или малый джихад? Что в первую очередь? Где нужно победить? В большом или малом джихаде? Ты, брат, у Бхарма, ты видел, наверное, эфир? Он говорил о каком-то либо о чеченском народе, либо с Кавказа кто-то, кто не хотели поддаться исламу, они топились в речке женщины. То есть было такое. Я вот не помню, о каком народе Бхармат говорил. То есть такое было. Поэтому... Вообще-то у нас такое тоже было, когда женщин там уничтожили. Не, это не ислам, это русский ислам. Когда уничтожили полностью там селение, и остались женщины, их взяли в плен, и когда через вот этот мост переводили, они вместе с собой русских вот этих джихадистов и сами спрыгнули. Делится русский ислам от нерусского ислама? Ну, почти ничем. У этих православных, у этих, короче, такой... То есть православные захватили и повели? Как? Ну, ты говоришь, у этих православных. То есть православные захватили и повели? Либо русские у русских захватили? православный ислам. У тех такой обычный, оригинальный арабский. Брат, у русских, у которых есть ислам, они даже и не русские вообще-то, если что. Да мне пофигу, какие у них это. Я сейчас имею в виду о реальных событиях, которые происходили. Нет, ну, понятно, брат, когда ты оцениваешь русского человека, допустим, я вот, допустим, рожденный в Казахстане русский человек, то есть, и зная, ну, плюс-минус вашу историю, допустим, и я, допустим, так назовем, мне нельзя так говорить, но симпатизирую к вашей истории, то есть, и этих не признаю. То есть, для меня, в моем понятии, они не русские люди вообще-то, если что. Так же, брат, как и для тебя, ну, Не, я как к людям, которые адекватно, ну да, которые адекватно относятся к вот этим всем событиям, там, ну, правильную оценку делают. Я как бы абсолютно ничего ни агрессивного, ни враждебного не имею. Но все-таки от этого исторические вот эти моменты, это все не меняется. Ну, да, согласен. Но опять же, брат, это такая же история, как взять сейчас Россию и Украину. Ты же не скажешь, что русские, допустим, напали. Там же нападали не русские вообще, но если мы будем по нации брать пример. На Украину, что ли? Брат, я пойду погуляю по столам, короче. Я поэтому, брат, не хочу, чтобы мою нацию, но моя нация – это та, которая не желает зла, ну, возможно, по-другому я воспитан. А это россияне, брат, их возьми как россиян. Просто и все. Не, ортодокс, я с тобой не согласен. Так не получается. Ортодокс, именно русские напали, я с тобой не согласен. Именно русские, конкретно русские. Да, и христианство тут вообще не имеет отношения, потому что напали именно русские, которые желают зла. На кого напали русские? Я не... Еще на украинцев. На Украину напали. На украинцев. Именно русские. А кто напал? Нации русские или как? Или... Финляндцы напали или поляки, что ли, напали? Короче, я не буду участвовать в политике этой, все, до свидания. Ну да. Что вы имеете в виду под видом русские? Ну, я имею в виду ничего тут русской армии. Ортодокс, ничего тут непонятного нету.
Россия, русские, государство образующее, президент в Брат, из лице этих Путина. русских, брат, секундочку. Не, ну Из видишь, этих- ты сейчас вот пытаясь оправдать, пачкаешь. Нет, брат, да, нет, я признаю наоборот, я признаю, что они делали. Но из этих русских, вот таких же, там половину, неважно кого вообще, мы можем зайти, не знаю, можно говорить, нельзя здесь в эфире. Ну, Дмитрий, от этих там ничего не зависит, потому что... Дмитрий Карпенко. Да, потому что вот эти вот... Ну да, а если во главе, брат, какой-то России? Кто во главе этой державы стоит, да, тот как бы и заправляет остальными. Ну, а Вот допустим, такая у нас смотри, ситуация. если у нас есть небольшая династия в Казахстане русских, и мы презираем это, то есть... Династия все- не говорят, династия это другое слово. А тех Да у вас, о каких-то хороших, там, нормальных русских, у вас речь не идет. У нас Ну, брат, речь идет о том, Тогда, что... значит, не надо всю нацию брать в диалоге. Ну, так Что не русские получается, плохие. потому что у нас официально во всем мире русское государство, оно напало на украинское государство. И если есть... Если, брат, там всех взять, ты там из русских найдешь только, наверное, человек стоит. Дмитрий Карпенко, Ну, в YouTube видишь, если зайдете. опять у тебя получается так, что Дмитрий Карпенко, там, не Карпенко, что Ну, брат, смотри, вы украинский куда-то блогер. хотите перекинуть вот это вот. Вот я никак не пойму. Вот люди, есть адекватные много русские какие-то там, включая вот этого блогера. Так, сейчас напомните мне его. Там Брат, я говорю сотник есть такой, да, потом... про украинского. Я понимаю, как раз Который это... Карамурза, да, вот этот Карамурза, который сидел. Карамурзу я не знаю, но вот Стамахин есть такой, Стамахин. Ну, которые, есть помнишь, такой... сидели, которых путь потом поменяли на украинских пленных. Как раз таки этих Карамурз, они для меня очень мутные персоны. Это как бы тема, которую я могу тоже объяснить. Брат, я посмотрел каждое интервью. У нас вот такая... Дмитрий Карпенко. Я понимаю, Дмитрий Карпенко, это тоже говнюк. Секунду, брат. Дмитрий Золкина, третий Азов. Да, ну Золкин такой более-менее... Третий ОШБР сейчас называется Азов. Батальон Мансура. Батальон Мансура, РДК, Легион Свободы России. Я, брат, Легион Себат, я посмотрел. И ты, брат, посмотри, там в плену, кто там, ну, много русских, интересно. Если сравнить в количестве вообще. Ортодокс. Вот этим вот, которые... Я, брат, чтобы ты понял, не защищаю. Да, вот этих, которые туда шлют, всякие там буряты, не буряты, им это вообще нафиг не надо никому. Так, брат, они за бабки идут. Я их там не пытаюсь, я их там не пытаюсь оправдать, нагнать. Эти все народы, они добровольно вошли в Россию в свое время. Поэтому я как бы их оправдывать оттуда, вытаскивать не собираюсь. Но Russian, вот это Россия, в принципе, они тоже в глазах мировой общественности такие же русские. То есть и чеченцы... Да. Да, и чеченцы там, которых там сегодня оккупировали, они тоже считаются вот в глазах мировой общественности русскими, Russian. Да, но тут у нас ситуация все равно такая, что вот, я не знаю, ты ровесник, вот Советский Союз зацепил ты? Нет, брат, немножко младше. Да, ну я вот учил гимн, и я помню там, например, самое начало, вот первый куплет там «Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки Великая Русь». Есть такие слова. То есть вот эта государствообразующая система, она нам, например, нафиг не нужен ни этот союз, ни эта Русь. Зачем нам нужна Русь? Зачем нам чужой язык нужен? Да, я там могу на нем сейчас говорить, может, в этом какая-то польза есть. Но для меня огромный вред. Почему? Потому что я на своем языке
не могу не говорить, там, я не знаю, не учиться, не развивать его, короче. У меня получается насильно, я должен чужой язык там развивать, его носителем еще быть. Вот такая вот ситуация. Я просто вот... Ты... У нас, брат, в нашей стране есть такие русские, которые в эфирах там, не знаю, можно говорить, нельзя, типа, это, когда у них вопрос задают, типа, а что вы будете делать, когда придет Рашка? И они такие, да вот это, ну, типа, их земля туда-сюда. Алло, это моя земля, я здесь родился, это мой Казахстан. В любом случае, здесь мои предки родились, ну, и если ты за землю будешь в любом стоять. А тут есть такие русские, которые за секунду могут вот так вот, ну, по щелчку пальцев перейти, если зайдут, не дай бог, конечно, ну, представим просто. И сразу перепрыгнут. Но благо у нас государство таких убирает. И таких русских я Ну, сам просто, видишь, тема Сам не такая, люблю. что вот это вот оправдать вот это дело тут не получится у тебя. Как бы вот ты сильно не хотел, Если потому не что у нас... оправдывают, что именно? Да, потому что Оправдание у чего нас, как бы мы не пытались, ну, ты, я имею в виду, да, вот в данном случае, не пытался бы Ну, оправдать, что я не оправдать? знаю, Что именно умышленно, оправдать? неумышленно. Все равно у нас получается, что русские напали на украинцев. Вот такая вот ситуация. Это И вот 100%. это, Я чтобы, смотри, не происходило, да, вот в будущем, Нет. когда вот это режим сменится, система, на что огромные надежды, да? Надеемся, да. Да, ну потому что там только два пути. Либо у нас будет какая-то мировая вот это с каким-то апокалипсисом концовка. Ну, брат, я Либо сразу у нас... могу сказать, я с тобой Да, согласен. либо у нас кому-то придется все равно подчиниться и соблюдать вот эти мировые какие-то порядки, да, вести себя не по-хамски, Брат, а ты родом из а России? нормально. Я сейчас объясню. Поэтому, когда придется вот это все выполнять, весь нанесенный ущерб, его тоже всем как бы народам придется, как бы кто не хотел от этого избегать, да, вот во время Второй мировой войны, когда фашисты вот эти осуждают, да, там нацисты осуждают, вот этим занимались, да, они потом были в Нюрнбергском вот этом трибунале там привлечены к ответственности. И что важно, короче, что важный момент, как раз таки именно русские в этом трибунале призывали этот трибунал к тому, чтобы все поголовно немцы несли ответственность за то, что вот этот усатый хрен, короче, там совершил. Вот Да, у нас, да, у нас вот такая, поэтому аналогичная ситуация будет в любом случае. То все, и даже вот эти народы, там, буряты всякие, там, ингуши, дагестанцы, к сожалению, к их сожалению, они тоже будут вынуждены выплачивать вот этот весь ущерб, который нанесен. Ну, я думаю, что было бы так, ну, хотя, ну, надеюсь на это. А по поводу русских, брат, я думаю, неправильно ты мыслишь. То есть я не могу по какой-то группе чеченцев определенно. Ну, у нас не группа, понимаешь? У нас вот государство. Хорошо. Смотри, группа Аиды, по-моему. Если чеченское государство на кого-то нападает, да, вот, например, В составе России. Нет, не в составе России, вот чеченское государство, да, вот
например, в период там 91-94, потом 96, да, 96-99. Если в этот Я период понял, брат, к чему ты идешь. Я чеченское понял. государство нападает на какие-то страны, Я то понял. наш Понял. народ полностью несет ответственность за это. Почему? Потому Понял. что мы позволяем это, понимаешь? Понял. Смотри, брат, если в составе Российской Федерации, не русской, а российской, то есть это разные вещи, находится... Абсолютно никакой Секунду. разницы нет. Большая разница. Россия это государство русских. Понимаешь? Да нет. Да. Остальные Ну, видишь, народы я добровольно тебе вышли. опять Какой? объясняю, Вот вот это это государство. вот Смотрите, Россия, она в международном где-то обиходе, вот, например, на англоязычную версию, да, ну, как бы, на Мне англоязычный плевать на лад, нее. она, Мне плевать да, на нее. она называется Russian, Да мне понимаешь? плевать на нее, брат. Она так называлась и во время, когда там Русь была, и всегда ее называют Russian. Вот, например, на германский лад ее называют Хорошо. Если Русланд. Да, 90, Русланд называют, страна Руслан. русских, Русланд. если 98% И русских как бы мы ни и крутили там, как бы мы букву Россия не меняли, у нас получается, что это страна русских. Понимаешь? Ортодокс. ну, Просто ортодокс. немножко не Слушай, соглашусь. ортодокс. Теперь вопрос. Пару Если слов, из, ортодокс, смотри. Ортодокс, секунду, брат. просто Ну, он же живи сказал, я просто хотел по сказать. правде. Секунду. По правде живи. Если будешь жить по правде, да, твоей душе будет мир. Если ты будешь вот так изворачиваться и пытаться вот это все как-то оправдать, да, Стоп, стоять, твоей стоять. душе не Далеко будет что. Да, мира. да, это Стоять, не стоять, Живи по получится. правде, Наоборот, ты понимаешь? сам запачкаешься. Стоять, Живи по Понимаешь? правде, стоять. ортодокс. Стоп. Стоять. Чтоб далеко, как Парамон говорит, не уходить. Где я изворачивался? Ортодокс, ты Ну вот пытаешься сейчас сейчас всех все русских Я видят, оправдать. как вопрос, ты, я вопрос да, конкретный задал. все Можно, видят ну, сейчас, можно мне ответ конкретный? все видят сейчас, как ты пытаешься изворачиваться. Что именно я Вот как изворачиваюсь? есть, я тебе говорю в лоб. Ну и что я изворачиваюсь? Ну ты пытаешься оправдать русских и как бы Нет. размазать это. Зачем вообще нам бурятам какого хрена нужно, которые вообще там где-то в своей Мухосранске, в своей дыре Алло, или ребята, другим каким-то слушайте. татарам? Зачем им брат, это нужно? брат, Зачем русская послушайте, вот даете, эта тема, подождите. да, русская Вы, разборка? Им вообще нафиг не нужна. подождите, вы путаете. Я говорю о русских, которые живут в Казахстане. Вы же не слушаете, вы говорите. Я говорю, нам это нахер не надо. То, что мы... Абсолютно согласен, абсолютно Смотри, брат, согласен. теперь Вот смотри, вот проблема смотри. в том, что вот это вот Ну, русское видишь, брат, опять государство, ты не даешь мы же о слово. нем говорим. Да, Сейчас, мы брат, о ты нем сам говорим. скажешь, а потом скажешь, что опять я подмазываюсь или оправдываю что-нибудь. Я не оправдываю ни Россию, ни нападение. То есть я за свободную вообще, Чечню, за свободные народы. Это первое. Во-вторых, Вот я просто, когда с вами общался, я имел в виду, что не все-то русские плохие на самом деле. Конечно, мы не А говорим. всех русских, не плохих, не нормальные, нормальные. Но когда речь идет, что русские напали на украинцев, как бы Да. ты что ни говорил, русские в лице вот этого государства По напали большому на счету, украинцев. да. А я имел в виду в лице типа всех русских, брат, чтобы ты понял. То есть мы-то вообще против этого всего. Ну, ты понятно, ты вон там где-то. А вот здесь у нас такая картина, что если завтра... Не в России же находишься. Да, если вот в будущем у нас пройдет такой же трибунал, как по немцам прошел, да, вот как Нюрнбергский был, то у нас получается, что если... Знаешь, вот у нас у чеченцев есть... чуть-чуть я так разъясню, да, есть... в нашем вот укладе, в самобытии, там, когда вот это вот во время отсутствия государственности у нас был такой институт вендетты, там, скажем так, мести, да, там, когда какой-то человек, если совершал
какое-то преступление, там, ну, Брат, отбирал жизнь у другого человека, мягко говоря, да, или чтобы нас не блокали, то и в ответ у него тоже отбирали жизнь. Но при всем при этом, если как бы близкие вот это считали, что ему можно простить, да, там вот эти. И у нас вот получалась такая ситуация, что могли простить, да, если там обстоятельства такие. И это зависело от того, как близкие вот это, ну и сам этот, скажем так, виновник, да, как он сам себя ведет, и его близкие, и как бы по их поведению, смотри, ты дослушай, я просто... Я я просто слушаю. хочу Я объяснить. сверну. Да. Я сверну, брат, но я тебя слышу, если что. Все понятно. То есть по их, ну, характеристика, да, вот этих людей, судя по ним, вот так вот как бы делали вывод. И если эти люди сами в прошлом кому-то что-то прощали, то это работало и в их отношении. Если они в прошлом сами жестко не прощали какие-то, да, проступок чей-то и так далее, то к ним такое же обращение применяли. То есть это вот так работает. Поэтому, ну, это не чисто там чеченский какой-то уклад, это просто вот сложилось среди людей, как бы психология, она плюс-минус одинакова у всех людей. Поэтому вот как по Нюрнбергскому, если будут проходиться в будущем по России, то вот этот момент напомнят. Потому что русские были самыми активными, которые говорили именно, что все немцы должны нести ответственность за вот эти преступления говнюка Адольфа Алойзовича. То есть поэтому это тоже напомнят русским, рано или поздно. Вот такая у нас, короче, ситуация. Кому не жалко, подпишитесь на меня. Мне еще 6 подписчиков надо, чтобы я эфир могла сделать. Если Амина, вам не как жалко. подписаться? На меня нажать и еще раз нажать. Я все подписался. Спасибо. Так, сколько у меня там? Еще 5 надо. 50 там. В ТикТоке новые обновления. Я еще приду с другой страницы. Азат Спасибо, Булып ребята. Келлингіздер. Приходите свободными. Да, Так, хороший ладно, эфир я получился. надеюсь, что пацифист уже готов произнести шагаду. Или Ну, я на грани, ошибаюсь это еще? точно. Пацифист. Пацифист, давай, а то вот эти всякие там фейковые, Ты там, знаешь, подписчики, пацифист, вот этого Родину наркоманы. заблокируй. Хорошо? Да, всякие Ронины, наркота, Да, вот их это, убери, всякие. приходи к нам. Давай им сейчас, если хочешь, покажем вот такое, что они вообще там чмошники, а мы вот тебя привели в ислам, и ты шахаду сейчас произнес, короче. И нормально как бы. Смотри, Вот как можно, тебя да? тут все уважают. Повторюсь. Я до сих пор не стал верующим, потому что вижу, как верующие между собой не могут договориться, а тем более относятся к верованиям других религий. Поэтому я не хочу обманывать ни себя, ни других. Короче, без золотого тельца никак, как я понял. Да. Амина, сейчас сколько человек нужен тебе? Вниз ободел. 4. Я, по-моему, не подписался, да? 2 раза нажать на тебя? Или как мне подписаться? Ты надо подписаться. Пацифист, мы, кстати, не спорили и не ругались, просто общались, если что. Поэтому даже слов таких не говори. Ты даже в Иисуса не веришь, да? Подождите, давайте, вот у нас спор был по пацифисту.
кефиры, короче, тянули его к себе в христианство. И мы вот, мусульмане, его тянем к себе. Не, мы брат в христианство не зовем, если что. Да уже пора. Ну, перетянет, да? Мы, вот у нас тема золотого тельца у кефиров наших друзей христиан, у них тема золотой крест там, да, как бы. Сколько он килограмм будет? Думаю, килограмма 2. Пацифист, телец, короче, пока будет у нас живой, как бы, тельца живого, гасанем там на пельмени, там, я не знаю, на чубареки. Потом, короче, потихоньку на золотого будем все работать. Ты готов? Скорее буду за тех, у кого пища кошерная. Вот я скорее за этих буду, да. А халяльная? А какая разница, можете сказать, между кошерной и халяльной? Ну, халяльная, это свинина халяльная. Свининка тоже уже халяльная пошла. Ну, тот же подход в кулинарии, правда или нет? Я там приведу. то грязное, а там грязное другое, а вот там грязное третье. Как-то аппетита нету. Короче, у меня такое впечатление, что пацифист цену набивает и хочет еще привлечь третью сторону, как я понял. Да-да-да, и чтобы... Шалом алейхим. Или торгуют. Да. Что-то Дон Ахча у нас заснул, как я понял. Не, у него ФСБ дома. Амина. Ну. Теперь тебе А, 3 человека нужен. Я подписался. Чесноха, походу, рубит жестко. Слово не дает сказать Дон Ахчи. Мгм. Ногти есть ногти. Братья и сестры, мир вашему дому, здоровья вам и вашим семьям. Спасибо. И тебе Спасибо. Свободу каждому народу вообще. Аминь. Чтобы народ был свободен ваш. Независимо, там, ну, чеченец, русский, дагестанец, казах. И всего вам хорошего. И вашим Взаимно. Ортодокс, Взаимно, ты знаешь, взаимно, я даже вот больше бы свободы желал бы русским, чем чеченцам, потому что если На бы самом деле, русские да. бы, Согласен, если бы согласен. русские стали бы свободными, то другие бы тоже, вот мы чеченцы, если бы русские сами бы как бы узнали, почувствовали бы вкус этой свободы, поняли бы, что такое свобода, обязательно они того же желали бы и для других народов. Поэтому вот хотелось бы, чтобы действительно русские стали свободными наконец, да, там, обрели ее, эту свободу. Да, брат, я согласен. Русские не просто знаю, не знают что- некоторые свою Русскую не то, что народную догматику, республику а создали бы законы. там, и для русских, как бы, для... Не, брат, нельзя такое говорить. Ну, то есть не в той стране я нахожусь, что так говорить. Да, я понял. Подтверждаю, да, что мой народ был свободен, так же, как и ваш народ, так же, как кто в эфире, там, если кто-то другой нации был свободен. Я и говорю, желаю вашим семьям Абсолютно, свободы. Абсолютно. Могу сказать, Взаимно. будьте свободными, азан булып келіңіздер. Ну, то есть, это как у вас Маша Догила, типа, по-моему, говорится. А у нас... И еще
Алгар, Казахстан, по-моему, да? Это вот. Ну, это вперед Казахстан. А который я назвал, это типа приходите независимыми, типа ни от кого вообще. Чтобы человек был независим. Ни от религии, ни от страны от какой-то. Чтобы он был свободен просто. Его народ был свободен. Да. Молодец, спасибо. Чтоб все народы имели уважение друг к другу, и все. Больше ничего не надо. Ну и самый главный мир во всем мире, ну то есть, чтобы не было ни войны никакой. Думаю, это самое главное вообще. И чтобы наши народы жили в дружбе, в согласии с своими законами чести, уважения к другим народам. То есть вот это главное, я считаю. Я стремлюсь к этому. Полностью согласен. И не хочу, чтобы какая-то религия там... Хотя я сам христианин, но я не хочу, чтобы христианство проживало. Но, по крайней мере, насколько я сейчас знаю христианство, то есть пока что оно не сжирает мое там, про русских и все остальное. Где-то, если помешает, и, наверное, где-то я дойду до этого вопроса, если будет такое, я скажу, да, здесь, неправильно. То есть я не буду отрицать, что там и виляться, вот как некоторые берут. Да нет, брат, здесь ты не понимаешь, здесь нужно пойти к шейхам. Там. Нет, если мне кто-нибудь скажет, да, или сам я дойду до этого, что вот здесь неправильно. Если дойду до этого, я скажу, это неправильно. То есть если мне скажут пойти на другой народ напасть, к примеру, на нацию, я скажу нет. Вот, допустим, я ортодоксальный православный, к примеру, просто прям краткая такая, но опять же... Вопрос? Секунду. Я не признаю, то есть, если брать православие, я не признаю, когда там батюшки ходят и танки крестят. То есть, это дебилизм, это полнейший не дебилизм, а дегенератизм. Полнейший. То есть, это нужно быть дегенератом, чтобы взять и делать это. То есть, нету в моем христианстве. Нет такого. То есть, пускай не когда в Российской империи, началась революция, и Ленин там, не знаю, из России сделал Советский Союз, где полностью запретили религию. Почему христиане тогда, собственно говоря, не боролись с этими коммунистами, чтобы в их стране, в их народе не запрещали их веру? И на данный момент я вижу, там христиане в СНГ, они так яро верят в Иисуса, они, конечно, молодцы, я это одобряю, но почему они одобряют Ленина, Сталина? За что они их уважают? Это тебе или не кажется лицемерием? По поводу всего остального не знаю. А кто из христиан это делает? Я по своему опыту в жизни это вижу. У меня есть одноклассник даже. Кто принимает? Это, брат, я их не знаю. То есть ты же не строишь? Ты смотри, мы не строим. Смотри, секундочку. Мы не строим же... христиане не боролись за свою веру, когда коммунисты запрещали им религию? Брат, мои христиане, 400 лет мусульмане кошмарили, мы терпели там. И через 400 лет мы решили только выйти в крестовых походах. 300 или 400 лет прошло. У меня такой же вопрос, почему мы терпели? То есть, я говорю за коммунистов. Да я понял, но я тебе привожу в пример, что не могу ответить на него. Я откуда знаю? Просто я хотел сказать, я часто вижу о том, что христиане показывают свою веру на показ, чего Иисус этого не одобрял, это выглядит как лицемерие. Кто показывает? Аузу билля. А кто показывает? Кто? Да ладно, тогда забудь. Нет, а кто показывает веру? И в чем показательство веры? Я хотел просто, ортодокс, твоим пожеланиям присоединиться и еще добавить. Иншаллах, Дон Ахча наконец-таки нам споет азан на гармошке. И его жена не долбанет сковородкой по голове. Это будет удивительно, азан на гармошке.
Ты что, не слышал? Нет, ну самый классный азан это Ладно, давай я сейчас включу в напоследок. антихадиса Вендетты, который читает Перед азан. тем, как ты уйдешь, это самое, немного бесов твоих там пощекотать, джинов. Сейчас. Ортодокс, патриарх Кирилл, допустим. Самый... Не признаю. И вообще, брат, если ты из Казахстана, ты же в курсе, что наши казахстанские церкви отказываться начались от российских. Да. Я как бы ортодокс имел в виду про это, знаешь, про людей, про христиан, которые очень сильно тащатся от патриарха Кирилла. Нет, ну это вообще бред. Я никогда не тащился, не признаю. То есть все, что в Российской Федерации находится, или как там, они все там, ну, немножко, как бы это сказать, типа... Двинутый. У меня просто Нет. одноклассник... Я другое слово подбирал к ним. Они не иродивые, как же я их называл? Вот, допустим, ортодоксальное православие у нас в Казахстане, оно вот нормальное, потому что оно отказывается от российского. Потому что там вообще они там, ну, там как будто бесы, ну, в них сидят. Ну, это просто, я так называю. Они там просто... и танки крестят, и оружие, и все что угодно. Там он ходит, там бабушки вдалеке стоят. Патриарх Кирилл там живи и здорово, и он их перекрещивает. Ну, это настолько, типа, как бы в эфир, чтобы не заблокировали. Дурачизм, что он дурак. Вот и все. Так, включаю, друзья, азан. Дон Ахча все уже позволил до того, как спать лечь. Там он как бы разрешил его исполнять в прямом эфире. Короче, включаю. Все бисмилля слушаем. Азан в исполнении Дон Ахча на гармошке. Сегодня суббота, харамный день. В общинах. Можно харамить, но не забывать про Аллаха. Похарамил, значит, прости прощения, покайся. Вот. Харамишь, но не забывая о Всевышнем. Салях написал, наш Акчинах, зашел, значит, туда зашел, да. Шамилю в канал, там его забанили. Я зашел, говорю, ну давайте трошки я тут скрашу обстановку, раз муслики мы тут все мусульмане. Спою песню во славу Аллаха. Только заикнулся Аллаху Экбер петь, сразу забанили. Муслики какие-то фейковые. Придется тут сейчас спою, сегодня похорамил, надо как-то грехи свои, песни, значит, во славу нашего Аллаха. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Так, все джинны, пропадите пропадом. Дела и банку подминул, и ничего кое-что. Учла ухо, цлака, дон ахче. Просто сейчас там время уже позднее, и жена сковородка там чугунная большая, иногда попадает по чайнику. Он хазама да, и мечерелон. Участники. А такой провокационный вопрос. Как вы считаете, если сравнивать человеческое общество с дикой природой, есть такое утверждение, что все в природе существующее разумно для чего-то. Скажите, можно ли этот принцип дикой природы отнести к человеческому обществу? Какое ваше мнение? Не совсем понятно, человеки же и так разумны. Не все люди разумные, есть еще мусульмане. Ну, сам и кефиров тоже полно, короче, полоумных. Да, но они имеют право на существование или нет? Каждый человек имеет право на существование. Без разницы, дурак он или умный. Полностью четкий ответ. Кто это будет решать, имеют ли право там умные, неразумные, короче, на существование, имеют ли право, возможность или невозможность? Да, имеют. Спасибо. Я тоже так думаю. Ну и теперь следующий вопрос, опять это из области в мире животных или сказок. Скажите, есть ли закон стаи и закон джунглей противоречат друг другу? Жить по закону стаи или по законам джунглей? Что вы предлагаете? Если ты находишься среди волков, надо выть по волчьи. Есть такой закон. А можно в целях такой небольшой самообразованности, ну или образованности, поднятия образованности, чуть-чуть поинтересоваться вот закон джунглей и закон стаи, вот, где это расходится, грань? И в дикой природе, и что мы видим, и в обществе, это чаще всего не совпадает, чем совпадает. К моему сожалению, бывает так. И еще вопрос. А как вы считаете, если мы говорим там о мире животных... Я не совсем понял вот эту вот разницу, закон стаи и закон джунглей. Хорошо. Это образно так, Киплинг в одном из своих произведений «Маугли», ну это такая сказка, да, если помните, знаете. Читал в детстве книгу. Мудрая такая книга. И вот там было, понимаете, несколько разных стай, которые жили по своим законам. И те, кто живут не в стае. И там был спор. По законам стаи или по законам джунглей? Потому что лев Шерхан, и там шакал рядом с ним бегал,
Закон джунглей гласит, а мы пойдем на север. Да, Ну, да. Табаки. Табаки был такой шакал. Был, И вот был. он предлагал некоторым стаям отказаться от своих законов и жить по законам джунглей. Ну, такая мудрая сказка, не новая. Ну, это как раз-таки про Российскую Федерацию, наверное. Закон джунглей. Я думаю, больше закон стая. Я бы даже назвал это царь горы. Тогда конкретный вопрос. Как вы считаете, в странах, народам, чего бы вы желали? Верховенство национального законодательства или все-таки международного права над национальным законодательством? Потому что как-то получается не совсем тогда суверенный народ со своим государством в международном сообществе. Не, каждый народ... Еще раз, вообще-то я пропустил мысль. То есть верховенство, международное право стоит выше национальных законов или национальные законы стоят выше международного права? Вот так вот, да? Да, вот каждый пускай выскажет свое мнение. Вот. Не, ну международное право, оно должно, скорее всего, между народами как бы быть главнее, да? А вот уже внутри своих народов, там народ должен иметь право как бы если речь идет опять-таки же о нарушении противоречий, да, там международному праву, законам и устоям внутригосударственных или каких-то национальных своих там устоев, законов, то это тоже такая сложноватая тема, потому что да, могут расходиться там какие-то моменты. Ну, в частности, вот в Российской Федерации закон, международное право, оно преобладает по документам. А вот на деле там и ни международного права, и никакого права вообще с легкостью могут любого человека остановить и предъявить ему, что его права человека просрочены, например. Кстати, Ибрахим, у нас в Конституции Казахстана международные законы выше, чем наши законы. Да, это, наверное, у всех так все-таки. Как и должно быть, по-моему. Ну, тоже там подспорно. Это тоже как бы демос-кратос, народ должен решать. Если народ Казахстана предпочитает, что международные законы, они выше, чем их внутренние, то так тому и быть. Но какой-то другой народ может посчитать несоответствие, и что некоторые какие-то моменты внутригосударственные, они все-таки должны преобладать. Имеется в виду внутри государства, а не в международных отношениях. То есть мы как бы, да, мы можем свое мнение высказать, но это надо еще изучить, международное право и внутринациональный какой-то вопрос. Это противоречие нужно изучить. Так просто навскидку сказать не получится. Ну, все равно как бы, кто бы здесь что-то не считал, все-таки демос кратос должно превосходить, преобладать, да? Вот как народ решит, так все-таки последнее слово должно быть за народом. Можно высказать тоже. Я хотел сказать, что народ народу рознь, да. Есть, например, народы каннибалы, да, они друг друга едят. У них им нравится так вот жить, на соседние деревни нападать и их кушать. И они, их народ так выбирает, давайте будем жить так, что наши законы будут такими, мы будем друг друга есть. А то, что в ООН там возмущаются, говорят, так неправильно, нас не волнует, да.
Например, есть народы типа Йемена, там хуситы какие-то, или там Хамас какой-нибудь, которые там говорят, мы будем жить так, наша цель там такая-то, такая-то. Поэтому я считаю, вот в мире есть определенные силы, которые должны решать, как народам жить, какие у них должны быть законы. И народам должны они показывать. Вот живите вот по таким законам, это цивилизованно. По таким законам не живите, это не цивилизованно. Если вы будете это нарушать, мы придем и вас накажем. Вот. Должны быть такие силы. Я считаю, что на данный момент Америка является такой силой, и она все правильно делает. И если дальше будет продолжаться вот такое направление, то, я думаю, в мире настанет прекрасная жизнь во всем мире. Дай Бог. Особенно, что говорится. Первое, скажем так, утверждение, оно, я соглашусь, что если там у народов есть каннибализм, осуждаю, и им так это нравится, то это недопустимо там для вокруг, в том числе, например, если какие-то будулаки там хотят голову там откручивать, да, чтобы нас не блокнули, или еще какой-то хренью заниматься, то это недопустимо, это тоже правильно, да, все-таки, наверное, международный закон, ну, они тоже как бы согласованы должны быть, то есть во время принятия каких-то международных порядка международного, все-таки народы должны тоже там все участвовать в этом и вырабатывать вот такие... Просто вот то, что у нас сейчас происходит, это вообще ни в какие рамки не лезет. Мы тут просто болтаем все там про демократию, про права человека, а на самом деле у нас на деле какая-то хренотень полная. Целое государство нападает, короче, на соседнее другое государство, и все язык в одно место засунули и сидят. И потом еще каким-то там малым народом начинают говорить, чтобы что-то кто-то соблюдал. Короче, полное вот такое лицемерие какое-то, дебилизм. То есть, если кто-то сильный, то, видите ли, с ним нужно заигрывать, ему улыбаться. Если кто-то не сильный, то его нужно принуждать. Что-то надо с этим делать, что-то... Вот эти вот мировые порядки, выработанные после Второй мировой, они не работают. ООН вообще хренотенью какой-то у нас занимается. Каким-то образом затащили Россию туда. На каких вообще основаниях Россию затащили в ООН? Там постоянных вот этих 5 стран было, да, там изначально, когда этот ООН создавали. На постоянной основе вот этих стран, как это правильно там, ну, короче, страны, которые на постоянной основе, короче, они, их голос, короче, самый важный. Это 5 стран, в которые, одна из стран, которая входила в это Советский Союз. Но тот же устав ООН не предусматривает больше добавления туда новых стран. И даже на основе правопреемника. Это там в уставе у них, у самих сказано. Но у нас тут непонятно, что происходит. То есть какое-то государство, оно переобулось там на несколько государств, поделилось, и противоречия там уставу, он туда затаскивает новое государство, которое теперь всех мандраж наводит всему миру, там размахивает ядерной волыной.
И все сидят в одно место, язык засунули, там, заигрывают, улыбаются, как будто бы не понимают, что происходит. А непонятного-то ничего нету. Но я сейчас чуть-чуть ушел в это, да, там, в тему. Просто все равно, если мы говорим о мировых порядках, о законах, то их нужно менять. Нужно какие-то механизмы выработать. Вот после того, как сейчас каким-то образом, если мы не придем к какому-то апокалипсису, да, там, в оконцовке, и каким-то образом мир все-таки свою проблему в виде Русни там или России, короче, эту проблему решить все-таки, то нужно будет выработать что-то новое и рабочее, чтобы оно работало, чтобы там не какие-то там страны, там в этих странах какие-то права человека, а чтобы целые страны в 21 веке, да, в современное время, которые нападают и колонизируют, короче, народы и территории, вот это вот тут важно. И потом еще ядеркой размахивают. Если кто-то вмешается, типа, в наше дело, короче, мы вам такое устроим, что вы еще никогда не видели, что никто еще в мире не видел. Это что такое вообще? Потом сидеть о каких-то правах там в Сомали говорить. Понятно, что в Сомали тоже должны быть права. Но вот это что такое здесь? Ядеркой размахивать. Еще в Европу пытаться бахнуть. Короче, что-то делать надо с этим, с мировыми порядками. Я думаю, что Дон Ахча согласен. Кстати, 6 стран признали Россию террористическим государством. Признали? Да, признали. Но самое страшное, чего русские боятся, если признают геноцид казахов и геноцид чеченцев и других народов, то, во-первых, на международном праве России придется за это извиняться, во-вторых, им нужно будет платить репарации за свои прошлые преступления, потому что Россия и русские любят хвастаться. Это нужно делать. Не потому, что там нам это выгодно будет или еще кому-то. Вообще, вот это механизм там, привлечения к ответственности, вообще зачем он создан? Проблема не в том, что кому-то, скажем так, какую-то в виде мести там кому-то, чтобы сделать приятное, там, если кто-то совершил преступление, вот ему в отместку, короче, его наказать там. Нет, вот эта система, она не для этого создана. Она создана для того, чтобы в будущем предотвратить подобное. Когда вот это преступление, оно какое-то не несет, преступник не несет ответственность, потом это порождает вседозволенность. Вот в этом вся проблема. Если какой-то говнюк вышел там с какой-то пушкой, размахивает там, кому хочет, разносит там черепушку, ходит, осуждаю. И все как бы ему улыбаются там, в это же время там ему что-то продают, с ним какие-то там любезности проявляют, то еще для него это дарят, да? Да, для него это нормально, значит, если все реагируют, я нормально, адекватно, и все, что я делаю, это нормально. То есть обществу нравится, что я себя так веду. Вот так это получается. Если того же говнюка сразу осадить, разоружить его, там, связать, короче, посадить в клетку, то и он, и общество, и все понимают, что так делать нельзя в будущем. И что каждый, кто захочет подобное делать, что это будет пресекаться.
И его дети не захотят это делать, и внуки, потому что будут вспоминать. Наш дедуля, короче, там размахивал, ходил волыной. Мы за это там репарации какие-то платим. Все, значит, нельзя нам тоже так поступать. А когда этого механизма его взяли, короче, и здесь в какую-то хренотень нам играют, да, там, в современном, цивилизованном, казалось бы, мире, то каких-то там, я не знаю, слабеньких пытаются не заметить там, или как-то глаза закрыть на какие-то это, то, конечно, ждите того, что это бумерангом там прилетает ко всем. И к самому тому, кто даже вот это вот занимается этим преступной какой-то деятельностью, потому что его собственные там домочадцы, его семья, они тоже завтра подпадают под какие-то джихады, да, которые он с катушек слетел, вдруг 22 года, 24 февраля вздумал напасть на Украину, за 3 дня Киев взять. И теперь кто там погибает? Конечно, погибают сами русские. Пачками, под дронами там. Вот так вот это, если не останавливать, потом самим плохо, и всем вокруг плохо. Дикелер, молодец. Ибрahim Алхушам, ваешка. Не, пусть это непонятно, молодец, тут нет ничего, тут все ясно. Конечно, ясно, да. Я хочу немного добавить, Ибрахим сюда вот ортодокс заходил, я хотел ему вопрос задать, но не успел. Вообще-то вот в России религия сейчас, господствующая религия, государствообразующая, это православие. Православие, что такое православие, немного аналогию приведу, как она на политику влияет. Вот на Западе было католичество, то есть католичество. А католичество и православие – это, в принципе, одно и то же. 2 стороны одной медали. Просто они поделились из-за каких-то мелких религиозных таких, несущественно, если интересно, расскажу, религиозных обрядов, но основа одна. Но на Западе произошла протестантская реформация. То есть внутри католичества образовались такие силы, которые сказали, мы так не хотим больше в такой религии жить, в такой доминировании жрецов, священников должно быть. Иисус учил по-другому Библии, и протестанты начали эту реформировать. Реформация началась. И выделились многие люди, и внутри христианства они поделились на 2 течения – протестанты и католики. Вот. И протестантизм на Западе привел именно к современному, то, что мы современное общество, как оно выглядит, это привело движение именно протестантов, потому что протестанты Англию реформировали, Германию реформировали, Голландию. Они поехали в Америку, основали Америку. Современные законы всей Америки они написали. И это все произошло, да? А в православии этого не произошло. Православие, это представьте, в 16-17 веке, когда реформация протестантская происходила, представьте, если бы этого не произошло. И католичество до сих пор было бы как сейчас. То же самое эти батюшки, то же самое, они все рулили бы всем обществом. Запад был бы такой. И то это происходит сейчас в России. То есть это православие, оно не испытало своего реформации протестантской. То есть внутри
православной религии не появились такие верующие христиане, как на Западе Мартин Лютер, и не сказали: так, это неправильно, должно быть так. Мы не должны жить так, а мы должны жить по Библии, а вот именно вот так, да, как протестанты сделали. И из-за того, что этого не произошло, православие в России привело к современному такому чудовищному такому виду уже, когда вот просто попы делают, что хотят, творят, что хотят, и никакого там веры в Иисуса реально нет уже. Есть просто религиозный такой институт, который использует христианство в своих целях. То есть делают, что хотят, и никакого за это спроса не чувствуют, и страха нет никакого. То есть там назначаются на эти православные должности, откровенно говоря, ФСБшники. То есть если поп учился хорошо в православной семинарии и вел себя правильно, веровал по их догматике, против власти ничего не говорит, шагает ровно, честь отдает, все проходит собеседование с специально назначенным куратором из КГБ в то время, а сейчас куратором из ФСБ, а он одобряет, и он идет занимать должность там митрополита там, или там еще кого-то там. Ну, чисто назначение такое идет. И поэтому, когда вот говорят вот православие, вот оно туда-сюда, там вера, туда-сюда, совсем нет, ребята. Это вообще не имеет никакого отношения к вере в Иисуса. Вот в Америке, например, по-другому, да, вот мы видим, и из-за этого, да, из-за вот этого того, что творится в России, сейчас теперь на вот это все говорят, вот показывают Трампа, да, он в Белом доме в овальном кабинете там с пасторами там вместе сидят, все молятся, да, там пасторы все стоят рядом, Джей Ди Венс, все вместе молятся, там сенаторы все вместе, да, и все смеются над этим. Вот там такие-сякие. Но на самом деле там вообще контекст надо понимать, да, вот я сам просто там часто бываю, буквально сказать, там живу, и это совсем другое, понимаете, я сам протестант, кальвинист, то есть это протестантское течение, которому Дональд Трамп принадлежит, кстати, вот, и там вообще другая вообще ситуация. Поэтому, когда говорим о православном христианстве, нужно понимать, что это такое вообще. И какое оно вообще, в каком сейчас оно состоит чудовищном состоянии. То есть, если, когда России произойдет вот эта катастрофа, и российский режим рухнет, и когда российские власти будут судимы по аналогично Нюрнбергскому трибуналу, я надеюсь, что также и появятся люди, которые и православное христианство реформируют, когда реально будут изменения в этом всем. Вот этого не будет смешной карикатурного христианства, которое мы сейчас видим в Москве, которое происходит. Вот. Было, чтобы это было. Вот здесь внизу в комментах некий чеченец в кепке написал: этого еще не ликвидировали. Ликвидировали, короче, видимо, чтобы не блокнули его там с ошибками. В кепке, кто ты там, чеченец, я не знаю, кто ты там. Ты про Шаманова имеешь в виду? Где ты, кто ты, воин?
Петушица, Дербех, Гуман, Шикапек, Пайданьевич, Трубалевичу. Bella, it's in the short one. Участники, пацифист хочет обратиться. Бисмилля. В тему ранее сказанного. В свое время не сработала после Первой мировой войны система международной безопасности. Там, ну, в общем, будем говорить, Версальская система. Во Второй мировой войне были другие победители, которые устанавливали эту так называемую мировую систему безопасности и международное право. ООНовская система, скажем коротко. Сейчас эта система не работает достаточно эффективно, как не сработала в свое время и Версальская после Первой мировой. Поэтому после окончания вот этой начавшейся Третьей мировой будут победители, и они будут устанавливать международные законы и систему международной безопасности. В ближайшие лет 10-20 жизнь большинства будет определяться тем, какую политику будет проводить, прежде всего Китай, который объявил политику срединного пути, то есть по аналогии с бывшим ранее в истории большим шелковым путем, но это от Пацифика до Атлантики. И Китай льда. Китай будет проводить эту политику. И какую политику будет проводить другой геополитический лидер? Америка, который, видите, переименовал Министерство обороны в свое Министерство войны. И заявление президента Америки о том, что American Great Again, то есть Америка великая снова. То есть, утратив былое величие и мирового жандарма, вот, Америка хочет таким стать. И Трамп это делает. Вот. Но так же, как не настолько демократична общественно-политическая система Китая и Америки. Америке я бы желал, чтобы это все-таки была сначала парламентская, а потом президентская республика. Не так, как у нас сейчас. Но если Америка, вот ответ ведущего, что делать. Там, мы знаем, я придерживаюсь той статистики, что выступив 3000 раз, 7 миллионов, да, примерные цифры, американцам сказали, нам не нужен король. Вот, говоря о президенте Америки. Относительно всего российского, у них вообще никогда королей не было. Они из царей сразу в императоры. А вот однопартийная система Китая, я тоже считаю, это недостаточно демократично. Нету там, в классическом выражении общественно-политической системы, многопартийной прежде всего, недостаточно влияния и роль общественных организаций, местного самоуправления и так далее, всего того демократизма, который есть в классических общественно-политических системах, которые мы признаем как цивилизованные и демократические. Вот так, если коротко. Так что о малом народом в условиях начавшейся Третьей мировой войны, а события уже произошли, по которым историки впоследствии сделали вывод, как о мировой войне. Более того, на сегодняшний момент в мире, особенно в восточном полушарии, произошли все те события, которые судили о начале и Первой, и Второй мировой войны, да вместе взятые. Все эти события произошли. Поэтому наибольшие потери в этой мировой войне понесут малые народы. Им нужно постараться политикам
этих малых народов. Как, к примеру, в свое время политикам, скажем, из европейских удалось только Швейцарии, некоторым скандинавским странам Швеции, и там не было фронта. Или Турции, если говорить о Европе на границе там с Ближним Востоком, где тоже не было военных действий. Так вот, малым народам нужна прежде всего мудрость всяческих их лидеров, национальных, религиозных, культурных, государственных деятелей, чтобы фронты мировой войны не проходили по территории этих стран. Чтобы в этой Третьей мировой войны, особенно у малых народов с малыми территориями, было наименьшее количество потерь. Вот. Чтобы этого не произошло, если интересно об этом говорить. Потому что для Украины сейчас важно не столько решение каких-то там национальных, религиозных или прочих вопросов. Важнее гражданское согласие. Вот, для того, чтобы были наименьшие потери. Вот так, если коротко. Если это коротко, я вот не представляю, если полностью это расклад был бы подробный, насколько бы это затянулось. Я вот сейчас не понял, это ваше утверждение, то есть тут вот это высказывание получилось как утверждение, прогноз, анализ и своя версия какая-то, сценария. Вот все в одном. Я вам скажу, если очень длинно, это потому что я старался ответить на те очень некороткое общение, вопросы и темы, которые затрагивались. Поэтому я вкратце ответил. Я постараюсь быть покороче, если общение будет всех участников покороче. Просто у вас вот это ваше высказывание, оно получилось как утверждение, как, видимо, собственный анализ, потом он же Да, прогноз. это мое сугубо субъективное, личное, ошибочное мнение. Но я чаще всего оцениваю обстановку, прежде всего предложение. А вот сегодня на этом стриме я слышал против чего, но совсем не слышал за что. Предложение меньше всего я слышал. Что вы не слышали? Больше всего я слышал протестов, меньше всего слышал предложений каких-то. Как-то так. Предложение. Почему? Больше всего вам сегодня предлагали в эфире произнести шахаду. Вы настойчиво отказались и сделали переадресацию это своим там собеседникам. То есть вы как бы сторонник шариата, но только когда за него топят другие, как я понял. Да-да-да. Я люблю загребать жар чужими руками, как какой-то подлый империалист, милитарист и прочее, да. Пацифист, а вы кто по национальности? Пацифист-украинец. А каким боком вы в ислам зашли? Скажите, а где и когда и каким боком я заходил в ислам? Нет, просто я из общения понял, что вы как бы поддерживаете это или что? Или неправильно понял? Это что или чё? Или вы неправильно поняли?
Ясно. Почему? У вас есть будулаки знакомые, которые топят за исламское государство. Вы с ними общаетесь в чатах. И нормально как бы себя чувствуете там. Ибрагим, ну напомните, пожалуйста, где и когда это я поддерживал исламское Ну вот эти государство? ронины всякие там, прочие, там наркота вот это будулакская, исламистская. Сразу отвечаю, вы не нарколог. Это раз. И, пожалуйста, еще раз предлагал, не разделяйте людей по нациям, религиям, заболеваниям и прочему. Я всегда только с предложениями, как решаются эти различия все и противоречия. Я лично за, чтобы Россия стала исламским государством, Путин стал халифом, провозгласил себя таковым и установил полный шарикат в России. В текстовом чате, что у них даже королей не было. Понимаете, в их истории были князья и цари. А потом им навязали императоров. Но королей у них не было. Султанов не было. Никогда. А что мне известно из истории таких успешных попыток исламского государства, ни в одной стране еще ни один народ не достиг. Потому что это изначально обреченный на поражение государства, которое будет строить свою внешнюю и внутреннюю политику на основе каких-то религиозных канонических законов. Видите, вот Если внизу Амина в чате пишет, что вы за шариат. Бисмилля. Ну, спасибо за внимание, скажу. Я всегда за обмен Ну, мнениями. вы можете сказать вот открыто вот так, без каких-либо этих, в лоб, что вы противник шариата? Не надо путать. Не надо путать. Шариат как религиозное убеждение и как основа для построения государства и проводимой внутренней и внешней политики. Я однозначно противник во всех странах и во всех народах строить национальную политику на каких-то религиозных писаниях, убеждениях и так далее. Я всегда писал и говорил, что я за светское государство, в равной степени учитывающее религиозные чувства всех верующих, убеждения и так далее. Хоть староверов, хоть каких-то модернистских религий и вообще против вмешательства государства в дела религиозные, потому что все государства очень полиэтничные, то есть многонациональные, раз. Второе, представители разных религий, верований, это два. И прочих различий. Вот. Я всегда говорил и в голосовом, и в текстовом чате. То есть вы не против шариата? Я? Скажите, вот давайте договоримся, что вы понимаете под словом шариат? Законы Аллаха. Да, законы Аллаха. Вот, да. Для кого? Для верующих мусульман. Да, пожалуйста, пускай будет. Но предлагать это другим верующим, согражданам или тем более гражданам других стран, вот в этом случае я буду очень даже против. А верующим, пожалуйста. А вот даже если у них нету шариката, то можно им еще его и установить, да, там построить 1600 мечетей. Можно я вот скажу, вот что лучше всех делают, что лучше всех умеют делать мусульмане, это вести информационную войну. Мое мнение. Все в силу своих каких-то Как пацифист, что ли? Вы что Да, хотите? как
Да, как я. Вы на что Так вот, намекаете, насколько я общался со сторонниками той или иной национальной политики, религиозной политики, какой-то идеологии политической, все криком кричат: да мы правы, но мы проигрываем информационную войну. У нас монополия на право, на правду, на истину. Какое антимонопольное законодательство? Я увидел примеры. Неужели вы не видите? Это кефирское, такие происходят. Вы никак вот вашу позицию, либо вы принимаете ислам, либо вы, будучи униженным, платите Я вам отвечу, как униженный и оскорбленный, подгорающий, униженный, оскорбленный, подгорающий. Вот когда люди идут на выборы, им предлагается голосовать за какую-то политическую партию или ее представителя. Хорошо, если там есть за одного, другого, третьего, и есть пункт против всех. Но когда этого пункта против всех нету, это уже не выбор, понимаете? Это навязывание большого невыбора. Вы этим занимаетесь. Я, кстати, смотрю, как мусульмане... Да, говорю. В ислам, то, что они там активно пропагандируют украинцам и религию ислам, но при этом лично за украинцев они не идут воевать. На этом стриме я писал и говорил: пожалуйста, все понятно, когда выступают против чего-то. А вот мало было слов, именно предложений. А что же вы предлагаете? Да, я помню слова ведущего, якобы я не увидел и не услышал. Ну, может быть, я такой слепо-глухонемой, беспамятный и вообще совесть потерял. Может быть. Но я так воспринимаю. Мы предлагаем России шариат, принять шариат полностью. Не другим его навязывать, не другим строить там тысячи мечетей, короче, вот это, а себе его взять, все эти мечети себе настроить там и у себя шариатить. Все равно там и так шариат. Просто назвать его правильным названием. Ведущий, аргумент в словах «все равно» и подобным там, ну я не знаю, но все равно, но как бы и прочее. Это такое эмоционально-бытовое выражение. Вот, ну как слова паразита, а тем более в качестве основного аргумента. Как-то неубедительно. Это все равно. Ну, смотрите, чем не шариат, когда ты вот, например, халиф, он ведет какие-то войны, он имеет право захватывать власть. Тем более вот в Украине джихад ведется. Войско даже целое есть, войско Иисуса, алейхиссалям, создали. И потом как бы слово халифа только там закон. Никто не противоречит халифу. Вот даже на вас это распространяется, вот вы себя украинцем позиционируете, и вы вот четко не можете на вопрос ответить. Так вы за Путина или против? Я против путинизма был, есть и буду. Потому что я знаю, какую, но это не эволюцию, а скорее деградацию. Лично Путин и путинисты за последние 26 лет путинисты начинали, ну это сейчас понятно, демагогически и популистически, довольно-таки демократично.
Не, Если я мы... не совсем за путинизм. Вот, прямо вот Путин, вот его персона, вы за него или против Путина? Третий раз за последние 3 минуты вам повторяю. Я против путинизма. Так, против путинизма, но за Путина, я правильно понял? А у вас с логикой правильно? Ну, сколько я за тобой наблюдаю, патрон, я не видела, что... Ой, патрон, извини, пацифист, чтоб ты за Украину топил. Мне кажется, мы, да, вот в своих комментариях, эфирах больше переживаем и топим за Украину, чем ты. Правда. Я поэтому говорю, Правда, почему, вам кажется. почему в России Вот не вы повторили слово «правда», почему, да, почему а пацифист ведущий уже отрицает? повторил как бы, да. Да, мне вообще плевать на русский язык, это не мой родной язык. Мне уже можно спасибо сказать и орден там мужества или георгиевскую ленточку повесить за то, что я уже столько говорю на русском языке, потому что русский, например, мой чеченский язык столько бы не использовали. Но не в этом суть. Вот. Я просто хочу опять-таки подтвердить, что в России полностью шарикат.